евреи, он говорит, что ходили за руки, взявшись, как бы руку, под ручку, как бы, вот, руку через руку просовывая. А он, говорит, не понимал поначалу, почему они вот так вот ходят. Оказывается, вот от голода, да, когда там все страдали, они вот так по два пытались, по двое ходить, чтобы если один там сознание теряет с голоду, чтобы второй его мог как бы поддерживать и вот так вот. То есть и там ссылки тоже были, кстати, евреи. Это видео я в Телеграм еще перезалю. Вот все равно важна информация. Побольше надо информации, потому что вот у нас какая-то непонятная абсолютно вот чеченцы с евреями, где не пересекаются, да, на каких-то там, я не знаю, в конфликтных ситуациях, политических, военных каких-то ситуациях абсолютно нету какого-то агрессивного или ненависти, чтобы вот исторически у нас что-то такое было. Но при всем при этом вот эта ненависть, она еще со времен Советского Союза вот это вливалось все. Сегодня я как раз там в Телеграме крутил ролик про то, как там 70-е, это, по-моему, годы, да, когда Ливан там теракты совершал против Израиля. И вот это так преподносят они, да, там и израильские оккупанты, каратели израильские. Бедная освободительная армия Ливана совершила какую-то вылазку. То есть террористический акт там произошел на самом деле, взорвали, по-моему, посольство или представительство. И десятки погибших, и они это преподносят там. Короче, акция возмездия, пострадали там столько-то карателей, оккупантов израильских. И вот так это вливалось годами, вливалось людям. Потом уже религиозная тема пошла, и с вот этой религиозных позиций уже под видом вот этого религиозного вот оттуда сейчас продолжается. И вот эту информацию, ее надо как-то, пропаганду, да, короче, такую лживую, вот чисто свойственную там России, ее нужно вот эти вот мифы их как бы развенчивать. Ни одна жертва вот этих пропагандистских каких-то там приемов, да, ни одна жертва вот этих такой лживой информации не может четко обосновать свою позицию, когда ты с ним начинаешь дискутировать. Я не знаю, вы заметили или нет, вот люди, которые там негативно относятся к евреям, к Израилю, когда ты начинаешь с ним дискутировать, пытаешься понять, что вот в чем его какие-то негодования, что вообще за его вот этими взглядами там агрессивными стоит. Абсолютно под этим не находишь ничего. Просто там одна бабушка сказала там где-то какие-то, я не знаю, фотографии, да, которые по интернету гуляют, где евреи возвращаются с Европы на свою историческую родину. Ну, они сейчас есть, да, везде в сети, с плакатами «Не убивайте нашу там последнюю надежду» на английском языке. И вот эти вот рассылки, вот эти их уже давным-давно это продолжается. Это как бы пропаганда, она гуляет везде. И вот этот как бы пациент, да, скажем так, он вообще не осознает
дальше как бы не интересуются, что это за фотографии, причем тут английский язык вообще каким-то этим пастухам, там, жителям вот этих мест, каким-то бедуинам, кто будет с плакатами. Потом на этой стороне люди вооруженные, да, там, с английским оружием, английской там вот этой формой стоящие. Вообще абсолютно эти моменты не улавливают, то есть не понимают, о чем идет речь, что там происходит. И вот так тупо вот эту вот информацию ее глотают целыми там гигабайтами. И потом вот это в подсознании остается. И ты, когда начинаешь дискутировать с человеком, вот он уверен на 100%, что как бы там со стороны евреев там какая-то к нему агрессия проявлялась, как будто бы там и вот это палестинский вопрос, да, что он типа на 100% прав, а информации какой-то дать персонаж не может. Полное отсутствие получается. Просто какие-то вообще детские какие-то примеры приводят. И вот так вот. Маешь, что здесь? Да, я Да, здесь. мы тут. Я здесь. Здесь мне I can speak with you in English. I mean, you said those words, and if you want to explain me, please, you can speak with me. Never let to yourself to speak with me like that. I'm not your friend, and I will never be. Okay? Вот, Извините, Дон прошу Ахча прощения, тоже. я промахи не прощаю. Надо быть мужчиной, подняться и сказать, что промахнулся. Извините, что в таком тоне. Так, я, если что, за комментариями не успеваю. Ну вот насчет I'm этого, not your насчет chicken, Дон... and I'm not your chicken of Allah, so shut your mouth and don't keep speaking with me. Вы меня простите, но курица я еще не была, и за курицу ответишь. Все в порядке, это не адресовано к вам. Я тоже умею жестко отвечать на Это любую провокацию. провокаторы. Так и надо с ними. Жестко. I'm not your chicken. Раз себя вести не умеют, там, по-мужски, или, я не знаю, там, So соблюдая. if it was misunderstanding, so come on, get up and say it to Боюсь, me. извиняюсь, но тут как бы не нужно продолжать эту тему. Не у всех возможность есть подняться и поговорить, и человек ясно вам дал объяснение, что он просто случайно не на то имя нажал в комментариях. То есть не нужно уже как бы из этого разводить вонь. Извиняюсь, большое спасибо за понимание. Там чисто опечатка была, да, как я понял? Совершенно верно. Окей, тогда простим ему, если этот человек говорит, что он ошибся. Вот Дон Ахча я хотел бы позвать. Дон Ахча такой, у него тоже своего рода такой подход, да, там, к еврейскому народу, к евреям. Вот можешь, Дон Ахча, подняться и тоже свою позицию отстоять, если хочешь. Так, Дон Ахча заходит. Дон Ахча, если что, сунжинские, там, которых вот над Сунжей, там, в Сунжинском районе, как бы там поселяли. И
эти самые колонизаторы. Задонский. Вот. Да, вот их потомок, но сам Дон Ахчо уже такой, скажем так, Ну, ты говорил, ладно, там, се- мы казаки, больше, Сунженские казаки, Сунженская Да. линия, да. Только уточни, что мы кое-какие муслики нас, знаешь, так, ну, или в шутку, или подкалывали, нас называли хохлами, потому что мы в большинстве своем этнические украинцы. А в данном контексте, в современном, это очень важно. А Ибрахим сначала пытался, там, и многие хотели нас смешать с русским миром, как бы в это, русня, туда-сюда, не-не-не. ну смотри, Дон Да, Ахчо. я скажу, ты начинаешь уже меня... Подожди. Тут по поводу еврейского народа я всегда всем привожу в пример. Не, ты сейчас пока тему не поменял, я просто хочу чуть-чуть разъяснить, тема. что Дон Ахчо это единственный сунженский, кого мы знаем, Да. который себя позиционирует там, с украинцами и вообще проживает в Украине. Поэтому как бы за его такую позицию его винить нельзя. Но дело в том, что Дон Ахчо не может говорить о всех сунженских, потому что Могу, все потому что остальные я... 99,9 это среднестатистические русские сегодня. Не. Подожди ты. Подожди. Украинская армия, когда придет туда, на Северный Кавказ, тогда вы посмотрите, сколько там окажется. Понимаешь? Там же также люди сидят. Ну, украинская Подожди. армия это украинская армия. То есть Значит, украинцами тут вообще нашим другая тема. уважаемым горским еврейкам хочу напомнить, что половина населения Грозного, не чеченского, носила украинские фамилии. Если кто, может, не знал или забыл. Мы на Сунженская линия, Асиновская, Троицкая и так далее, там, Слепцовская, кто там, какие там у нас еще страны. Значит, пели песни на украинском языке. А вот что, например, у там, казаков, да, потомков колонистов там на чеченской земле, что вот у вас негативного, я не знаю, или враждебного вот, с еврейским народом, с евреем? Что негативного? Ты хочешь какой-то негатив с меня? С еврейским народом ничего? Нет, просто ты... Есть отдельные представители часто... среди каждого народа, есть отдельные представители негодяи, да? Вот, которые вот, Ну, смотри, мы можем вот с представителями еврейского народа как бы разъяснить кое-какие моменты. Кстати, вот я хотел бы, чтобы политический вопрос тоже как бы подробно разъясняли, да? Вот становление еврейского государства вот, в современном его формате. Смотри, меня, честно говоря, вообще не интересует становление еврейского государства и проблемы еврейского государства. Не, я не про тебя. Просто вот чеченцам, которых такие как ты, которые вот как бы настраивают против евреев, ну, может, и не в такой степени, тем не менее, есть, которые более как бы выраженной форме настраивают против евреев, чеченцев. Вот важно, чтобы евреи тоже объясняли другую сторону, то есть реальную сторону, да, как вот происходили какие-то политические процессы в становлении Израиля, в каких-то отношениях с арабским миром там, и так далее, потому что там как бы все, что в чеченскую среду вливается 24/7, там полный, короче, я не знаю, негатив. Подожди, смотри, у меня к еврейскому народу никакого негатива нет. Меня как бы опекал в Грозном директор 56-й школы Балюк Пал Палыч, еврей чистокровный, которого потом в заложники забрали, там, бандиты. Понятно? У меня к еврейскому государству есть определенные претензии, как, например, у многих в Украине, потому что они, там, Канада признала, Штаты, они до сих пор не признали Голодомор как геноцид украинского народа, нации. Еврейское государство до сих пор это не признало. По каким причинам, я не хочу это сейчас уточнять, потому что не было ко мне тут. Видишь, я вот просто хотел специально
зрителю показать, да, как это все происходит. То есть, Дальше, подожди, значит. чтобы чеченский зритель понимал, да, как его вот настраивают против всего подожди, мира, да, значит. не только, подожди, один момент, не перебивай, как вот против евреев, чеченцев настраивают, а потом сами могут вежливо вот так пообщаться с людьми на такой, как бы, благоприятной такой ноте, да, как бы проявляя даже уважение где-то. Вот как это работает, просто чтобы наше общество знало, я тоже хочу, вот, чтобы разъяснить. Потом вас, дураков, я прям так и выскажусь, да, потому что я считаю дураками людей, которые себя дают, ну, как бы облапошить, грубо говоря. И вот это вот облапошивание, оно потом вас настраивает против целых народов, с которыми вы никогда не враждовали, никогда никакие у вас там конфликты не были, да? Но вы вот настраиваетесь против этого, потом идете куда-то в интернет, в соцсетях, грубите, там, оскорбляете. Вот даже сейчас, который был инцидент, он уже такой, скажем так, это же не первый раз, да, вот это. Часто это просто получилось случайная опечатка, а вот это то, что уже накопилось, да, постоянные вот такие вот там угрозы, всякие оскорбления, оно вот так вот у людей садится туда в голове, там на подсознательный куда-то уровень, и вот это потом против, скажем так, против нас вражда, потом обратная, да, потом та же ваша вражда против вообще людей, с которыми вам нечем, вообще там абсолютно нету там ничего, из-за чего бы вы враждовали бы. Вот примерно так это все работает. Потом вы начинаете себя вот так вести, а люди, которые вам как бы вот эту пропаганду влили, они аккуратно там отходят в сторону, хорошими там могут какими-то словами там даже выразиться тем, против кого вас сами настроили. И вот так вот это везде и повсюду. Поэтому не надо быть дураками, не надо быть вообще такими, я не знаю, таким обществом, которым просто как детками манипулируют. Нужно четко, вот как у нас у чеченцев в традициях, в культуре, знать своего врага и своего друга. Вот человек, который с тобой нормально ведет какие-то отношения, либо вообще вы с ним не пересекаетесь, ты по своей культуре, по своему самобыту можешь с ним абсолютно дружить, четко там, проявлять взаимоуважение, признательность и так далее. Точно так же ты должен знать, кто тебя мочит веками подряд. Извиняюсь уже за грубость, да? И вот в направлении, как бы в сторону вот этих вот представителей, ты опять-таки же, я там не собираюсь там, я не знаю, против всего народа, всех подряд, там кого-то там призывать, настраивать, но ты должен знать. И вот как здесь наши гости сегодня говорили, да, вот эту историческую справедливость, ее нужно восстановить. И твой враг, да, который над тобой вот это все проводит постоянно, он должен это признать и извиниться. Вот тогда уже там ты можешь проявлять и другие какие-то отношения. Тут все очень просто. Вообще в психологии человека. Но когда вот это человек, там, я не знаю, пропускается через вот этот поток пропаганды, то он уже начинает, я не знаю, там, глючить у него все в мозгу начинает, и его можно использовать как какую-то половую тряпку. Где хочешь, взял ее, там, вытер, где грязно, потом взял ее, бросил куда-то. Вот. Что-то подобное происходит среди чеченцев. Ибрахим, ты закончил?
Можно там закончить мысль? Пока да. Пока. Так, на чем я остановился? Смотри, вот, например, я же говорю правду, а ты начинаешь меня перебивать. Значит, все цивилизованные страны после начала полномасштабной войны прекратили авиасообщение с Российской Федерацией. У меня тут представителям Израиля есть вопрос. Почему Израиль это не сделал, не прекратил? Что там за самолеты летали постоянно? Почему они после оккупации Крыма дали лицензии на производство БПЛА, по-моему, ланцеты? Это израильская технология. Они сейчас убивают тут людей очень много. Эти ланцеты, которые были созданы по израильской технологии. Самолеты летали, Сочи, там, Махачкала, Москва. Что это за полеты? Кто, что там летали? Почему такие вот отношения с агрессором, который сейчас геноцид проводит, очередной, значит, в Украине убийство, да? Как Голодомор был и так далее, который Израиль до сих пор не признал. Как к этому относиться? Тот же самый вопрос я могу переадресовать и тебе, Донарче. Вот когда мне не надо, чеченцев- подожди, я Когда конкретно... чеченцев сравнивали Не с надо, асфальтом, не надо сейчас почему, перекидывать. что делает Не украинцы, надо. почему вот до последнего Не надо перескакивать, это русский отдельная тема. пехотинец, Это мы... русский Подожди, пехотинец мы щас Рамзан не- Ахматович, почему встречается с Кличко, почему встречается там с другими ныне политиками, А при чем здесь почему они Израиль? обнимаются, почему А при чем здесь украинцы в Израиль? Киеве открывают представительство кадыровское до 2014 года, и всех чеченцев И мечеть принуждают... в Израиле имени Кадырова. Да, и Есть? всех чеченцев принуждают идти под это представительство. Вот что, почему это в Украине происходило и по сей день происходит? Значит, сначала отвечаем на мои вопросы. Сначала отвечаем на мои вопросы. Тут люди с Израиля есть, отвечаем на мои вопросы. Не надо перескакивать там на каких-то Кадыровых, вонючих там этих. Ну тут люди не с Кличко, Израиля, не факт, что с Израиля. Ну как, вот тут как с Израилем, извините, там представители, скажем так. Я смогу ответить. Добрый Да, вечер вам. отвечайте, да. Ну, давайте мы, во-первых, перейдем на тон более спокойный. Это, во-первых. Во-вторых, те вещи, которые вы задали по геополитике, я не буду с вами обсуждать геополитику своей страны. Вы не тот человек, с которым я могла что-то обсуждать. В-третьих, по поводу, какие еще были у вас вопросы, кроме оружия, полетов и еще что-то? Какой у вас еще был вопрос? Следующий. Мечеть Кадырова. У нас страна демократическая. Секундочку, не перебивайте, подождите. Еще один вопрос. Там Израиль до сих пор не признал Голодомор как геноцид украинского народа нации, когда все страны цивилизованные признали. Почему не признали? Я вам отвечу еще раз. За геополитику моей страны по поводу Украины я не буду держать ответ. Это относится к нашему правительству. Если вы захотите, можете в письменном виде отправить им запрос. Я вам могу даже дать адрес, мейл, кому и куда. Это раз. Второе. По поводу оружия. Если вы захотите от меня развернутый ответ, я смогу зайти в представительство наших фирм. Если такое имеет дело быть, я вам передам информацию. Если это засекреченное, то, само собой, нет. И я вам могу даже сказать, что между нашими израильскими компаниями и Катаром заключены сделки на миллионы долларов, если не на миллиарды. Хотя Катар мы залетели, взорвали все, что нам надо было, и улетели дальше. Меня Катар не интересует. Нет, я вам просто дала, если вы следуете в геополитике, я вам сейчас дала то, что дала вам. Нет, это не геополитика. Да, это пример. Это отношение государства к Израилю. Я не пример вам дала, и вы должны уже были уловить, если вы понимаете в геополитике. Уже должны были меня наплевать на геополитику. Наплевать на... Сейчас Хорошо, поехали дальше. Знаете сейчас какая геополитика? Комитет газа будет, Трамп, решать геополитику. Я конкретно привожу конкретный факт. Я не пришла на этот стрим с вами ругаться и поднимать на мой голос. Вы личное отношение свое скажите. Нет, я вообще не собираюсь на данный момент какое-либо свое личное
отношения Почему? сделать по поводу Украины. Почему? Потому Нет, что по я поводу, гражданин. нет, не по поводу Украины, а по поводу действия Израиля по отношению к Украине. А скажите, пожалуйста, мы вам чем-то обязаны? Кто именно? Израиль. Я немного подчеркну момент. Видимо, да. Дон думаю, Ахча это, как я говорил, сунжинский казак. Сунжинские казаки 99,9% это сегодня среднестатистические русские. И как бы Дон Ахча, да, он гражданин Украины, но вот как бы нужно понимать, да, представитель там, откуда этот человек родом, скажем так. Хотя бы можно по мнение, почему так получается, он спрашивает. Я из Грозного родом. Я еще раз поясню. Я не знаю, что такое. Я вам отвечаю на ваш вопрос. Я не знаю, что такое сон. Извините меня за мое незнание, но я не тот человек, которому можно было адресовать вот этот вопрос. Хорошо. Знаете, кто такие сунжинские казаки? Нет, я вот вообще отвечу. не Я знаю. коротко. Я коротко. Да. Мы там, значит, это лучшая часть чеченского народа. Запомните это. Ничего себе. Для Это я меня утверждаю, тоже новость. я утверждаю, это лучшая часть чеченского народа, многонационального. Понятно? Амика, ты с этим ты знакома? Это лучшая часть чеченского народа. Я не против. Дон Здесь сидят... Ахча. Я это могу доказать. Я не говорю ничего. Дон Ахча, вот у меня к тебе вопрос. Вот это лучшая часть народа, ее действия, когда чеченцев сравнивали с асфальтом, когда сегодня ты же их позиционируешь как бы с представителями Украины, да, там, ну, грубо говоря, с хохлами. И их действия вот сегодня, когда их собратьев там уничтожают, и когда... Ты же говоришь представители чеченского народа, когда чеченский народ уничтожали. Вот действия вот этих самых, скажем так, лучших представителей. Ну, начали-то с нас в 90-м году. С нас начали. В 1990 году начали с нас. И с нами вопрос был закрыт. Ты до от 94 вопроса года. ушел. А я тебе отвечаю. Вопрос дальше не имеет смысла отвечать. Я отвечаю, что с нами закончили. Ну, видишь, ты тоже... 1990-94 год с нами вопрос был закрыт. С нами наш вопрос. Знаешь, некоторые там одни нацисты пытались еврейский вопрос решить. А другие, это нацики, там, кто они там, КГБисты, они руками там еще местных там мразей, бандитов, Подожди, они закрыли наш вопрос. уже закрыли. нацисты решают еврейский вопрос, да? Ну, нацизм, он-то вообще-то Я сравнил появился просто. именно... Вот 90-94 год это был чистый нацизм, замешанный на вот этой исламской идеологии по отношению к нам. Мы остались там беззащитными, Ладно, безоружными. не гони пургу, что ты гонишь. Кто не знает, действительно что-то подумает. Доказательство. Один документ. За 30 лет, 35 лет, один документ. Один. Почему правоохранительные органы России молчали 35 лет? А какой-то Дон Ахч пришел и говорит, какой-то пургу несет здесь. Молчали, потому что они там продавали дома, уезжали и там говорили, нас выгнали, плакали и там получали компенсацию. Да, кстати, это факт. Когда русские покидали Чеченскую республику, вот у нас дом, который мы дом купили, мой отец за 6 миллионов брал дом, тогда рублей, там нули еще сзади были. И сам потом с деньгами через всю Россию, там, сколько они там, неделю где-то на поезде он ехал в один конец с вот этими, у кого мы дом купили, да, чтобы у нее потом там в России не отобрали эти деньги. То есть довез их туда до адреса и потом вернулся. И вот этим людям
Еще мы советовали, и мои родители, и потом у нас еще соседка была, делать отказные. То есть, чтобы они делали отказные и получали там еще финансовую поддержку на то, чтобы купить там квартиру, дом и так далее. И вот так повсюду и происходило, да? То есть для нас как бы это вообще безразлично было, чтобы эти люди там, я не знаю, экономики России, что угодно там, какой бы урон ни наносили, но им наоборот пытались помочь. То есть представителям, которые у нас в нашей республике проживали, мы у них покупали когда недвижимость, мы им наоборот подсказывали делать там отказные, что они и делали большинство. И вот в итоге это как бы получилось так, что там русских выдавливали оттуда. Да, это именно так и было. Я очень много знаю вот этих, что там вывозили за границу, там за эти пределы, как будто их... Они просто уезжали, потому что они знали уже там, что война будет. А там потом по телевизору сядут и начинают... Я лично видел, который вот так продал дом и поехал там, и там он на этой студии дает этот... Нас угнетали, мы еле сбежали. Но потом его, конечно, нашли, мир тесен. Не надо говорить вот это. Вот как этот сказал, документ. Пожалуйста, покажите документ, что вас притесняли. Так, тут, по-моему, антитеррорка хотела тоже прокомментировать что-то. Хумаамека дорисюдика сусук маршахул и дон ахчи алагуй за эфириве ан вамялбо нухчи бюхум шуэ пача хенлиш интунану кич ома вайтану бош ونخчи قامي полностью сид акич воро то дичто тахама матиса шо сам модератор ой то блоктур юрешен лиш нохчишен лиш нохчик украинщик керахирду, тогда у вас будет порядок по что чёрный эфире. Это чудючу, он лжец, лицемер, обманщик, не верьте ему, он просто двуличный, как казах, что ли, я не знаю, баркал и авачерс просто. Так там. Дудаев со семья вешу, например, а семья веш Джоухар Дудаев. Эти вави она и те баш вас пош ош раздать, а хом что чёрный в эфире именно и Дон Ахчи. Да, мы понимаем, что Дон Ахча провокатор, но у нас всё-таки радио. У нас просто радио Свобода, да, радио Машу, поэтому как бы он тоже здесь имеет право высказываться. Главное... Можете, пожалуйста, главное... поднять Нину? Можно Нину, пожалуйста, поднять к нам? Так, кто у нас? Ага. Да, чуквасасу эля дересу ваша окошко. Да, Амина, сейчас можно у меня вот до Нахчи пару вопросов? До Нахчи. Скажите, пожалуйста, у вас только к Израилю претензия? До Нахчи. Методичка не пришла еще с Москвы. Методичка придет, тогда он будет говорить. Скажите, пожалуйста, вот Донахчи какой гражданин какой страны, как бы, ну, чтобы я знала, с кем разговариваю. Не поняла, Российский гражданин и украинский. Два гражданства у него. А как может быть два гражданства? Окей, но если Донахчи меня слышит, я хочу как бы... Женился на украинке и второй паспорт получил. Спросить у него, почему вот Украина, например, 40 с лишним раз не признала как бы тоже в Израиль, в ООН. У меня тоже есть вопросы. Я хочу сказать, Донахчи, вам так, слышите меня вы или нет. Израиль – это маленькая страна, которая окружена возле себя врагами, которая, по мнению моему, единственная борется с терроризмом.
О, Дон Ахчи ушел, ясно. Я не поняла, Нина, просто кто гражданин какой страны этот человек. Я Потому тоже не что поняла, но я хотела как бы сказать, что все ждут, понимаешь, чего-то там, а почему Израиль не признал, а почему Израиль не это, почему Израиль не это. Ну, Израиль маленькая страна, она не обязана, понимаете, как бы идти по желанию каждого. Израиль в первую очередь защищает свою страну, своих жителей. Вокруг Израиля Да. куча врагов, куча врагов. За Израиль это один можно борется только с ними. респект как бы проявить, да? За то, что люди борются в первую очередь за свой самобыт. Знаете, Хос, евреи 15 миллионов на всей планете, окей? И Израиль это самая маленькая страна, которая есть у евреев. Если сейчас Израиль начнется там, тут, понимаете, как бы мы и так, как бы нет, мы друзы пошли защитили, там еще кого-то, еще там где-то помогли. Но мы не можем постоянно тоже за счет своего, там, допустим, оружия, за счет своей защиты ходить, допустим, и каждому помогать. Нам нужно защищать своих жителей, нам нужно защищать свой народ, который такой маленький, тоже многострадальный народ. Понимаете? И я не понимаю, почему всегда претензии есть к Израилю. Вот это я не понять. Тут Дон Ахча просто зашел немного не с той стороны, да, потому что Дон Ахча выражался и в другом формате, да, в адрес там израильтян, евреев, ну, и там делал проброс такой пропаганды о вот этих конспирологических там всемирных теориях, да. Это как раз тема, в которой чеченцев и держат, к сожалению. Он может сказать, Дон Ахчи, вы гражданин какой страны? В данный момент он в Украине. А до есть этого был и в России? Россия. Ну как зайчик-побегайчик? Туда-сюда. Он Да. обиженный. Хороший русский. Про хороший русский делает сейчас. Убежали в Европу, Украину, везде и работать, свое дело продолжают. Дело партии, дело Ленина живет. Дело Ленина живет. Это как... Нет, честно, хорошо сказано. Как в 12 стульев, как вот этот Бендер спрашивал, вы партийный? Тот говорит, да, тот сразу, нет, тогда или нет, я не знаю, как вам угодно. Вот так вот из Дона Ахчи. Откройте микрофон, пожалуйста. Кен Стелла Зелера. Он записывает, наверное. Дон Ахчи уже везде спалился, все уже там. Вначале как-то проходило у него, сейчас уже все везде узнают его с плохой стороны. Дон Ахчи это мелкая сошка. А по Европе так тысячами таких пропагандистов, как Дон Ахчи. Ну, просто, знаете, тысячами, да, просто как бы конкретно он сейчас начал этот разговор, мне хотелось бы, чтобы он просто ответил. Откройте, пожалуйста, микрофон. Почему вы переписываетесь? Я взяла себе на заметку этого человека. Не могу говорить, Дон. Ну, Видать, тогда... в детстве сородичи, казаки обидели его там, обида у него. Ну, хотя бы, слава богу, что Израиль не обидел. Вы знаете, уважаемые ведущие, соведущие, все, кто здесь сидят, я вам скажу так. У нас, например, у Израиля нет никому претензий никогда, хотя нас меньше всего всегда поддерживают. Если вы посмотрите по голосованию ООН, всегда, допустим, это 12 стран за, там какие-то там 50 воздержат, даже не 50, 40, а остальные против. Но у нас нет ни у кого никому претензий. А мне вот интересно, поднимаются и претензии всегда к Израилю. Вот к этой маленькой стране, да, которая даже на карте едва видно. Ну, она, да, маленькая, но сильная зато. По крайней мере, весь Ближний Восток боится.
И очень хорошо, между прочим. Да, я недаром привела пример по поводу того, что мы можем продавать оружие, да, и в тот же момент прилетела ракета и снесла некоторым головы. Так что на тот момент, если кто-то сомневается, да, очень Во-первых, надо Дон сомневаться, Ахчи, потому что и подожди, пейджеры Майя, тоже взрываются. Майя, во-первых, Дон Ахчи, вы пишете, во-первых, Натаньяу не был ни на каких парадах с Путиным. Туда поехал Махмуд Аббас, представитель Палестины. Окей, поэтому врать тут не надо. Окей, врать тут не надо. То, что он поехал когда-то 9 мая, да, потому что это в память о тех евреев, о тех 6 миллионов евреев, которые были уничтожены. Поэтому не надо сочинять тут. Я должна сказать, что у меня и дедушка воевал на Ленинградском фронте, и бабушка была в гетто, когда ее вся семья была расстреляна теми же самыми украинцами и немцами, а потом еще воевала и дошла до Манчжурии. Поэтому что дедушка, что бабушка воевали за свою родину. И я думаю, что не только евреи воевали, да, а весь Советский Союз на тот момент воевал. Воевали за свою родину, за свою землю, чтобы не были убиты, порабощены и стерты в порошок. Так что, я думаю, тут... Говорит про парад, который там Махмуд Аббас ехал на этот парад. Да, но все равно в память... Да, это ехал Махмуд Аббас и... Воевали все. Все воевали за свою родину. Все воевали. И погибали, и точно так же, как и Кавказ воевал, и воевала Россия, центр России, Украина, Белоруссия, воевали с этой нечистью. Да, я горжусь, что у меня дедушка воевал, и бабушка воевала, и у нас вся семья стерта. У меня нет семьи. Вот и все. Скажите мне, Дон Ахчи, а кто пошел целовал лоб Ельцину, когда истребляли чеченский народ? Ясер Арафат. Кто? Вот пускай. Ясер Да, Арафат. Да, там Любите к не Ясеру. только. Там не только Ясер Арафат там еще ехал. собрать ехал этого... Да. Ехал, целовал его лоб, в то время как единственное государство, это Израиль, сказала, чтобы не наносили удары по Чечне, по Грозному, что там мирные жители, и нельзя этого творить. Это была маленькая, крошечная страна, которая это сказала, и никто больше. В то время как Ясер Арафат сказал, это ихнее дело, пускай сами разбираются. Мы туда лезть не будем. Не только Арафат. Это сказал и нынешний, это как его, Аббас. Целовался тоже. Да. Ливия, это, убийца, это тиран Ливии. Он сказал. Ирак, президент Саддам Хусейн тоже сказал. Саддам Хусейн, да. Марш, добрый вечер, приходите свободным. Я хотел бы уточнить один момент. Сказали, что Кавказ тоже воевал. Ну, чеченцы воевали тоже, но чеченцев в 1944 году она позабыла сказать, что выселили полный народ, геноцид устроили над чеченским народом. Хотел вот это подчеркнуть. Как раз Амика говорила об этом, она даже стихи читала, что у нее душа болела. Она, кстати, я сейчас зашел только, извините. Она родилась в Грозном, она говорила за это и выражала свое сочувствие, между прочим. Как бы. Просто вы позже зашли. Да, я еще раз повторюсь, да, есть такой заслуженный артист Чечни, его зовут Рафой Рафаилов, в 17-летнем возрасте, в 1957 году, когда пришли первые эшелоны с чеченцами, он лично встречал на центральном железнодорожном вокзале Грозного первые эшелоны с чеченцами, которые возвращались с депортации. Этот человек до сих пор живой, дай бог ему 120 лет жизни и здоровья ему. Он сейчас в
в преклонном возрасте, но это я знаю именно от него. Есть его интервью, если кто-то хочет послушать. Если кто-то послушает, на YouTube есть его интервью. Его зовут Рафой Рафаилов. Можете зайти, это в свободном доступе, можете зайти и послушать. Мы в курсе. Спасибо. Мы С все в тобой курсе. сидит. Смотри, кто Мы на в курсе фото всё. сидит. Нам родители рассказывали, как нам все возвращали, сберегли евреи Грозного, других районов, отдавали все, встречали. Это да. Сейчас Да, за мафия, да, последние он из 20 лет там уже другая политика, историю переписывают, поэтому бывают такие, которые не знают на самом деле. Так что проблема есть у нас. 24 на 7 идет пропаганда. 24, уже 2 поколения прошло. Там тоже нужно знать немного информацию, да? Когда вот это вот в Палестине, палестинские террористы в 23-м году, 7 октября, напали на Израиль там и вот это террористические акции провели. После этого в Чеченской республике открыли вот этот вот городок. Открыли городок для палестинцев, привезли туда непонятных каких-то людей. Там. Автономия. Ну да, как бы это городок, и потом зарегистрировали как какую-то автономию. Вот у нас 300 тысяч людей только в Европе находятся, примерно там плюс-минус цифра. Не считая уже там, кто в Турции, кто там в других там среднеазиатских странах, там, в Америке и так далее. И в это время нам вот там какой-то поселок построили, и туда привозят. Зачем нам вот это вот, ну, как бы нужно людям, которые, тем более террористы, да, там какие-то эти, которые поддерживают террористов. Вообще, то есть это абсолютно не наша тема. Но при всем при этом вот им удалось как бы пропагандой влить вот эту пропаганду и повернуть там вот эту ситуацию таким образом, что вот наша общественность, наше общество, оно как бы является инициатором, да, вот этого всего. А вот что интересно, этот городок уже еще за 2 года построили до вот этого теракта. Вот тоже непонятно там вот эта вот политика, да, как она, кто за ней стоит, это тоже как бы изучать надо и евреям, и всем остальным. Но вот ситуация такая. То есть нас по сути, мы вот сами чеченцы, еще никакой не автономии, там ничем в самой вот этой российской системе как таковой не являемся, и плюс еще нам там автономию открывают из вот этих вот там террористических элементов. Как будто бы у нас и так вот этого дела по горло уже, да, 1500 мечетей, которые там нам настроили, потом то, что нам день и ночь вливают через все соцсети на русском языке, вот эту вот пропаганду. Такие вот дела. Мага Стойчев, ты хоть бы один раз бы зашел бы со своим флагом. Познакомьтесь, там внизу Мага Стойчев, парень ингуш. Говорю, почему не ставишь флаг Ичкерии? Ну, всегда с палестинским флагом. Интересно, да? Главное, географически они даже не знают, Да. где она находится. Да, там еще какой первый флаг? Флаг Сирии, да, или Ирака?
Так, первый флаг – это флаг с 2 звездами, который. По-моему, это... Уже даже не помню. Фрай, пластилин и Иди другое быть не освобождай. может. Магаз, иди Да, вот освобождай. сам Магаз, вот Магаз это что такое вообще Магаз? Солнце. Русская Федерация, Магаз, Ингушетия. Абсолютно ничего своего нету, ни государственного, ни национального. То есть, что как барин, короче, из Москвы скажет, так и будет. И вот в таком Это положении, да, мага жил. находясь в таком положении, еще вот фрай пластилина. И вот этому чего можно бы предоставить как-то, я не знаю, канал для этих людей, чтобы их туда, в пластилину, перебросить, как бы, и, я не знаю, на джихад, чтобы... Но не поедут они, уважаемые, дать возможность. не поедут. Это диванные воины, диваны, их таких Я развелось. предлагала эти билеты отправить туда. Я довезу на машине лично. Так что у вас есть возможность. Да, мы это как раз таки и рекламируем им, говорим, что встретят вас достойно. Что-то не появляются они, только языком чешут и все. Так, вот здесь тоже руку поднял мой фанат с моей фотографией, Абу Радио какой-то. Уже со вчерашнего дня с моей фоткой, да, еще позавчерашнего дня. Если он поднимется, я уступлю ему, я выйду. Да ничего, он не собирается. И тогда тоже сюда лез. И что ты вот мою фотографию поставил? Вон в интернете сколько мы. Позавчера я эфир. Здесь видео эфир делать не проблема. И что ты этой фоткой? Ну это же нормально, Ибрахим. Фанат Му, он твой фанат. Главное, чтоб и лайки Не знаю, ставил. вот настолько уже до того, я не знаю, запуганная вот такая среда, да, что вот он, ставя эту фотку, думает, что вот мне тоже надо какой-то куропаткой тоже быть, которая вот боится всего. Вы знаете, тут вот Нахская история пишет, что расселить палестинцев по 50 арабских стран. Дело в том, что даже эти арабские страны не хотят этих палестинцев. Вот не хотят, вот реально, они даже не хотят их принимать. Например, Египет построил 3-этажный забор, и когда они там пытались сбежать в Египет, они их расстреливали. Никто не хочет, ни Катар, ни Дубай, никто их не хочет. Вот в том-то и проблема, что просто все орут, а принять-то никто не хочет. Ну, время поменялось, евреев же тоже никто не хотел принимать раньше. Русские примут их, да. Русские тоже не принимали евреев. Они Наблюдатель, я вам были скажу так. Нет, Там, где евреи были, оставили за собой не я просто тебе говорю, историю, я не а еврею. У евреев есть своя родина, они дома живут. правильно, да. Но даже если вот наблюдатель щас евреи, где жили в до России, этого подождите, они я были вам все отвечу. висенькие. Наблюдатель, смотрите, где евреи бы не жили, они оставили свои разработки. Тот же телефон, тот же интернет, даже шариковую ручку, я не говорю уже об инсулине, о наркозе и о других многих вещах. Да, Поэтому есть такое, хотели, были умные ну очень. вот, поэтому, слава богу, евреи за собой всегда оставляли что-то Да не, это для не может людей. быть, это арабы придумали все. Вы Ну, что они говорите? Все понемножку придумали, и все. Ну, Всё, я что хочу говорите. сказать, подчеркнуть одно, когда кто-то заболел, и все стремятся поехать в Израиль почему-то, я не пойму. 100%. Они, Не все. Это Ну, все. богатые люди пытаются туда поехать. Бедные туда не могут ехать. А вы не Да. говорите так, наблюдатель. Вот когда евреев в Турбине искали, как раз-таки в этом самолете находились те дагестанцы, которые привезли своих детей на лечение. А мы, насколько знаем, что Дагестан не такой особо
богатый, да, там как бы народ, да, они живут как бы на уровне, как вам сказать, среднем. И именно там Да, находились... это все равно специально. Не, вот лечат. этот человек, который сейчас говорит, я ему просто скажу, в России бедных людей как лечат, ты знаешь? Ну, если ты расскажешь, я узнаю. Не в А курсе. ты знаешь, да? Нет, не знаю. Вот тогда Можно убрать, лучше про Россию Так, там. я его вышвырнул отсюда. Это можно убрать известный отсюда провокатор. Равина? Можно убрать отсюда Равина? Да здравствует Палестина. Это провокатор. И если можно убрать... А ты даже, Майя, расскажи, что это за провокатор. Это который Абу Закарию, свою 9-летнюю дочку хотел брать, продать. Человек, который хочет продать своего 9-летнюю дочку. Вот этот Равин, который здесь. Можно его, пожалуйста, убрать? Не, вы все равно Да, врете, вы монахия, фейки что я- показываете. От Все до того, квертан дика его чушу духуаешь, да, чучуха ин просто жуктишин цаум, просто шен тир яхкан хачик хаусиш, просто аш вообще лиологи, аш хочу авдуицуги, цашен вотчуна мостагвин хочу аш, да, до того, мел, ишта со стороны, что хайшин саму херду, да, ты ахача его, цана шишан ты хишош лиолошол цад. Цыганённа күйшер вообще мичар хайен хую цакиеч, да того ишта беггехкен саму. Изяе энца иштакоч уашрун цаум элгэшана просто цаца приход ту хум махулхах. Отские парта шие моста милу цаха эри шие дуата милу цаха эри шие нуодинак шие дикдинак ихум қасталуши хочу иштачу боуле. А вот этот флаг, который с вот этим флагом сейчас сюда просился, да, там еврейский флаг, и вот туда российский флаг, если ты мужчина, поставь туда российский флаг, который тебя 300 тысяч, имеется в виду, уже последние 400 лет мочит, да, вот их флаг туда поставь, если ты мужчина, если ты действительно относишься к чеченцам, вот ты создаешь провокационную какую-то ситуацию, да, когда как будто бы ты вот чеченец, и от имени чеченцев ты ставишь как бы израильский флаг туда и вот эту вот свою карикатурку. Он таджик, он не чеченец. Он таджик, не чеченец. Он делает провокацию, он муджахед, и он самый настоящий террорист. И Ваха, ничего святого. Таких вот ублюдков много. Чеченец, не чеченец, и чеченцы говорящих. И вот этот, который здесь зашел, они сами там не хотят уехать. Магаз Цичоев. По чуть-чуть, але просто выстрела Магаз Цичоев. Что ты хочешь сказать? Что у тебя за проблемы с евреями? Кто ты вообще сам такой? Хайкома, Милухаевым, ты можешь свою нацию назвать? Есть у тебя нация вообще? Ингуш. Можешь вот этот весь городок палестинцев к себе домой забрать? И эту автономию палестинскую. Зачем ее притащили и чеченцам поставили русские автономию? Русские и все остальные любители Палестины, пластилина, не знаю, как она называется. Нам зачем она нужна вообще, эта пластилина? Вон без этого, там, бесхозные, бескрайние просторы Российской Федерации, через всю эту Россию притащили каких-то этих непонятных людей и туда сунули куда-то в городок. Так, тут вот мой двойник, фанат мой зашел. И поднял я тебя, и что ты хочешь сказать?
Моя физиономия тебе нравится, что ли, или что? Я тебе в личку могу там любую фотку, видео прислать, если хочешь. Да, речи потерял. Здравствуйте всем, всем шалом. Привет, Лазик. Машов, приветствую, шалом тебе тоже. Лазик, на полном уважении ты пришел в стрим к нашим друзьям. Я знаю этих людей. Ну, как знаю, слышал этих людей, да. Заходил как-то пару раз на стрим, все нормально, Маш. Ты же знаешь, я человек не скандалит, даже если будут какие-то враги. Не продолжай, спокойно. Окей. Вот этот Магас Цичоев. Просто интересна его позиция. Можешь зайти? А поднимите его, если он поднимется. Вроде ты, если с Ингушетией, то вообще тебе шифроваться нету никакого там смысла. Или ты в розыске, что у тебя за проблема? Можешь туда зайти, высказать свою позицию. Просто вот я не могу уловить. Нет, так-то я понимаю, что, да, когда человека обрабатывают постоянно, там, 24/7, из-за всех микроволновок, утюгов, там, пылесосов и так далее. Ну, как бы хотелось бы просто понять, вот, как бы уже разных таких персонажей, как бы с разными персонажами я вот тоже общался. Просто чтобы сам ты как бы задумался или что тобой движет, короче, вот совместно выяснить, да, что вообще происходит там в головах. Я не думаю, что будет дух подняться и говорить. Магас. Знаешь, ты знаешь, что они поднимутся. Нет, я ничего не говорю, знаю, не знаю, но вот есть возможность. Магас Ингуш, проживающий в Ингушетии, который топит якобы за Палестину. Опять же, он не согласен с властью там чеченской, там ингушской властью, что-то происходит. Но при этом он боится об этом говорить. Но не боится, но ему надо до ком-то отрываться, и при этом он это делает там на евреях. Почему? Потому что человек обиженный там живет. Ну, я просто хотел бы, чтобы обратили внимание, да, вот, о чем там можно говорить, да, и о чем там нельзя говорить. Вот это тоже важно. Их там обижают, так они что здесь делают? Отрываются как бы там, якобы, да, на евреях. Ну, пытаются отрываться. У них хрен получится, как бы, да, они пытаются это сделать. Ну, максимум они друг другу там придут, расскажут, что мы плохие, как бы, и от этого там получают какой-то оргазм. И все, что у них получается. И все в ТикТоке. Балаболки, да. Мы тут тоже часто любителям шариата, исламских государств, часто предлагаем время от времени, это как бы повторяем, озвучиваем здесь, бесплатный билет до Афганистана. То есть там, где уже есть шариат, где нужно помочь его укрепить, где нету ничего запретного, как бы максимально такое приближенное то, что вот к чему эти люди стремятся, что там предписано и так далее.
Пока вот, к сожалению, никого так и не нашли. Даже вот переправить у нас есть уже каналы, чтобы через границу люди могли пройти, и там даже на первое время вид на жительство вот такое обеспечит. Я могу купить им платье, там они платье одевают, правильно, в Афганистане, по-моему? Там у них эти... Как бы, ну, все можем скинуться, каждый по-разному. Да, да. это тоже. Каждый по-разному может что-то участвовать. Я вот готов, допустим, купить им платье. И все, тут, я думаю, соберутся люди как бы хорошие, да, и все помогут. Вот эти люди, вот, не пойму, не знают или не в курсе. Вот в Израиле с израильтянами мирно, хорошо живут. Мусульмане живут у вас там? 2,5 миллиона мусульман живут. Из-за того, что у нас здесь живут мусульмане, ребят, я себе не позволяю ругать ислам. Потому что мы с ними, здесь основная масса тех мусульман, с кем мы живем с ними очень мирно. Ну, как очень мирно? Опять живем мирно, да, дружим, и общаемся, и все нормально. А вот эти люди, которые тут пишут, они не в курсе, наверное, этого, да? Они не тоже в курсе, они, опять же, я же до этого, как бы, да, как я это вижу, это люди, которые сами депортировали куда-то там, убежали с какой-то страны. Им вместо того, чтобы заняться тем, чтобы как вернуться к себе домой, они сидят тут, рассказывают, как я должен жить, да, у себя дома. Ну, почему? Потому что люди чем-то обижены, как бы, да, у них какая-то скорбь своя. И они обозлены, ну, злые на кого-то. Ну, опять же, на кого они злые? На то, что они могут к себе домой поехать. А они тут на мой дом смотрят. Так что поэтому я так сильно не нервничаю, когда да, с ними разговариваю. Я понимаю, что они в чем-то обижены. Ну, и не в чем-то, они там нормально так обижены. Как. Уважаемые, я хочу спуститься. Спасибо вам за теплый прием, за понимание. Было приятно с вами поговорить, пообщаться и понимать, что кто-то допомнит историю и говорит то, что было на самом деле. Спасибо вам огромное. Спасибо тоже за общение, за стихи отдельное спасибо. Не пропадайте. Не будем. Спасибо вам. Счастливо. Спокойной ночи, Мик. Эти люди забывают, некоторые чеченцы, которые здесь сидят, у меня есть тоже родственные отношения, там, ну, моя мама грузинская, у меня есть корни грузинские. Они иногда забывают, что наши отцы были ближе друг к другу, чеченцы, нохчи, и евреи были ближе друг к другу, чем сейчас вот на сегодняшний день они там так топят за этих арабов, которые их презирают, просто презирают. Их даже за мусульман не считают. Я имею в виду те же арабские страны, да. Вот эти, которые пишут, они даже и чеченцев не считают мусульманами. Понимаешь? Вот пару дней назад там видео я смотрел, тоже по вот этой террористической теме. Один грузин там еще озвучивал. И девушку одну облили бензином и прям в толпе ее подожгли. Лазик, я у тебя хочу спросить, хорошо тогда, почему вся практически Европа была против вас? Хорошо, оставим мусульман, вот почему вся Европа была против вас? Потому что она в заложниках арабов. Когда это? Потому что у тебя по улице, происходят теракты в Европе. Подожди, когда это было, можно пояснить? Сейчас, когда они бомбили Палестину. А можно у тебя спросить? Можно у тебя спросить? Хорошо. Кто в Европе за тебя вообще о тебе что-то хорошее готов сказать позитивно? Что вот ты сделал, чтобы хоть одна там европейская страна, хотя бы какие-то несколько политиков одной из стран
как бы Вообще, в твою защиту. В твоем вопросе, зная, как началась у нас война, ты же знаешь, никому до нас дела не было. А ты что? Смотри, вот чтобы там за Палестину кто-то заступался, да, там, по-моему, Швеция или кто там, Норвегия, да, там в основном диаспора палестинская. Испания, вот Норвегия, тоже, по-моему, да? Смотри, вот Норвегия, например, выступила за Палестину, да? А где твоя диаспора? Почему твоя диаспора не работает на то, чтобы... Причем тут моя, ты лично про меня так говоришь, вообще не могу тебя понять. Я тебя хочу просто понять, что как бы чем ты движим, вот что тобой движет. Можно я отвечу на этот вопрос? Если где-то палестинцы и вообще в целом весь арабский мир, во всех международных институтах, подожди. Если эти люди, они как бы им удается свою пропаганду успешно продвигать, то где ты находишься вообще, вот что ты делаешь для твоей темы? Я сейчас как бы не пытаюсь провести параллель, да, между палестинскими террористами и там чеченским народом. Просто вот мне интересно, твоя позиция, вот почему ты лезешь как-то вот в эту вот тему, да, которая... Послушай, он говорит... Я отвечу, я в конце отвечу на вопрос, хорошо? Когда договорите, я тебе отвечу до конца на твой вопрос, хорошо? Да, он тебе ответит, я просто с тобой хочу подискутировать. Смотри, понять. Он, говорит, именно вот подчеркивает мусульман, говорит, что мусульмане топили там за Палестину. А почему он не говорит за христиан, которые тоже были с палестинцами, поддерживали их? Вот смотри. В чем проблема, говорю? Вот почему мы не можем, почему мы не можем, вне зависимости от веры, не знаю, дружить, жить мирно, что нам мешает вообще, почему вот эти оскорбления? Кто мы? Ты где вообще? Вот почему? С евреями, что ли? Я тебе задам один вопрос задам. Вот ты можешь, например, вот евреи сюда заходят, с ним очень хорошо общаться, разговаривать. Абсолютно, никакой проблемы. Что тебе мешает? Вот я мусульманин. А что тебе мешает общаться так? Я ничего не говорю, я не про то. Вот что тебе мешает со мной тоже нормально общаться, разговаривать? Вот. Абсолютно, я с тобой нормально общаюсь. Мосту милухай вообще, мосту милухай. Свободно. Милуа мосту, Ой, хадой, что всю жизнь молиться, что порох дейтишь. Ну так измадуй, вот видишь, ты не можешь. Ты вот сейчас говоришь, что о чем тебе можно, да? О чем, то есть там, откуда у тебя сейчас идет опасность, там, значит, решили так, что против евреев тебя... Я никого против, я тебе же не говорю, что ты был против кого-то. Почему я тебя спрашиваю, почему мы не можем, вне зависимости от национальности или вероисповедания, почему не можем мы быть нормально общаться? Потому что нам предписано. Сура 4, аят 97. Сура 5, аят 51. Сейчас открой, почитаем, мы сейчас узнаем, почему нам не можно. На все времена дати. Вот тему про религию я не хочу обсуждать, потому что твоя позиция происходит от неверия. Если я тебе буду что-то доказывать, ты это не примешь. Соответственно, никакого смысла я не вижу. Признать бешмадат, свободе, признать бешмадат. Дунянте, шикам бедуй, бусул бекести, бусул халдал дештуй, в конце концов. У тебя был политический вопрос, правильно? Я тебе политически на него отвечу. Хорошо,
Что я ему не алчу? Нормально, выставляется хорошо. Шифроваться, один момент. Шифроваться, да. Хаймеш, хайгулк, дады, тишеца, хохучучу, уйлш, хохнеах, нохчи роман, мостер, хунбош, вот цунах киетуэнш. Не, сянду вы нохчи, наоборот, шугоуши, например, вы нохчи бугоуши, да. Сомасита схалоп шагоуши, дальше ячи, وديل да, вы нохчи сан халу, лайни шуншейн шайдек да. وين هنس примерно, ладно, хайни. Обалдеть, а я دل чудо والله,他просто хаймнени, хаймосту милуала вахшвучул, ахуи ему. وحيات يدلي وشو بشبو أخويا يمو ميوا. Свобода, на личности. Это самое. Пускай лазик. Можно я отвечу, да, ему? Лазик, да, выскажитесь потом. Все, что происходит сейчас в Европе, это происходит от арабской весны. Все, что произошло, вот эти все вот революции, псевдореволюции, вот эти убийства мусульман. И опять же, я чисто политически, я не лезу в религию, это когда мусульмане убивали мусульман, так туда вот эти вот арабы перебрались в Европу. Европа сейчас заполнена этими арабами. Арабами, опять же, я не расист, я не отношусь, я не буду сейчас тебе рассказывать, что я отношусь к арабам плохо и так далее. Но они звери, они дикие. Хочешь ты того, не хочешь. Я думаю, ты прекрасно это понимаешь, ты знаешь это, если ты там живущий в Европе, или был когда ты в Европе, ты это видел. И Европа, как либеральная страна, которая там якобы пытается там бороться за какие-то права человека и так далее, она сдалась этим арабам, она сдалась вот это нецивилизованным этим людям. И все, что происходит, они сейчас сидят и боятся. Вот эти все голосования, которые происходили против Израиля, если заметишь, что там начали появляться в последнее время более такие правые партии, да, если они до этого были более такие умеренные, как бы, сейчас они стали более такие радикальные, да, вот эти правые партии, вот эти, если они были вчера либералы, то сегодня они стали более правые и так далее. Те за Израиль, те за жизнь в своей стране, да, скажем так, даже не за Израиль, за то, чтобы жить обратно, вернуть Европу в то место, где она была лет 15-20 назад. Ну, некоторые, чтобы сохранить свои кресла, поддаются террору. А там террор, там тот террор, который происходил здесь, в арабских странах, просто перешел в Европу. И все, что происходит. Можно я дополню ответ? Я постараюсь чуть-чуть более копнуть исторически, геополитически. Я думаю, что это будет понятно. Так вот. Смотри, дай мне, я выскажусь. Да, конечно. То, что у вас происходит, это, наверное, конфликт двух государств. Я человек, если честно, далек от этого. Это не конфликт двух государств. 7 октября 2023 года просто террористы напали. Посмотри вот эти съемки, если хочешь, я тебе в личку скину. Вот идет по улице ублюдок, да, с камерой, и просто вот силуэт видит в окне, там без разницы, ребенок, это женщина, бабушка, дедушка. Ему вообще по барабану, он просто пуляет, идет вот так во все дома пуляет. Какой конфликт? А что вы вообще? Это конфликт между жизнью и смертью. Это конфликт жизни и смерти. Я вас добавлю, и я просто объясню, что чуть-чуть более расширено, с вашего позволения. Смотрите, с начала создания государства Израиль на второй же день был под войной. Израиль прошел через многие войны, и войны мы не начинали. Все те территории, которые были присоединены во время войн. Израиль не объявлял никому войну. Примерно с 1988 года, даже раньше, когда были созданы террористические организации, такие как Хамас, Израиль находился под постоянным террором. Наша жизнь в терроре не началась 7 октября. С 1995 года Израиль подвергался жесточайшим
жесточайшим взрывом, террористическим актом, который люди погибали просто разлетаясь на кусочки. Я подчеркиваю, разлетаясь на кусочки, снимая кусочки, останки тел с домов. Я не говорю это для того, чтобы попиарить Израиль и весь этот террор, который прошел, через который мы прошли. Когда взрываются автобусы, там десятки погибших, когда взрываются кафе, там десятки погибших, там дети, там все что угодно. Я не говорю, что я хочу вам что-то рассказать, такие страшные истории, но когда у вас есть вот такой сектор Газа, который мы были вынуждены принять в тот день, когда мы заключили договор с Египтом, а Египет его выкинул просто взамен на полуостров, который мы отдали, чтобы заключить мир, мы получили раковую опухоль. Это ту раковую опухоль, от которой они избавились, потому что, в общем-то, именно эти граждане делали у них перевороты. Они от них избавились и отдали их нам. Мы вынуждены были их содержать. И мы шли на все уступки, мы помогали. Мы подаем до сих пор газ и электричество и воду. Хотя это не наша территория. Мы вынуждены держать ее под контролем, но это не наша земля. Окей? Они живут полностью автономно. У них свое так называемое государство, у них свое правительство. Но когда правительство провозглашает другое государство той землей, на которой другой народ не имеет права жить, когда в их конституции написано, что Израиль должен быть уничтожен, то покажите мне еще одно такое государство в мире, в котором конституция основана на смерти другого государства. Покажите мне, пожалуйста. Ведь мы же не собирались никого не убивать, никого убивать. В каком году вы пришли на эту землю? В 42-м или как? Мы с этой земли не уходили. На этой земле после переписи... Я секундочку отвечу только. Один момент. Просто я понимаю, что тема такая жаркая. Я просто хотел, когда я говорил, нужно информировать побольше. Я просто понимаю, как в большей степени, как мозг у этих людей работает. То есть вот эти картинки, которые им там рассылали, что евреи Подожди, это ни в коем случае не провокация. Подожди, не перебивай, что евреи когда-то там в 47-м году куда-то пришли, вот эти мифы, их нужно полностью развинтить. Я хотела как раз это сделать. При переписи... Тогда смотри. Не перебивайте меня, я отвечаю на вопрос. При переписи населения, на тот момент, когда здесь был британский мандат, на землях Палестины, это я специально подчеркиваю Палестины, потому что Палестина не является государством, ее назвали римские завоеватели, которые пришли и снесли тогда еврейское государство, это было 70-й век нашей эры, и переименовали земли и часть Сирии, и Ливан, и Иорданию, и часть Египта переименовали в Палестину, хотя здесь было иудейское государство. Окей? Это не название, которое придумали арабы, это название, которое придумали римляне. Здесь жило 800 тысяч евреев, которым вы можете приплюсовать 120 тысяч арабов. 800 тысяч евреев и от 120 до 150 тысяч арабов. Тогда скажите, пожалуйста, почему вы говорите, что мы сюда пришли? Мои предки здесь находятся с 1920 года. Не, я не знаю, я всего этого Я не вам спросил. рассказывала. Я просто у тебя спросил. Не, он интересуется, правильно интересуется, он не агрессивно это подожди, делает. радиомаршал, Я не давай тогда агрессирую. наша чеченская просто земля рассказываю. тоже была гораздо шире. Может, вы приедете домой, отвоюем наши земли, сделаем нашу страну еще больше. А то смысл уже того. Абсолютно нет. Абсолютно нет никакой проблемы. Если я туда приеду, ты со мной станешь рядом, или ты будешь по приказам русских, таким, как я, там, устраивать, эти засады и
выполнять вот эти команды, которые русские вам там дают. У меня же есть отличный опыт, да, я там и в партизанском сопротивлении участвовал, я и когда Вторая русско-чеченская война началась, и в позиционном там вот этом военном действии участвовал, да, когда город был осажен полностью, захвачен, окружен, вернее, потом вот этот прорыв из Грозного, всем известно. Я в этих как бы действиях находился там. И потом По видел, неофициальным версиям, да, сколько у нас погибло там на этих двух войнах? у нас официально русский чиновник Кадыров Рамзан официально высказал число 300 тысяч. Официальная цифра. 300 тысяч человек. По нашим подсчетам, по подсчетам нашей стороны, это было около 250. Но у них, видимо, цифры они лучше, правильные. И там высказал это круто, 300 Ибра. тысяч. Там это круто. Os noch чуть-чуть, за шариат Иерусалим хайокс был nachher шейт nicht дубов. Ich bei hins и до цыга дол шейт nicht zu уй. Можно я вам отвечу? Sowas Tanja, ja hošeit net so Tanja was so noch die Berta за этой позиции. Ух, сам, да, что я сам писал, что я давал. Под Российской Федерацией, да? Да, подождите, дайте слово. Давала, если я сам прислушал, что мы дать. Можешь говорить. Я хочу вам ответить по поводу мусульман, ислама, арабских стран и Израиля. Так вот, Израиль заключил огромное количество соглашений с разными мусульманскими странами. Израиль не враг мусульманским странам. Абсолютно от слова вообще. Мы живем с арабами. Да будет мир во всем мире, скажу. Ладно, удачи. Ну, давайте, да, скажем Не мир во всем мире, но это не перебивайте. может существовать на самом деле. Но тот человек, и неважно, какой он религии, который решит, что ему все позволено, ему можно пересекать границы государства, ему можно нападать, получит жесточайший ответ в свою сторону. Ни одному не позволено идти и убивать безнаказанно. Ни одному. Никто не имеет права посягать на другое государство. Никто не имеет права приходить и безнаказанно вырезать моих сограждан, моих братьев и сестер. И это продолжается на протяжении многих лет, когда идут и убивают грудных детей, когда вырезают двухнедельную ребенка, когда убивают родителей вместе с детьми, когда убивают беременных женщин. Никому это не позволено. То, что у нас нет жесточайших наказаний, как в других странах, я очень надеюсь, что в ближайшее время это изменится. Те же самые террористы, которые убивают наших сограждан, живут и дышат, и питаются в наших тюрьмах. Да? Хотя я бы поступила бы совсем по-другому, чтобы они поняли раз и навсегда, что убийство наказуемо точно таким же способом. Никому не позволено забирать жизнь другого человека, и за это он будет продолжать жить, дышать, кушать, ходить в туалет, купаться и еще ко всему прочему получать ученые степени в тюрьме. А в тюрьме же они учатся, в тюрьме же они делают образование, они же не просто так, да, как, например, в сирийских... Как в советских или российских да, тюрьмах. в советских, российских, сирийских тюрьмах, когда их просто под пресс и делали из них бумагу. А здесь они же получают образование, ко всему прочему, лечатся от болезней. И тот же самый Ихья Синуар, который подготовил вот эту атаку, был вылечен от рака в израильской тюрьме. Рак мозга. Так Тем не что менее, когда в Чечне была война, включая мусульманские, немусульманские, всем было все равно. У тебя YouTube есть, посмотри вот эти две чеченские я просмотрела войны. все, что можете себе представить. Я просмотрела все фильмы. Все фильмы о чеченской войне. Просмотрела всех оппозиционных, ну, как это называется, итонаим,
Лазик, помоги мне. Журналисты, Это журналистские неправда, расследования. это неправда. Подождите, я скажу два слова. Это неправда, что им было все равно. Вот эти арабские страны, все, что вот с нами случилось с 97-го по сегодняшний день, они организовали вместе с российскими спецслужбами эту операцию. Вывели нас. Полностью поспособствовали. Да, поспособствовали разгрому и разбитию Чеченской республики. Вот, во-первых. Во-вторых, у тебя вот есть претензии, вот есть Израилю претензии, а почему у тебя нет претензий с мусульманским вот этим арабам, которые построили забор и не дают даже им воды завести туда, да? Вот им у тебя претензии были у тебя? Можно именно на этой волне У я меня хочу вас какие претензии? спросить. Кому я Я что хочу сказал? вас Я не могу спросить. понять. Мы изо Какие? всех Что ты сил... говоришь? У него не было Какие? претензий, да. Я слышал, что он говорил, он мне задал вопрос чуть У по-другому. меня претензии. Я изо всех сил, мы сейчас стоим вместе с курдами, изо всех сил наши стримы повернуты в сторону курдского вопроса. Мы изо всех сил поднимаем вопрос того, что сейчас идет геноцид народов в Сирии. Сирийские, курдские города, город, в котором проживает 500 тысяч, больше, 500 до 800 тысяч человек, на данный момент отключен от воды, отключен от электричества. Люди нуждаются в воде, в еде, и у них этого нет. Людей берут просто голодом, и люди защищаются как могут. Это те же самые мусульмане, которые убивают мусульман, а курды, они сунниты. Мы всем сердцем сейчас, на данный момент, выходим на все стримы, курдские стримы, Рожава, и стараемся изо всех сил помочь. Был митинг вчера в Тель-Авиве, на который приехали наши друзья и помогали курдам в этом митинге. Мы делаем все, что мы можем. И не забывайте, курды, они сунниты, и мы поддерживаем курдов. Потому что мы сами знаем, что такое, когда быть обездоленным, когда тебя гоняют из точки в точку, когда тебя убивают, режут на протяжении сотен лет. Мы знаем, что такое несправедливость. Да, начиная, это же вот не сейчас происходит, это всю жизнь. Начиная Я вижу, смотри, я так понимаю, да, друг, я так понимаю, что интересуется историей. Это не изменится, короче. Смотри, по поводу того, что твоего вопроса, да, давай, тебе интересно, почему так происходит, правильно? Все, что происходит. Смотри, чтобы ты понимал, те арабы, которые называют себя палестинцами, которые назвали себя после 1967 года, да, палестинцами, они получили по-хорошему свою страну, свою независимость получили в 1946 году в Иордании. Их там проживает 80%, да, вот это вот, этих арабов. Там просто сидит какое-то монархическое шемитское племя, которые считают себя потомками Мухаммада, и вот они сейчас монархи там сидят. Это как их зовут еще раз? Это иорданского царя? Абдалла, да. И их, чтобы ты понимал, ихнего племени там получается 20%, зайди в Википедию, почитай. А всех остальных 80% это, чтобы ты понимал, те арабы, которые называют себя палестинцами. Они получили свою независимость еще в 1946-м. А потом те арабы, которые остались здесь, те же самые арабы, которые проживали уже в Иордании с 1946 года, мы здесь еще должны были делить с ними ту землю, которая осталась. И после того, как им предложили это поделить, и что сделали иорданцы, они решили оккупировать ту же часть, которую им хотели дать этим арабам, которые уже живут в Иордании, той части, которые остались на этой земле. И египтяне, получается, оккупировали с 1948 года по 1967 год, оккупировали Газу. Ну, в то время, как бы, с 1948 по 1967 все молчали. А как получилось так, что эта земля осталась, ну, сейчас, до сегодняшнего дня мы на ней проживаем. Почему? Потому что происходили войны, нас постоянно атаковали, нас постоянно пытались убить. Буферная зона. И так произошло. Но исторически, если уходить далеко-далеко, ну, давно, что у нас происходило до этого, если я как человек буду религиозный и так далее, то я могу углубиться как бы в дальнейшую историю, да? Не в дальнейшую, а в прошлую туда, дальше. Я хочу просто сказать последние слова. В каждой войне есть свой заказчик. В каждой войне есть свой бенефициар. Каждая война выгодна кому-то, и это являются те глобалисты, которые руководят миром. Это та же самая Америка, это та же самая Англия, это та же самая Китай, Россия,
Я подчеркиваю вот эти 4 страны, которые являются бенефициаром тех войн, которые происходят в этом мире. И то, что происходит на Ближнем Востоке, выгодно и Америке, выгодно и Англии. Так что давайте не забывать, что простой народ в конце концов погибает. У этих бенефициаров есть своя армия, свои ЧВК. Да, я не побоюсь это сказать, те же самые маджахеды, те же самые террористы, тот же самый ИГИЛ и все остальное. Окей? Тогда, когда люди погибают, простой народ погибает, он не спрашивает, от какой пули я погиб, а кто же заказал эту войну, кто заказал эту пулю. Все хотят жить, все хотят растить своих детей, все хотят жить в мире, спокойствии и понимать, что хотя бы ближайшие 5-10 лет их не сметут вместе с песком и вместе с землей. Те же самые дети в Судане тоже хотят жить. А в Судане там 2 страны, которые бенефициары. Это Иран и Эмираты, которые поделили эту страну между собой и воюют. Причем, прекрасно зная, Америка об этом и закрыла глаза, когда она получила те миллиарды на саммите в Эмиратах. Так что я просто хочу вам сказать, что любая война, в ней есть свои выгоды, но ту смерть, которую она приносит, никто не спрашивает. Сколько тебе лет? Хочешь ли ты жить или ты хочешь умереть? А мы, в общем-то, тут выясняем отношения, мусульманин ты, не мусульманин, тогда, когда используют религию ради войны в целях того, чтобы убить кого-то и сказать, что ты кафир или ты не кафир, правильный ты или правильный, шиит, суннит, алавит, друз, курд. Пуля не выбирает, пуля стреляет, и бомба взрывается, убивают, неважно какой-то религии. А кто-то стоит за этим, и кто-то этим руководит, и кому-то выгодно, чтобы кто-то погибал, и на тот момент, пока наша кровь дешевле, чем баррель нефти, так оно и будет продолжаться. А на данный момент баррель нефти дороже, чем израильская кровь, суданская кровь вообще ничего не стоит, курдская кровь вообще ничего не стоит. Хотя бы израильская кровь стоит чуть-чуть дороже, но она тоже ничего не стоит, поверьте. Точно так же, как и ваша кровь. Баррель нефти стоит намного дороже. Запомните это. Это да, Маюш, я тут немножко с тобой поспорю, но не забывай, что про нас... Говорю, что у нас здесь чуть-чуть по-другому все происходит. У нас здесь вокруг нас окружает, антипрогресс нас окружает. Я тебе еще раз говорю, когда выгодно... То просто тупорылые твари вокруг нас живут Лазик, просто. не смей так говорить. Еще раз тебе говорю, не смей так говорить. Это происходит, Людей Радио, выгодно... Маша, можно пару слов сказать? Я тут только что зашел. Я извиняюсь, что вас перебил обеих. Добрый вечер всем гостям, которые сегодня пришли сюда. Я хотел бы высказаться насчет предыдущих тем. Это мое мнение, что я полностью на стороне, сегодня полностью на стороне народа Израиля, потому что считаю, что Израиль сегодня защищается, он защищает своих людей. И когда человек защищается, он имеет полное право защищаться любыми способами. Сегодня Израиль ни на кого не нападает. И тогда не нападал, и сегодня не нападал, потому что это израильская земля, и на них напали, и народ имеет на это полное право. И все вопли сегодня, которые сегодня в мире происходят, что там убивают мусульман, спасите нас, надо было думать до 7 ноября, когда решили напасть на эту страну. Это во-первых. Во-вторых, я призываю сегодня все арабов во всем мире и арабские страны во всем мире наконец-то, хотя бы в 21 веке, набраться смелости, достоинства, если у них есть проблемы с израильским народом, да, набраться смелости и достоинства, решать свои проблемы с этими Израилями, а не призывать весь остальной мусульманский мир к помощи. Понимаете? Не манипулировать с этим исламом, называя себя мусульманами и манипулировать тем, что, понимаете ли, там мусульман убивают, оказывается. Нет, там не мусульман убивают. Там идет израильско-арабский конфликт, который сотни лет, уже 1000 лет.
Прекращайте манипулировать остальными национальностями. Дайте нам жить в этом мире, по соседству, в мире с другими государствами. Оставьте часть чеченского населения, которое сегодня считается мусульманами, в покое. Мы не хотим с израильтянами воевать. Мы не хотим евреев как врагов иметь. Мы хотим со всеми жить в мире и дружбе. Призываю всех арабов, наконец-то, в 21 веке отстать от чеченцев. Решайте свои проблемы с израильтянами сами. Понимаете, сами. Потому что этот Пакистан – внутренняя проблема Израиля. Как в свое время нам весь мусульманский мир сказал, что мы внутреннее, да, извиняюсь, внутреннее дело Палестины. Внутреннее дело России. Так же, как ответ, как привет, так и ответ, как говорится. Да, я говорю сегодня, как чеченец, что Палестина – это внутреннее дело Израиля. Я закончу. Спасибо. А почему тогда Израиль нападал на соседствующие страны Ближнего Востока? Нет такого факта в мире, что Израиль на кого-то нападал. Каждый раз, когда идет вот этот арабо-израильский конфликт, всегда инициатором нападения являются арабские страны. Почему-то. А откуда у вас Каким-то ваши стечением источники? обстоятельств всегда арабы нападают. Но Откуда потом ваши они вопят на весь мир, что их якобы из евреи убивают. Спасайте нас, братья мусульмане, нас убивают евреи. Не будут вас, братья мусульмане, спасать, потому что вы сами инициаторы своих проблем. Живите с еврейским народом в мире и в дружбе, в конце концов. В 21 веке живем. Дайте остальному миру жить в покое, елки зеленые. Ну, сколько можно манипулировать этим исламом и прятаться за этим исламом? Будьте достойный, смелый арабский народ, сами решайте свои проблемы с израильтянами. 15 миллионов народ всего лишь. А вас в этом мире 500 миллионов где-то. Не знаю, сколько вас. 1,5 миллиарда. Кавка, 14 мая 1948 года кто на кого напал? После провозглашения 1,5 миллиарда мусульман. Подождите, не надо тут нарративами говорить. 1,5 миллиарда это мусульман. А арабов 500 миллионов всего лишь в мире. Нет, да, я в общем говорю, да, что происходит сейчас, да, ну неважно, да, я о другом чуть-чуть. Я извиняюсь, я неправильно выразился, я извиняюсь. Я можно скажу кое-что? Мне в другом эфире люди из Израиля сказали, что израильтяне, которые осели после 40-х годов на земли палестинцев, они выкупили их земли и имеют на это полное право. Вопрос. Допустим, представим себе такой мир, что арабы, притесненные в каком-то арабском государстве, приехали на территорию Германии, где, допустим, я проживаю сейчас. И они выкупили, допустим, половину Германии. И потом, имея какую-то административную силу, государственную силу, они начинают претендовать уже на какой-то свой суверенитет и на провозглашение себя уже другой государственности. Так это не так происходило, Кавка. Это происходило... Сейчас, секундочку. Можно я закончу? Я перебивал. Если такое произойдет, я имею право, допустим, допустим, араб, который уже там, скажем так, мы сделали это на территории Германии. Могу сказать, что это исконно были мои земли, когда-то мы здесь жили, и теперь мы имеем это право. Так, я секундочку, Маш, отвечу. Я извини, что я тебя перебиваю, Маш, честно. Начнем с того, что это происходило уже на территории Израиля. Все вот эти вот купленные дома, как ты говоришь, и так далее, это происходило на территории Израиля. Это не происходило на территории Палестины и так далее, да. Оно происходило или до 48 года, как провозгласили там Израиль как независимое государство, или оно происходило после. Оно происходило уже внутри страны. Так что это не имеет никакого значения, да, по поводу того, что никто не пришел там, не купил дом где-то за границей, не пришел, не рассказал после этого, что это был Израиль и так далее. Можно, пожалуйста? Карка, скажи, пожалуйста, ты араб? Нет, я не араб. Тогда, пожалуйста, не используй терминологию, которая к тебе не относится. Со всем моим уважением к тебе, не используй терминологию араб, не араб в том моменте, когда к тебе это не относится. Это одно.
А почему? Э, Что за чушь? Я могу даже аргументировать, не используя слово «араб», если ты таким не являешься. Это одно. Второе. Ну, хорошо, я из Чечни, допустим. Я Ты не что, не араб. могу рассуждать? Ты не араб. Я не могу Ты не рассуждать о араб. других народах? Ты не араб. Ты не называй себя арабом. Хорошо, историки, Ты которые араб. Мы сегодня, закрыли политики, эту которые тему, говорят о мы других, поехали дальше. Так вот. вы не Мы аргументировали. не претендуем ни на Германию, ни на Америку, ни на Россию, ни на Австралию. И никогда не называй себя арабом, ты не араб. Мы не претендуем ни на одну из этих земель. Мы вернулись на свою исконную землю. И если мы выкупали земли, то мы выкупали это честным способом. Мы выкупали земли у тех арабов, которые жили на этих землях. Мы не выгоняли, а мы платили за это деньги. И если люди, находившиеся здесь, а я тут недавно озвучила число людей, которые здесь жили, это 800 тысяч. 800 тысяч евреев, которые жили здесь до 1948 года. А это можно проверить без проблем в Google, проверить перепись британского мандата населения этой территории. И еще раз повторюсь. Палестина – это слово, которое было придумано римлянинами, не арабами. Палестина включала в себя Иорданию, Израиль, Ливан, часть Сирии и часть Египта. Поэтому в тот момент, когда вы берете слово «Палестина», я могу сказать, что это Кавказ. А Кавказ включает в себя еще много государств. Поэтому, когда вы это говорите, пожалуйста, используйте правильную терминологию. Ту терминологию, которая прописана в учебниках, которая исторически подтверждена. Да? Я же не буду говорить о Кавказе, что это Кавказ – Россия. Для меня это не Россия. То, что на данный момент это входит в состав России, окей. Посмотрим, время покажет. Но Палестина не является арабским словом. Палестина не является народом. Палестина не является ничем. Это когда-то придуманное выражение римлянами, которые в 70-м году нашей эры изгнали отсюда евреев, еврейское государство, которое находилось на территории и части Египта, и весь Ливан, и вся Сирия, и весь Израиль, и часть Сирии, и часть Иордании. Извините, часть Сирии и вся Иордания. Мы вернулись на свою исконную землю, но мы не забрали ни у Иордании земли, ни у Сирии не забрали, ни у Египта, ни у Ливана. Эти страны были образованы британцами до нас. Но евреи здесь жили постоянно, на постоянной основе. Здесь наши города, которые исконные наши города, которые существуют сотнями лет. Я не говорю о 200, 300, 400, 500 лет, 800 и 900 лет, которые существуют здесь, в которых жили только евреи. Я не претендую ни на одну страну в мире, я не претендую ни на одну землю, я не претендую на землю чеченцев, России, Украины или что-то еще. Я претендую только на свою землю, которая принадлежала моим праотцам. Все? Спасибо. Да, Маюша, спасибо большое. Спросить, Кавка, можно тебе? Ну ладно, Лазик. Нет, я просто, я надеюсь, что он понял, да, что я имел в виду, как бы, да, что это не то, что мы пришли, купили дом и потом объявили, что здесь это наша земля. Это не так происходило. Не надо вот нести вот эту ахинею, как бы, да, вот здесь по ТикТоку, не знаю, где ты ее несешь, кто тебе это передал, как бы. А надо понимать, как бы, логику вообще, как это происходило. Это происходило здесь, живущие евреи. Поэтому это важно, вот это вот вновь и вновь надо вообще на всех площадках показывать какой-то даже документальные фильмы, потому что там то, что с другой стороны показывается, да, там Израиль был вот такусенький, потом стал вот таким. Они когда приезжали куда-то, просили у палестинцев принять их, видите ли, потом их приняли, они взяли, у них все как бы оттяпали. То есть вот эти вот сказки, они... Палестина это не народ. Извините, что я вас перебиваю. Это Да, то же да, самое, что я скажу кавказцы, да, но я не скажу, что это дагестанцы, что это чеченцы, что это лезгины, что это еще какая-то другая нация, да. Но я вас всех буду называть только кавказцы и не буду различать между вами. Нет, ну тоже Кавка Это говорит, тоже получается. Да, с таким же успехом можно сказать, что я купил 500 квадратных метров
у араба, а это были 500 квадратных метров арабские. Понимаешь, в чем дело, как бы, да? Это получается, что ты выгнал араба с этих 500 квадратных метров. Полдунова. Можно я задам вопрос? Она, вот эта женщина, сказала, что я не могу говорить за арабов. То есть я не могу какие-то вот именно другие национальности упоминать. И вы не аргументировали это никак. С гордостью могу тебе ответить. С гордостью тебе могу ответить, что ты не являешься арабом, потому что если я проверю твой ДНК, ты не являешься арабом, это раз. Второе, я ближе к арабам, чем ты по ДНК. Окей? А так как ты не являешься арабом, да, я же не прошу тебя, пожалуйста, расскажи мне историю своего рода, твой тейп. Я тебя не прошу об этом рассказывать, потому что это и так понятно, что ты не относишься к арабам. Окей, Так, сделай ДНК. Так я же не говорю, что я араб. Я говорю о том, Поэтому что, ты допустим, не можешь говорить за арабов. хорошо, так как я сегодня могу арабов говорить, знаю допустим, лучше, Первую чем ты, мировую. потому что я изучаю и живу с ними. Я с ними живу, Вы не ты. историк? Я больше, чем историк. То есть вы обучаете, вы разбираетесь. Погодите, у вас опять дискуссия идет не в правильную сторону. Нужно правильно ставить акценты. Конфликт идет между кем и кем? Между мусульманами и иудеями? Или арабами, или израильтянами? Давайте определимся хотя бы в этом вопросе. Я могу определить с радостью, я вам скажу. Так вот, конфликт идет на религиозной почве. Из-за религиозной подоплеки сюда включаются все, потому что когда мы говорим умма, окей, умма используется как мусульмане, все мусульмане всего мира. Погодите. Майя, можно секундочку? Я не об этом говорю. Майя, секундочку, твое позволение, Я пожалуйста. что хочу сказать, я только договорю. Конфликт идет между арабами и Израилем, но то, что сюда включается подоплека, Да, это понятно. Вот я хотел к этому подвести. Погодите, вот вы ответили на мой вопрос. Да, вы ответили на мой вопрос. Вот человек, который сейчас с вами говорит, он максимум, что может говорить, отвечать или выступать за мусульман в данном случае. Но за арабов тут сидящие, ни я, ни кто-то другой, не можем мы говорить, потому что, опять же, я настаиваю на этом и подчеркиваю, что сегодня конфликт идет между арабами и израильтянами. Тут нету религиозного конфликта. Но арабская сторона, вот этот религиозный фактор мусульманский, она вообще его использует в своих целях. И этот человек, который с вами сегодня дискуссирует, вот на эту манипуляцию поддался. А я говорю, не нужно тебе поддаваться, тебе не нужно вмешиваться в этот конфликт. Тут нету крестового похода. Арабы сегодня, в конце концов, 21 век, должны успокоиться, прекратить свой крестовый поход против евреев и дать всему остальному миру жить в спокойствии и в добрососедстве между собой. Все беды от этого во всем мире. Смотрите, можно секундочку? Смотри, Кавка, я извиняюсь. Посмотрите, вот я тут рассказывал уже, да, получается, мой прадед родился в Палестине, в территории Палестины. Приехал в Грозный и засватал мою бабушку, которая проживала там в Грозном, в Чечне. Грозного тогда не было. В Чечне, на территории Чечни проживала там около, все мы предки, да, ее проживали там около 1500 лет. Проживали там корнями, да, вот когда пришли с Ирана, зашли, вот нас когда отсюда выгоняли с этой земли, с Израилем, и ты попали туда наши предки, как бы шли через Иран и так далее. И теперь вот я вчера к Харбату зашел на стрим. Смотрите, я с ним много в чем не согласен. Почему? Потому что я человек не лицемер. Я дружу с мусульманами. У меня друзья мусульмане. У нас мусульмане здесь служат в армиях. У нас они идут, воюют. Я категорически против того, чтобы вообще трогать религию, как-то задевать религию. Но мне было интересно, как он ответит на этот вопрос. Я ему задал вопрос. Я говорю, вот твой отец, твой дедушка. Я знаю, что твои родители жили с моими родителями, получается, очень хорошо, да. Но при этом они были мусульмане. Почему те мусульмане и сегодняшние мусульмане, они разные? Сегодняшние мусульмане, я имею в виду уже молодежь, да, скажем, мне сейчас сегодня 42 года, они еще более-менее вот такие, да, понятливые, как и наши родители, потому что нас вырастили так.
А вот молодежь, там, 30 и ниже, она прям стала такая радикальная. Ну, как-то он мне пытался объяснить, но у меня есть на этот счет свое мнение. Это идет деградация. Идет деградация ислама, она пошла отсюда, кстати, с Ближнего Востока, пришла туда, на Кавказ. Потому что между нами такого никогда не происходило. Евреи, если вы помните, жили очень хорошо на Кавказе. Я горский вам еврей. отвечу, потому что почему не происходило такое тогда с вашими родителями, с моими родителями, они дружили между собой. Да потому что они элементарно не были мусульманами, извиняюсь. Мои предки, вот вы говорите, были мусульмане. Это такое утверждение, понимаете, то есть тот ислам, который мы сегодня узнали, а мы узнали сегодня истинный ислам, а этот ислам очень многогранен, вы знаете, да, там разные течения, свои акиды, еще что-то. То есть, но то, что ислам, который мы сегодня узнали, он нам что говорит? Что наши предки, мои родители, никогда не были мусульмане, а именно они были мушриками, бедатчиками, новоявленцами, не знаю, вероотступниками, называть как хотите. То есть мои предки жили по своим национальным традициям, придерживаясь своей культуры. А в нашей культуре, традициях это жить со всеми в мире, в добре и добрососедстве. Вот если мои предки были бы настоящими мусульманами, с твоими родителями, они бы, я вас уверяю, никогда бы не дружили. Потому что по факту мы сегодня, тот ислам, который пришел, не позволяет нам сегодня с евреем дружить или с кем-то другим национальностью христианского происхождения дружить. Ислам тебе это запрещает, потому что есть аят, где сказано, что ты должен бороться с ними до судного дня. Вот проблема в чем. Это плохо, Александр. Вы согласны, что это плохо? А в исламской идеологии проблема. Не люди такие, а ислам их так делает, такими плохими. Только эта идеология делает людей такими. Могу я включиться в разговор? Тоже от себя хотел бы мнение свое выразить. Маршрут. Приветствую всех. Я это несколько раз поднимал, у тебя крутилось, и потом опять. Доброго времени всем. Приветствую всех благоразумных, здравомыслящих людей. Добрый вечер. Ну, я хотел уйти немного в историю. Есть понятие такое историческая справедливость. У каждого народа есть свои исторические корни, где они когда-то жили. Но и в силу каких-то обстоятельств, не зависящих от них, они были вынуждены покинуть. Как в 1944 году и чеченский народ. Изучая историю Израиля, вот возьмем, Ассирия нападала на Израиль, тоже Саргон II и так далее, там цари ассирийские. Навуходоносор II, вавилонский царь, есть понятие вавилонский плен. Евреев тоже увел. Потом Кир II, великий, их обратно отпустил. При Селевкидах есть Антиох IV, Эпифан есть такой. А при Нероне восстание, великое еврейское восстание есть такое. Иосиф Флавий написал «Иудейские войны, иудейские древности». Иудейские войны я читал лет 40 назад. Я еще школьник был. Потом Адриан есть, император был. Вот этот еврейский народ все это время защищал свою землю, свою историю. Вот восстали Маковеев, Бар-Кохба. Вот когда ты всех начинаешь учить, я вижу, что они защищали Израиль. Евреи защищали свою страну. А в это время, когда мы говорим об исторической справедливости, это время на этой земле жили евреи. А вспомним, а арабы где жили-то это время? Мы же историческую справедливость ищем. Арабы жили на полуострове Аравия. Вот когда вот эти войны шли, евреи защищали в 1966 году, вот это самое такое восстание при императоре Нероне, и Тит, и Веспасиан, они подавили эту Иерусалим, когда захватили в 70-м году. Там столько народу погибло. Это что, это и была еврейская, арабская земля, что ли? Что там, арабы защищали Иерусалим? Арабы где были? В Песках были. Что, разве это время арабы жили в Мавритании, в Сирии? Алжире, Тунисе, Египте? Нет. Если уйти историческую справедливость, евреи должны жить в Израиле, это их земля.
Идумея, Иудея, Галилея, Самария. Эти земли, это кто-то, что там арабы, что ли, жили? Это есть понятие справедливости. Если так мы будем им отказывать, нам тоже надо отказать, что мы не можем, в 1957 году мы тоже не можем на свою землю вернуться. А каждый хочет для себя. Нет. Евреи – это их земля. Поучите немного историю. Получается, что мир начал с Магомеда, летоисчисление идет с арабского. Что, до этого народа, что ли, не жили, что ли? И чеченцы, и евреи не жили, что ли? Это просто немного историю почитать. Я полностью на стороне еврейского народа, на стороне Израиля. А где им еще жить? Где их, у них что, где другая родина, что ли, есть? Вы тогда найдите им родину. Арабы столько земель, миллионы квадратных километров земель захватили в Африке, везде. Они на этих землях жить не умеют. Возьмите Судан, Ливию, везде, Сирию. Они не умеют жить. Это такой народ. Потому что у них методичка воевать, захватывать, грабить. А другие им сейчас захватывать не дают, потому что дают по шапке, по морде. Они воюют между собой, грабят. Вот. И мне обидно, что мой чеченский народ вот им поклоняется. Что, и они что от нас требуют? Что мы язык, обычаи, все забыли. Вот этот народ, они говорят, что мы избранный народ, что наш язык, еврею будет, учите наш язык, наши традиции, обычаи самые лучшие, а ваши никчемные, и вы никчемный народ. Нет, я с этим не согласен, я закончил. Обязана, я не могу, у меня просто... Спасибо за правду. Кому она нравится, кому не нравится, спасибо за правду. Кланяюсь вам до земли за ваши слова, за ваши знания. Я благодарю ваших родителей за то, что воспитали вас, мужчину, человека с большой буквы, и я просто кланяюсь вам до земли. Спасибо. Я всегда что говорю? Я всегда говорю, у меня есть родина, там, где я родился, на Кавказ. Это родина моих родителей, это родина. А есть моя историческая родина. И тут никто не может апеллировать тем, что я якобы сионист, вернулся на свою родину, приехал на свою землю, на ту землю, якобы, что они считают, что они моя, да, и проживаю здесь. Это моя историческая родина. Здесь всегда проживали евреи. Я приехал к себе домой. Это то же самое, если переедет, допустим, если чеченец мне так говорит, пускай это будет, там, не знаю, аварец это говорит, там, дагестанец, или там, пускай русскими такое скажет, да, допустим. Если русский, который, там, его родители уехали, ну, его дедушка уехал в Германию, и потом он захотел вернуться, заметьте, вернуться в Россию. Он хочет вернуться. Вернуться даже через 2 поколения. Он называет это слово «вернуться». Он подчеркивает, я хочу вернуться в Россию, в страну моих предков. Вот это называется сионизм. Это вернуться на свою землю. Вы почему-то этот сионизм перевернули как слово фашизм. Я хрен его знает. Ну, хоть вы ничем не апеллируете при этом, да, когда вы говорите это слово сионизм, то рушит все народы, устраивает балаган на этой земле и так далее. Вы что, блин, елки-палки? Сионизм – это вернуться на свою землю. Если захочет тот же чеченец вернуться к себе на землю, он, не знает, дай этому название. Не вернуться, скажи, вот хочу там приехать там, в Ичкерию. Вот как дай бог, чтобы каждый чеченец, каждый ичкериец, я не знаю, как вы это преподносите, я знаю, что вы настоящего ичкерийца, ичкерийский флаг, где вот сейчас чеченский, как он Давайте я вам отвечу. выглядит сегодня. Давайте я вам отвечу. Ичкерия – это государство чеченцев. То есть чеченцев, которые преследуют свои национальные, в первую очередь, интересы. Вот говоришь, что вы хотите вернуться, скажем, условно, в Чечню в будущем, дай бог, вы вернетесь. Любой чеченец вам обрадуется и примет вас. Как в свое время евреи радовались, когда чеченцы возвращались с Казахстана. Но горькая правда, среди нас сегодня живут не просто чеченцы, но мусульмане-чеченцы. Но вот за мусульман-чеченцев, к сожалению, я не могу вам ответить. Они обрадуются или нет? Скорее всего, вам не обрадуются. Но чеченцы, повторяюсь,
вам всегда рады и будут радоваться, если вы возвратитесь обратно на ту землю, которую вы считаете своей родиной. Спасибо. Можно мне, пожалуйста, Спасибо вам. узнать, как меня будут называть, если я за то, чтобы чеченцы имели свою родину, свое независимое государство? Как меня тогда надо называть? Нет. Есть какое-то название? Я не знаю, насколько это правда, но я слышал, что евреям нужна чеченская земля, но без чеченцев. Вот, я не знаю, насколько это правда. Да. Русские сказки про белого бычка. Русские сказки про белого бычка. Нас полили. Небесный Иерусалим мы построим в Грозном. Мы куда ни глянь, везде небесный Иерусалим. Вот скажи, вот, пожалуйста, да, Сада Деваш, я не знаю, ну, у тебя имя другое. Я извини, как тебя зовут? Ну, как, чтобы я мог обратиться? Сад Деваш, это имя Так твое? есть, обращайся. Да, Я скажи, не пожалуйста. знаю, насколько это, я уточнил уже просто, я не знаю. Нет, скажи вот, пожалуйста, вот когда ты это услышал, вот ты легко в это поверить? Я могу, просто здесь я транслировать не могу, но у меня есть эти ролики, что евреи пытаются воссоздать Зион какой-то на вот этой чеченской территории, и в конце ролика говорится о том, что как бы, ну, то, что вот это Америка, там, Украина, это все как бы вместе все связаны, евреи, и поэтому Россия ставит ПВО в Наурском районе там где-то, и теперь как бы поддержи эту программу, такой как бы рекламный ролик. Ты же понимаешь, вообще это маразм, вообще это просто, это прям пипец. Это человек, который вообще слышит это и в это верит, и может вообще это как-то передавать дальше, это просто, это же пипец. Ну, это... Так, давайте я вам сейчас зачитаю. У нас евреев столько не хватит, чтобы это все создавать. Ну, просто учитывая то, что в советской власти практически много было евреев, и в то же время нас выслали, ну, наверное, есть много людей, которые в это верят. В советской власти, я тебе скажу, в советской власти было немного евреев, но были евреи в советской власти. Хорошо. Погодите, нет, мы об этом, кстати, сегодня говорили, что такие русские мы сегодня говорили. Я не могу сейчас это транслировать сюда, просто я бы тебе показал бы, как советские власти пропагандировали при Советском Союзе про антиеврейские настроения. Вот сегодня я в Телеграме эти 2 ролика показывал, просто здесь я транслировать сейчас не могу, очень интересно было посмотреть. Это дебилизм, да. Смотрите, знаете, что происходит? Это всегда происходило в России, они делили от людей. Вот если что-то плохое сделают, а это не русский, это еврей, или это грузин, или это кто-то еще, но никогда не русский. Но русский всегда выбирает для себя вот этого царя, вместе с ним идут, убивают, грабят, насилуют, а потом это называют евреем, грузином. А они всегда бывают ни при чем. То же самое и в коммунистическую Советском Союзе происходило. Никакие они не евреи. Это коммунисты. Там нет национальности. Там была коммунистическая идеология, и в этой идеологии присутствовали люди разных национальностей. Но вместе они все были и боролись за русское имперское государство под личиной коммунизма. В свое время под личиной Российской империи, потом перешли под личинку коммунизма. Сегодня опять они вернулись к своей ипостаси Российской Федерации, так называемой, демократической. Но при этом это русские люди с русским шовинизмом, какой бы национальности они ни были. Понимаете? То есть не надо смешивать этих мух, надо всегда уметь отделять мух от котлет и не поддаваться этим манипуляциям. Грузин для меня, Сталин для меня никогда не был грузином. И никогда он не станет грузином, потому что я уважаю грузинский народ и знаю, кто такие грузины. Сталин был коммунистом, русским. И он поднимал свой тост, когда победил так называемый во Второй мировой войне. Он сказал, за русский народ, который победил фашизм. Не говорил Сталин за грузинский народ. Понимаете? За русских отвечал всегда. Потому что был русским. Так, давайте я вам Короче, давай я напоследок что-то скажу. Один момент, я уже давно хочу вписаться. Я просто зачитаю вам сура 5,
аят 51. Вот Эльмир Кулиев переводит. «О те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей». Вот вопрос, что здесь в этом аяте сказано? Вот тебе, Деошу, вопрос. Смотри, Потом, когда было монголо-татарское нашествие, когда они убивали иудеев, мусульман, христиан, вместо того, чтобы объединиться с ними и бороться с ними, почему христиане отправляли к ним свои делегации, чтобы вместе с ними воевать против мусульман? Почему они к ним подлизывались? я сейчас о каких-то исторических событиях конкретно говоришь, о подлизывании. Я сейчас не об этой теме, я просто хочу вот спросить, как еще к этому аяту относиться? Вот как? Я просто не пойму. О те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками, друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Я как иудей должен осторожно к этому относиться. Да, вот почему вот этот аят, вот люди, которые приехали в Европу, 300 тысяч там чеченцев, да, ну, из них там радикальных возьмем там какое-то количество процентов. Кстати, которые здесь радикализировались. И радикализировались через русскоязычную литературу исламскую. Просто надо было это подчеркнуть, как это все работает. И вот эти люди, почему как бы частично следуют этому аяту, да, вот проявляют какую-то ненависть к евреям, там, не дружбу свою, да, но при всем при этом едут и берут в качестве помощников, например, христиан, которые там в европейских странах проживают. То есть как это, почему изначально этот аят полностью во всей мере не принимается? Вот почему он только частично как бы работает? Вот тут помню, тут не помню, как бы тут он работает. Почему они не поехали в мусульманские страны, ты говоришь? Конечно. Почему? Тут же сказано, что не берите. Религии, тут же сказано, не считайте иудеев, христиан своими помощниками и друзьями. Как ты едешь в Европу и говоришь, помогите, Азуль, дайте мне политическое убежище. Вот как ты просишь помощь, если этот аят тебе запрещает это? Потом ты идешь, просишь эту помощь, но потом с другой стороны ты начинаешь проявлять ненависть к этим христианам и иудеям почему-то. Как бы такой, на их как бы теле, да, паразитируя. Возьмем вместе, да, в одну кучу там иудеев и христиан. Паразитируя на их вот этой площадке, да, на их условиях, которые они тебе дают, помощь, которую они тебе дают. Тебе же сказали изначально, не считайте их помощниками, друзьями. Вот ты пошел и говоришь, помощь дайте, тебе дали помощь. И дальше ты ее берешь почему-то, хотя тебе здесь сказано, но при этом, взяв ее, ты потом как-то начинаешь какую-то ненависть проявлять. Ты как бы это же неправильно, то есть ты должен изначально не брать эту помощь, переехать в Афганистан шариатский, в Судан, я не знаю, в Эфиопию, там, в Мавританию куда-нибудь. И оттуда свои негодования свое проявлять. Как бы уже корчить там глаза, я не знаю, быть недовольным таким. Вот почему это не работает? Ну, наверное, они едут в более, не знаю, развитую страну, где нормально жить. В Афганистане всю жизнь война происходит. Тут дело не в религии, тут дело
Тут дело, тут дело в религии. Почему сегодня в мире нет ни одной мусульманской страны, которая также была развита, как все другие западные страны? Почему, как вы думаете? Потому что система не работает. Потому что в этих странах есть деспотия 7 века, законы 7 века. А в других западных странах есть налаженная система, где людям дают условия и комфорт. Ты же в истории разбираешься. Вот, например, когда вот цивилизация, исламский мир был настолько развит. Не был, неправда. Когда нападали монголы на этот Багдад, ты не знаешь, в каком положении? Не был. Вот я тебе скажу, почему он не был развитым. Потому что когда арабы приходили, они приходили в страны, где страна уже развивалась, имела свою науку, своих ученых. Они просто приходили, захватывали, и потом все это присваивали себе, называли это арабским миром. И поэтому сегодня такой миф по миру гуляет, что математика это арабская, там цифры это арабские. А по сути, когда ты начинаешь копать, откуда ноги растут, оказывается, арабы тут совсем ни при чем. Даже в этих вот так называемых арабских цифрах, это не арабские цифры, дорогой ты мой. Это цифры, которые пришли нам с Индии. Вот, Димаш, у меня тебе такой вопрос. Когда тебе правда, приходит... что от тебя скрывают арабы твои. Димаш, когда тебе приходит, вот, допустим, я извиняюсь, я вас перебил. Ну хорошо, то, что вот я историю так Димаш, читал, вот такой вопрос. Вот когда ты всю свою жизнь слушаешь музыку, да, вот слушаешь какие-то песни и так далее, и тебе приходит, ну, ты зашел в мечеть. Опять же, это твое личное дело, как бы, я туда не лезу. Это сугубо ваше личное дело. Самое главное, мне не мешайте, да, не приходите ко мне домой, не говорите мне, что мне делать. Если вы это принимаете, это ваше личное дело. Вот тебе пришли домой, и тебе сказали, тебе нельзя слушать музыку. И ты прекращаешь ее слушать. И как ты называешь вот это слово? И вот, по-моему, это деградация. Это ты уходишь назад, туда, где, ну, по-моему, опять же, что происходило 200-300 лет назад. Это, по-моему. Вот, я хочу услышать твой ответ. По-твоему, как это? По-твоему, слушать музыку, это ты более... Нет, по-моему, это нормально. Нет, музыка – это просто самый маленький пример, как бы, да, ко всему тому, что происходит. Когда ты привык делать какие-то вещи, когда ты идешь вперед, ты прогрессируешь, а тебе приходит какой-то человек бородатый, ну, с большой такой бородой, ты заходишь в мечеть, он тебе рассказывает, послушай, все, что ты делал до сих пор, а ты прогрессировал, да, вот при этом, при всем. Ну, как ты идешь с миром вперед. И он тебе говорит, вот это запрещено, это запрещено, это запрещено. По-твоему, это не деградация? Вообще не понимаю твоего вопроса вообще. Ты не понял моего вопроса. Я примерно понял. Еще раз, ты уходишь назад или при этом идешь вперед, дальше? Когда ты все, что ты делаешь, ты, ну, развитие, да, твое, вот ты сегодня узнал что-то новое, узнал, тебе приносит какую-то пользу это в жизни, и тебе приходит... Ты считаешь мусульман нас отсталыми? Нет, я не сказал, что вы отсталые. Я сказал, что ты, когда уходишь в религиозную тематику и в нее углубляешься, неважно, даже это тоже у нас у иудеев то же самое происходит, чтобы ты понимал. И в христианстве тоже такое есть. Но человек при всем при этом, когда он туда углубляется, он деградирует. Вот что я сказал. Ты не согласен с этим? Ты можешь изучать и свою религию, и изучать... Но он деградирует как личность. Он деградирует как личность, я сказал. А когда он передает это дальше, то ты уходишь в, ну, там, не знаю, в какие века, как бы, но это было далеко-далеко до нас. Ты с этим согласен? Это мое мнение, наверное, не знаю. Это, опять же, это мое мнение. Опять же, я задаю тебе вопрос, Я согласен. тебя поправлю чуть-чуть. Извините, что я влажу в ваш разговор. Но я хочу поправить тебя, Лазик, и чуть-чуть сделать уточнение, потому что если мы говорим о радикализме, и я дам сейчас такой пример, как Афганистан. Я считаю, что Афганистан афганцы это тот гордый народ, который никому невозможно поработить. Да? Мы тут можем быть согласны, потому что еще ни одной стране не получилось афганцев поработить. Потому что они жизнь не видели, Майя, они не видели жизнь, поэтому нельзя их поработить. Подожди секундочку. Что русские, что американцы, сколько бы они ни пытались, афганцев просто так невозможно взять. Но
Гордон, да, ну можете смеяться, делать что хотите, да, но это довольно-таки такие смелые воины, которые могут воевать и отстаивать свои территории. Но в тот же момент, когда туда пришли радикальный Талибан, да, они превратили свой народ просто в быдло, да, извините, что я так говорю. Женщины, которые не имеют права учиться, может быть, до 3 класса, женщины, которые ходят в паранже с перекрытым одним глазом, потому что можно, наверное, мир увидеть и одним глазом. Женщины, которые не имеют права ходить в туалет, женщина, которая не может выйти за пределы своего дома без сопровождения мужчины, женщина, которая не имеет права водить машину. Я уже не... Машина — это вообще женщина, которая не имеет права вообще работать, женщина, которая не имеет права слова, женщина, которая рожает девочку, она проклятая, а если пока она не родила мальчика, то она вообще никто и ничто. Да, Можно секундочку, я договорю. И можно приводить таких примеров еще сотни и сотни и сотни, потому что это не единственный пример. Тогда, когда у меня одна Потому что знакомая... там без конца война идет. Что вы от них хотите? Секундочку, я договорю. Тогда, когда в Иордании моя знакомая приехала, она была замужем когда-то за иорданцем, и когда она приехала туда к ним домой, один сосед очень сильно рассердился на свою жену, облил ее бензином и поджег. Думаете, туда приехала полиция? Нет, по барабану. Сжигали женщину. Ну и что, есть еще несколько жен, все в порядке. Можно понять, пожалуйста, ценность вообще чего-то тогда, когда людей преднамеренно отбрасывают по развитию назад. А я имею в виду преднамеренно. Я не говорю о том, что ислам несет в себе какое-то зло. Я говорю о том, когда используют религию во зло другим. Понимаете? Я не имею ничего против мусульман. Я не выступаю против мусульман, либо против ислама. Но когда используют религию во зло, да, бумеранг вернется в конце концов к этому народу. Можно отвечу? Да, конечно. Мне кажется, что все люди тут сидящие, которых я послушал, у вас какая-то пассивная агрессия в сторону именно, мне кажется, арабских стран. И все, что вы перечисляете, это все какое-то плохое, что вы перечитали. Что касается Афганистана, если вы говорите, что талибы пришли к власти и все у них испортилось, началась эпоха демонизации афганского народа, то мне кажется, что вы в истории Афганистана не разбираетесь, что вы в этом плане профан. Да можем вникнуть в историю даже далеко. Я говорю, Свободен, маршал, свободен. Смотрим хотя бы 60. Смотри, тема, конечно, жаркая, но все равно будем... Можно я расскажу? Высказываться. Да. И если мы говорим, то почему, когда у власти в Афганистане была светская власть, почему, я могу даже просто привести пример, Бачи Бази, по-моему, называется, когда эксплуатируют мальчишек афганцы, и почему это происходило при светской государственности. Если вы говорите, что не виноват сам народ, а виновата идеологическая часть, то могу ли я сказать, что та светско-либеральная власть, которая была у, скажем, поста, у руля Афганистана, она виновата в том, что происходили эти извращения. Просто многие причисляют Бачи Бази к Талибану, хотя когда Талибан пришел к власти, все эти извращения отменили и все это убрали. Как что отменили? Ты что несешь? Сегодня это происходит. Вы что думаете, тут бараны сидят, что ли? Что отменили? Кстати, тут бараны не сидят. Радио Маршу Мошу выкинуть просто он не умеет. Выкинуть? Стоп. Один момент. Uno momento. Так, давайте аккуратно по очереди. Дай Марк, сейчас ты высказываешься, только ты его личность вообще не трогаешь. Окей? Все, маршал, думал, Серга, приветствую всех кафиров чеченским национальным приветствием, приводите свободными.
извиняюсь за мое такое вторжение, но когда вот зная правду, что весь мир знает правду, а тут нам хотят... Нет, вы правду не такую видите, которую должны, а я вам сейчас покажу, какая она... Алло, тут не дети, тут не бараны сидят, тут не балаболы сидят, в отличие от вас, которые балаболят круглые сутки. Мы просто можем, подожди, сейчас я говорю. Мы далеко ходить даже не должны. Афганистан из-за каких-то пару десятков лет, максимум 50-60 лет, вот эта идеология, фашистская, человеконенавистская, аморальная идеология бедуинов превратила 90% народа в полное быдло. Полностью сняла с рельс своего национального и полностью, превратила в рабов, не знаю, в изгоев всех цивилизованных государств, изгоев, никаких... Вообще, не помнишь родства, да, вообще, да, ихваны не помнишь ты родства. Да, вот 100%. Ну, просто... Тут, почему вы думаете, что вы нападаете на... Мы на ислам не Ислам нападает на наш национальный суверенитет, национальный, культурный, языковой, имена забирает наши. Ислам сегодня говорит, мои предки хуже голубых. Тот, кто танцует и поет, не мужчина. Те предки моего народа, которые оставили самый, можно сказать, чистый смысл жизни, который может существовать на этой планете Земля, его просто топтают в грязь. И мне говорят, вот видишь, пророк вот так жил, это самое лучшее. Сегодня я сам начал этим ковыряться, это полное дерьмо по сравнению с тем, что оставили мои предки. Полное дерьмо аморальное. Сам ты дерьмо полное. А я хлеборезку закрой свою. Стоп. Один момент. Я просто чуть-чуть разрядить хочу обстановку, да, вот Кефка. Я хотел бы тебе перенаправить вопрос с аятом 51, сура 5. Как ты вот относишься к этому аяту? Он достоверный или ты его как-то... Да, я к нему отношусь. Потому что если будет государство... Ты принимаешь его? Да, конечно. Если будет государство, в котором хотят жить все люди, которые исповедуют ислам. Не, я не про... Про то, что нельзя брать, да, друзьями? Про это? Да. Ну, я еще раз говорю, я отвечаю на вопрос. Я могу объяснить. Смотри, я тебе просто зачитаю, чтобы ты... Я знаю, я наизусть знаю. Да, чтобы напомнить, да, о чем идет речь. О те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. То есть несправедливыми не будьте, как говорится. Да. Понимаешь? Конечно. И как ты считаешь, вот кто переступил через этот аят, суры 5, 51 аят, и берет помощь у христиан европейских стран, как ты вот считаешь, они как бы нормально поступают? Несправедливо? Если ты про тех людей, которые приехали в страны Европы, западные, восточные, и берут дотацию у этих стран, то я не считаю, что это помощь, которая говорится в этом аяте. Как ты сейчас пытаешься меня направить в это русло? Смотри, если ты, конечно, приехал в качестве миссионера со своим финансированием, там, 5-10, я как бы не это имею в виду. Я имею в виду людей, которые попросили азуль. Азуль – это как бы другими словами «помогите». И вот это «помогите», оно как раз-таки является самой, что ни на есть, помощью. Понимаешь? Да. Ну, да, я не считаю, я считаю, что это нормально, то, что когда человек, страну, которую разбомбили извне, третьей силы, пятая колонна,
которая именно разбомбила их дома, и они приезжают, ища помощь, как когда-то израильтяне приехали на территорию Палестины. Я извиняюсь, секундочку. Я сейчас услышал вопрос твой, честно. Я считаю, что для начала они кафиры, а потом, когда они там рулят свои права, то они лицемеры. Это только так, по-другому никак. Радио Маршал задал вопрос, то есть он говорит, когда человек просит помощи у стран Европы, а там живут христиане, преобладающее большинство. Нет. Если ты религиозный человек, если ты следуешь по этим такфирам и так далее, ты сначала кафир, когда попросил, а после того, что когда ты этим воспользовался и ты наелся, пузо твое теперь полное, и ты начинаешь вот так разговаривать, как ты разговариваешь, то ты уже после этого лицемер. Тут другого никакого нету. Вот я просто хочу поэтому понять, как этот аят, его вот можно применить. Кавка, ты работаешь? Кавка, ты работаешь? Это у меня? Ну, это не важно. Это не маленький вопрос. Ты работаешь? Это не важно, потому что... Смотрите. Нет, Он живет по таутским кафирским Он живет в кафирской стране, где... Один момент. Я не хочу никого оскорблять. Давайте я просто чуть-чуть, просто в целях, скажем так, конфиденциальности даже какого-то этого Я не буду спрашивать личные вопросы, да. Я клянусь, я не спрошу личного вопроса. Кавка, ты работаешь? Еще раз говорю, здесь не обсуждается моя личность и мои какие-то Я даже работы. личные вопросы не задам, я хочет. клянусь, я только что произнесла это. Майю, он не хочет на него отвечать. Ну, я работаю. Просто вот смотрите, Хорошо, нет, извините, даже с вашего позволения. Он же работает. В банке счет есть? Окей. В банке счет есть? Вам еще на какие вопросы ответить нужно? В банке счет есть? Проценты получаешь? Если тебе захочется купить дом, возьмешь суду? Я знаю, что суды ипотекой. Все, ты ответил на мой вопрос, спасибо. Суду уже нельзя брать. То есть, если чеченец хочет, приехав в Европу, хочет, скажем так, встать на ноги, да, заняться предпринимательским делом, там, открыть свой какой-то бизнес, то там уже аяты приходится ему выполнять, потому что Я вокруг поклялась, него... что личных вопросов не будет. Да, потому что вокруг него уже собралась вот эта система, которая его толкает только в то русло, которое как бы приемлемо тем, кто стоит за всеми этими идеологиями. Поэтому... Что-то я не понял, почему вот эти личные вопросы? Или у него есть какие-то грехи? Почему Я никаких личных вопросов не задала, я поклялась. Я поклялась, и я не задала. Подожди, ты же Один момент. Ибрем, самое интересное тут, что как нужно рассказать домашним, не знаю, своим родным, отцу, матери, сестре, брату, знакомым, что какой грех, как пророк сказал, какой, что, с чем сравнил пророк взятие кредита? Это что вообще? Как совокупиться со своей матерью, зина сделать со своей матерью? Это вообще, это что вообще такое? Это кто? Я прошу вас, пожалуйста, не надо переходить на такие вопросы. Как не надо? Я рассказываю хадис пророка педофила Музаммама. Я рассказываю хадис. Стоп. Свободе, стоп. Не создавай такую ситуацию. Дай мог, подожди пока, паузу выдержите. Оба выдержите паузу по пару минут. Я просто к другому, я тут перешел бы просто... Да ладно, на нюансы багажник. Так, дай мог, ты пока чуть-чуть отдохни. Я тебя сейчас пока... Стоп. Один момент. Он вышел. Так, смотри. Просто некоторые, когда им приводят вот этот аят, они часто как бы уходят в исторический фрагмент, когда сподвижники там пророка Мухаммада были
направлены в Эфиопию. И в Эфиопии некий царь, который там на тот период как бы восседал и на троне, и, скажем так, руководил, он их принял. И вот, ссылаясь на это, пытаются, скажем так, оправдать свое действие, вот то, что они как бы тоже, имея такой прецедент, делают тоже подобное. Но тут становится как бы другое возникает, да, там противоречие, потому что существует еще аяты. И вот один из таких аятов, это в суре 4, аят 144. Эльмир Кулиев, перевожу, как бы зачитываю. «О те, которые уверовали, не берите неверующих себе в помощники и друзья». И вот здесь ключевой момент. Вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? Еще раз повторяю. Вот те, которые уверовали, не берите неверующих себе в помощники и друзья вместо верующих. Неужели вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод против вас самих? То есть, я аюхаллазина аману. لا تتقدوا الكافرين أولياء. То есть кафиры. Тут имеется в виду кафиры под неверующими, а под верующими, то есть те, которые уверовали, это аману. Имдильнаш. То есть мусульмане. Вот этот аят, он как бы подчеркивает то, что вот когда пророк отправлял в Эфиопию, да, какую-то группу людей из своих сподвижников, в то время не существовало в Афганистане братьев-мусульман, не существовало в Мавритании братьев-мусульман, не существовало Судана мусульманского, там, Сомали и так далее. Поэтому как бы этот аят, он тоже не допускает как бы вот этого дела. И как вот в это верим мы или не верим? Следуем мы этому или не следуем? Вот у меня такой вопрос. Так, у нас еще... Ответов нету, Ибрагим, ответов нет. Он очень интересную вещь там сказал. Я считаю нормальным, если твою страну там разбомбили, приехать к этим людям. Это вообще что за галиматье? Какая европейская страна бомбила Чечню, я не понял. И вообще, как можно ехать к людям, которые тебя бомбят, убивают и являются твоими врагами, я не понял. Лишь бы эту Европу, чтобы, не отпустить, они готовы, и Аллаха, и Мухаммеда, и всю религию, не знаю, что с ним вообще. Ну, смотри, наплевать если на нее. ты наплевал уже и как бы последовал этому, если уже ты Хиджа как бы является обязанностью. Если они узнали об этой обязанности, они обязаны переехать. Хиджа – это как намаз, обязанность мусульманина. Ну, смотри, если ты уже как бы наплевал на это, то там будь добр, как бы попробуй хотя бы придерживаться, скажем так, своей вот этой планки, да, которую ты взял, потому что уже ты не соответствуешь вот этим вот всяким радикальным высказываниям, там на себе тельняшки рвать, там грозиться, все как бы себя пытаться преподнести ярым таким мусульманином, верующим, там супер, я не знаю, с двойными сальтами верующим каким-то. Вот раз зная, елки, я вот тут вообще наплевал там на несколько аятов, да,
И как я вот это вот после этого могу даже там куда-то залезать, там в группы какие-то, и там говорить о каких-то вещах, там о кредитах, вот, которые сейчас здесь упоминались, да. Какой кредит? Ты уже перепрыгнул. Там уже дальше ты во все тяжкие, как бы, даже если пойдешь, на тебе нету места ставить этих там печатей, да. То есть вот не могут люди просто хотя бы свою планку держать. Вот я вот настолько гораздо, так, лучше я здесь промолчу, вот такой я какой-то слабенький мусульманин, там, полумусульманин, там. И лучше бы мне держаться вот на таких позициях, не лезть никуда, там, не пытаться из себя там преподнести то, чего я как бы, ну, кем не являюсь. О чем с вами говорить, если один из вас говорит, что хиджра является обязательной? В то время были случаи, когда были переселения из одного места неблагополучного в другое место, где не были законы шариата. То есть был такой случай из истории. Просто нужно изучать, а не интересоваться. Алло, Заканюрт, ислам не спасался 20 лет. Вот, на личности переходит. Я никого не оскорбляю, Видишь, это для внимания такой лозунг. Давай не перебивай меня, я отвечаю тебе. Ислам не спасался 20 лет. Когда-то вино не было запрещено, но потом его запретили, братан. Точно так же, когда-то не было запрещено ехать к кафирам и плакать им, и умолять их, чтобы кафиры, которых ты и твоя религия ненавидит и призывает унижать, а если по дороге кафир идет, сталкивать его с дороги, идти к ним и умолять у них помощи лицемерно. Когда-то это было запрещено, но после того, как ислам установлен, хиджа стала обязанностью. Более того, по единогласному мнению Ахлю Сунна валь Джамаа, тебе нужны все ссылки. Как раз таки тут речь идет о хиджре, о ее выполнении. Только хиджра, она предписана это не имеется для в того, виду, чтобы... Да, хиджра, она предписана не для того, чтобы ты из какого-то мусульманского, скажем так, региона, наоборот, переезжал куда-то, где там и проституция, я извиняюсь, где и там riba, вот это всякая кредитная система, там процентная система, то есть это же наоборот, откуда надо туда. Это еще объясняется там, если мусульман, кто-то не мусульманин принял ислам в немусульманском обществе, он обязан переселиться к мусульманам, и это объясняется, что для того, чтобы увеличить численность мусульман и уменьшить численность кафиров. Там есть разъяснение, все положено. Все ссылки, все карты у нас, все ходы записаны, все карты на столе. Как говорит Тесла, шах и мат. Я, по-моему, видел отрывок, как один арабский мигрант, который приехал в Европу, он был атеистом и пытался подлизаться к одному западному общественному деятелю, якобы, что вот я атеист, я приехал в ваши страны и готов быть одним из числа вас, а ему сказали, ты как араб, ты для меня мигрант, и вы свои, а мы свои, то есть у нас своя стая. И вот такие, как вот, которые здесь разговаривал, я не знаю, кто это, вот ты из этого числа. Пока ты болтаешь, как цепной пес. Ну, мы вообще-то не здесь, не о цепных псах, мы не об этом, что мы пытаемся... Нет, он же начал с того, что законюр, все дела, я знаю, о чем он говорит. Смотри, мы здесь не об этом, чтобы там как бы переобуться там для того, чтобы влиться в какую-то среду, куда мы там переехали. Тут речь не об этом идет. Тут речь идет о том, вот, как тебе предписано и как тебе удается вот эти вот предписания как-то там маневрировать между ними. Одни как бы выполнять на 200%, да, там, ясные какие-то аяты, там, десятки, их как бы вообще опустившись вот так, давать им пролетать над собой, и потом опять как бы
приподниматься и дальше идти. Кавка, можете вопрос задать? Секунду. Да. Интересно, человек сам понимает, что когда ему предоставляют аргументы, и он ничего абсолютно не может предоставить, более того, у него нет ни чести, ни совести, ни духа, ни имана, ни веры, признать Ты не свою будешь ошибку, говорить? принять довод. Захлопнись, теперь я разговариваю. Более того, мега дохай Аллах сайда слилуштик пантийцасо. Соновчивуса бусобат осталил доемши. Более того, ему предоставили все религиозные доводы, и он не то что, не принимает их, ему вообще плевать на эту религию. Главное, это я. Это я авторитет. Это мой. Захлопнись, я сказал. Свободи, совалец. Созди, йоу. Совал чанни. Совал свободи, лерас, йоу. Хэшуё. Совал свободи. Самоушу гладу. Шудойч так, быстро шусо. Она Хадиньера тебе предоставили из твоей религии твою обязанность, привели все доводы, что ты, чуркабес, не имеешь права жить среди кафиров, если ты себя считаешь хоть маленько, хоть чуть-чуть мусульманином. Ты что делаешь? Ты не говоришь, да, спасибо тебе, антитеррор, ты мне дал аргументы, ты мне передал мою религию, мою истинную религию. Я принимаю эту религию, признаю свою ошибку и буду теперь, иншаллах, бисмиллах, дальше всю свою жизнь тратить на то, чтобы собрать ресурсы, переселиться, выполнить обязанность, которую на меня возложил Аллах. Вместо этого этот человек говорит, я там видел одного араба, ему сказали, да ты араб, если даже атеист. Чувак, ты где араба увидел? Это что за уровень интеллекта сравнивать с чеченцем араба? Хорошо тогда, ты чеченец. Ты, почему тогда ты считаешь себя оном, почему ты в Чечню не приезжаешь? Что ты бежишь? Почему? Что значит ты себя считаешь оном? Ну, что ты тут шлифуешься, скрываешься? Почему в Чечню не приезжаешь? Говоришь, это... Что значит шлифуешься, скрываешься? Вильнюс вокзал 24/7. Вот ты почему у тебя спрашиваю, в Чечню себе домой не приезжаешь? Если Потому что мне так по кайфу, я свободный человек, где хочу, там и живу. Погнали из Чечни, ногти человек не. Кто? Я видел, Кто меня погнал? Как от него Секунду. Кто меня погнал? Я на связи был с своими родственниками. Я же забыл, ты мусульманин, тебе можно врать. У тебя же нету ни чести, ни совести, никакого достоинства. Ты же мусульманин. Понял. Один момент. Кто оскорбит Аллах оскорбит твой руку. Чувак, Соня, айдес, хабар, смотри, тик-ток воин. Så vill nu säga att han bör sig stilla. Стоп. Вот на что он говорит. Всех молодцев. А ты всех молодцев. Хаджан, вот я, например... Ибрахим, сосил швац, да, ли та мысль? Сосил швац, паник швац. Сейчас auch интернет, воин, детские игры стали, сейчас оскорбление, сам догадываюсь, сейчас чакай роша. Я да, все просто хащат веду. Оскорбления, свицаряц. А интернет, воин, ждаярзи, детский. Все, подожди, один момент. Тут говорили о том, что почему ты со своей родины там... Вот я, например, сбежал со своей родины. То есть у меня была возможность с такими, как вот этот там Деуш, и взять его, замочить, и он меня чтобы замочил. Потому что вот таких, как вы, взяли полностью, сделали из них солдатов, поставили их там с оружием в руках, и чтобы вы обслуживали путинский унитаз. Извиняюсь, как есть, что говорю. И вы выходите и выполняете эти команды. Соответственно, таким, как я, пришлось покинуть эту родину, потому что у вас там как куропаток, вас мочить, потом ваших матерей, которые являются женщинами из нашего народа, ваших близких, их потом
им горе приносить, чтобы они плакали потом за вас. Потом вас куропаток там положишь, вы потом там таких, как я, например, положите, и с той, и с этой стороны у нас вот такую вот ситуацию вы из-за своего, как бы, из-за дебилизма, что ли, вот, создали вот такую ситуацию. Не, Ибрahim, дай. Подожди, Я еще не закончил. Куропатка, Свободы, подожди. Я еще не закончил. Просто вот такие вот, как вы, и таких, как вот здесь тоже заходят всякие будулаки. Вот из-за того, что вас как бы полностью развели на этой религиозной, идеологической теме, вот у нас создалась вот такая теперь ситуация. То есть, когда мы не можем четко свой национальный интерес отстаивать, и нам создали вот такую ситуацию, либо ты там аллахское слово какое-то устанавливаешь, которое сам ни хрена не знаешь, извиняюсь. Либо ты, солдат Путина какого-то, да, который и в Украину на джихад там куда-то идет, и в Израиль куда-то уже на джихад там просится, Аляску освобождать. Вот, то есть вот это вот. И что вот вы вот этим здесь хотите сказать, я не пойму, ты там сбежал из дома. От кого? От тебя сбежал, что ли? От кого сбежал? Вот непонятно. От тех, кого сегодня на бутылке русские сажают там. Ибрahim, можно дополнить твои слова? Вот твоя логда, что вы там сбежали, почему не возвращаетесь, он бяхмабила. У чеченцев есть такой кодекс чести называется, куналха он называется. Я вот сейчас попробую на русский язык перевести, есть там вот такой абзац один, очень подходит вот к этому вопросу. Я попробую телевизионно перевести на русский. Там есть такие вот слова в этом кодексе. Если чеченец не смог отстоять землю своих предков, то он обязан уехать из этой родины, дабы сохранить честь своих предков. И Бог удухаю, потому что когда ты уезжаешь, не покорившийся, таким образом ты дальше продолжаешь традиции своих предков. Вот те, кто сегодня уехал, я в числе, Ибрагим, Ахмад, уехали, не покорившись, чтобы продолжать традиции наших предков, дабы сохранить честь нашего народа. Нет, там возможность всегда Нет, погибнуть. подожди, куропатка, не куропатка. Что за разговоры, блин? А если ты это в лицо не скажешь, зачем такие вещи говорить? Я тебе как есть говорю. Ты вообще что хочешь сказать? Вы сбежали. От кого? От тебя сбежали, что ли? Он ему предъявляет то, что он уехал туда-сюда. Зачем? Он уехал, значит, это его проблема. Так в чем там проблема? Не его проблемы. Там нету его, не его. Там есть проблема, когда к тебе пришли русские, тебя замочили полностью. Замочили в сортире причем, так и цитирую я Путина. Тебя в количестве 300 тысяч. Поставили там огромную часть под свой флаг. И все, тебе говорят ты фас. сбежал, у тебя была возможность сбежать, но есть много людей, у которых не было такой возможности, понимаешь? Полностью я понимаю, но ты к ним не относишься, ты к этим людям не относишься, понимаешь? Ты меня знаешь вообще? Потому что люди, которые не смогли оттуда убежать, мой респект, я им уважуха, я им там можно поклониться даже, да, там, образно говоря. То есть этим людям за то, что они сегодня как бы вот это вот все на своих там плечах тащат, да, этот груз. Но это не такие люди, как ты, которые там за Палестину куда-то в интернете заходят, топят. То есть непонятно, какие интересы, вообще о чем ты даже сейчас сам не знаешь, вот в ходе разговора видно, да, ни историю ты не знаешь, ни религию ты не знаешь, ни вообще политику ты не понимаешь. И просто вот заходишь и какую-то вот это вот там против евреев, там что угодно как бы говорить, главное не чеченскую проблему.
Вот если ты ее не можешь говорить, зачем ты на ровном месте, вот такие как ты, зачем вы создаете конфликтные ситуации? Зачем вы... Я историю знаю, понимаешь, я просто тут в смысле историю не знаешь. Я знаю достаточно, чтобы... А то, что ты тут рассказываешь, ты такой гоняет именно, ну, это вообще несерьезно, понимаешь? Ладно. Даже вот с этими евреями нормальный разговор был. Несерьезно говорить человеку, который проживает в Европе, ты почему сбежал, ты почему Чечню не едешь? Что значит сбежал? Что значит Чечню не едешь? В Европе, не Чечни, живут 300 с лишним тысяч чеченцев. Это что за претензии? Мы что, в живот утробу матери сейчас должны вернуться? Мы там тоже когда-то жили. Мы по всему миру живем, и неважно, где ты живешь. Главное, свой национальный интерес продвигать и своему народу быть полезным, где бы ты ни находился на этой земле. Вот что важно. Мне понравилось, как ты сейчас сказал, Садыш, даже с этими евреями нормальный разговор был. Это к чему ты? Ты меня принижаешь там или что это? Можно я на секундочку хочу ответить? Секунду. Буду я жить в Чечне, как миллион чеченцев живут, да, и даже не смогу сказать, когда такие самые ярые мусульмане, ваши, типа нас, ставленники у нас, которые там подрусские, мусульмане самые, хадж, камень этот, сосуд, который из Каабы, там все дела, все выполняют, сажают на бутылку, снимая, подписывая это, чеченец, чеченца посадили на бутылку, а я буду сидеть и не смогу ничего сказать, да? Нет, я не смогу держать себя. Поэтому, зная себя, чтобы не привести там, чтобы весь мой род не привели там, не поставили, чтобы меня там на бутылку тоже не посадили, потому что я рот на замке не смогу держать, когда используя мое имя, чеченец, там не написано такое-то там, тип Суркаева посадили. Нет, там написано чеченца посадили, что означает, что нас всех посадили. И что, я в Чечне буду жить, и миллион чеченцев живут в Чечне, и какая польза? Я тоже там буду, и никакого слова не смогу сказать. А сейчас я могу свободно сказать, и каждый день буду им напоминать эту бутылку. Каждый день. Можно я отвечу одному человеку, который здесь приходит с претензиями Mountain Ice? Так вот, в моем присутствии ты не позволишь себе оскорблять курдов и называть курдов цыганями. Это во-первых. Во-вторых, кто их туда отправлял воевать за халифат и за шариат, убивая детей, женщин, стариков, это давай спросим у тебя. А когда ты предъявляешь претензии, обратись, пожалуйста, к Путину, чтобы он забрал оттуда всех тех женщин и детей, которые они нарожали с этими террористами, которые пришли, убивали детей, продавали в рабство женщин по всему арабскому, по всему Ближнему Востоку. Вот у них спроси, пожалуйста, и обратись к Путину, чтобы он вызволил оттуда всю ту нечисть, которая там сидит. А там сидят все и таджики, и узбеки, и казахи, которые пришли туда и убивали простой народ. Ради чего? Что они там делали на Ближнем Востоке? Что они там к чертовой матери в Сирии, в Ираке делали, убивая людей? Резали детей, продавали женщин на базарах. Или вам нужны снимки и видео, то, что они там вытворяли? Забирайте своих. Забирайте их оттуда, к чертовой бабушке. Они хуже, чем звери, террористы и убийцы. Приходите и забирайте их оттуда. Но не обращайтесь сюда и не говорите, секундочку, не говорите курдские цыгане, кто вам дал право такое говорить. Да, там еще надо другое подчеркнуть. Там люди должны молиться и говорить спасибо за то, что их охраняют, жрать дают, в туалет ходят, и они до сих пор дышат этим воздухом. Эти люди туда пришли убивать мирный народ. Это одно.
Там еще, я извиняюсь, там еще другое надо подчеркнуть. Еще надо, то, что вы сказали, вот надо им обращаться, еще надо к другим обратиться. Вот, а кто их держит там вот в таком положении надо. Понимаете, вот горькая правда, что их вот таких секс-наложницев сегодня, чеченских женщин, держат, опять же, братья-мусульмане. Те братья-мусульмане, которые этот Маунтан нас призывает. Пускай этот Маунтан обратиться к своим братьям-мусульманам, чтобы они прекратили вести себя вот таким зверским образом с людьми, что они прекратили вот такие нечеловеческие отношения к другим своим братьям, сестрам чеченской национальности. Они радиомаршал, не радиомаршал их туда посылал, Абсолютно а твои поддерживаю. братья-мусульмане. Поддерживаю. тут, если говорить о курдах, да, абсолютно с курдами никаких там враждебных, вообще нигде не пересекались, да, чтобы как-то враждебно относиться друг к другу. Вот здесь, в Австрии, там, и вот я лично контактирую с курдской диаспорой и полностью поддерживаю их волю там, к независимости, к свободе, к своему государству, так как я сам и себе желаю и свободы, и государства, и нормально как бы стремиться к своему самобыту. Поэтому абсолютно с курдами, там, называть их цыгане там, или не цыгане, там, курды. Вот сюда к нам гость, например, заходил, езид. Поэтому, скажем так, принадлежности, да, к верованию, там, к езидам. И мы с ним тоже что вы здесь, плачете, евреи? один момент. Здесь мы с ним тоже дискутировали и немного информационно просвещали и слушателя. Вот у нас были здесь цифры официальные. 5-7 тысяч женщин, которые по сей день считаются пропавшими без вести. Курдских женщин, там, ну, езидок, там, курдов. То есть, как это вот, теперь подумайте, теперь вернитесь к суре 4, аяту 24. И запретны вам замужние, кроме тех, которыми овладели ваши десницы. То есть, кроме тех, которые являются вашими секс-рабынями. Вот это вот сура, Вы о вот чем, этот аят. народ? О чем вы? Подожди, Абу Ходабах, сейчас я закончу. Вот этот вот аят. Ты о чем базаришь, Коран? Он предписал этот аят в суре 4, 24 аят. Он предписал насиловать даже так, ты вылетаешь за свою эту сквернословие. Сура 4, аят 24. Вот кто этому следует, да, вот они как раз-таки этим и занимались. И открыли там, был целый базар, я еще помню, в газетах здесь в Европе. Прям, ну, кто-то фото даже смог сделать с этого базара. Там, начиная там с 8-9 лет, там, 7 лет вообще девочки, до взрослых женщин там продавались, и у каждой там своя цена. То есть это не какое-то вот среди нас, среди чеченцев, там много тоже простых людей, которые следуют там мусульманским традициям. Просто у нас не было этой информации. То есть до того, как вот это вот все там глобализировалось, да, когда весь там и железный занавес Советского Союза слетел, вот до этих времен у нас не было этой информации вообще. И нам вот просто, вот я не представляю, там мои родители, чтобы меня в духе воспитывали таком, чтобы я насильником стал, да, там захватывал женщин каких-то замужних и насиловал их. Просто, я не знаю, меня еще ребенком, наверное, моя мать задушила бы, если бы узнала бы, да, что из меня вот такой извращенец какой-то будет. И так везде и повсюду. То есть и по сей день многие люди, они не понимают, они думают, что там есть какие-то ваххабиты, видите ли, там хариджиты, хринаджиты, я не знаю, как их называть, которые там одурачивают людей, им какие-то гипнозы делают, чем-то их кормят там и так далее, и они вот там с катушек слетают и во все тяжкие пускают. Нет,
Нет, прочитайте суру 4, аят 24. Там это четко прописано. И следующую суру, 25-ю, прочитайте. Там даже мусульманка может быть секс-рабыней, оказывается. Не только там кефирка, да, там. Вы же говорите часто там, это же там в бою какой-то дебил заходит и говорит, это же в бою. Главное, чтобы не арабка. Главное, чтобы не арабка. Ну да, это да. Это Омар говорит скверно, что одни арабы пользуются другими арабами, в то время как Аллах открыл для нас страны не арабов. Просто вот так вот это все работает. Там нужно Смотрите, ребят, эти люди думают, что в 21 веке можно жить как в 17-м, 16-м, не знаю, там, в 15-м и так далее. Как туда они жили. И в конце концов, почему-то они возмущаются, что у них это не получается. Я не знаю, почему они возмущаются. Тут ребята, получается, уже не то положение, не то состояние. Если люди живут по-другому, да, вот в нашем веке, у вас не получится. Опять же, пускай каждый придерживается своей религии, пускай верит, хрен его знает, пускай верит в пепельницу. Да, вот я сейчас сижу, курю сигарету, верь в свою пепельницу, но держи это у себя дома, да. Я максимально пытаюсь, что мне, последняя эта неделя, она была такая, да, в этом ТикТоке. Я не тиктокер. И оно никак, оно хочешь не хочешь как-то влиять на мою жизнь, но я делаю максимально так, чтобы оно не влияло на мою жизнь. Я начинаю чуть-чуть уже в последнее время нервничать. За эту неделю, Майя уже знает, да, тут просто были люди, с кем я общался, вроде нормально, да. И в конце я понял, что все равно на них эта религия, она чуть влияет, и он ко мне относится не так, как он говорил до этого, только потому, что он мусульманин. Секундочку, да. Ханиф, я тебя предупреждаю. Ханиф, иди нахрен отсюда, Ханиф, да пошел нахрен. Один момент. Иди нахрен отсюда. Смотри, ты ублюдок, какого лешего ты туда ставишь? Да это место долбоеба. Ты чмо, натуральное чмо, посмотри на Джахара Дудаева. Иди на Дудаева, посмотри, на Дудаева, посмотри, как он о Израиле высказывается, как он о таких ублюдках... Полоумно, да, придурок, да. Да, как он о таких ублюдках, как ты, которые там могут материться при женщинах, при своей матери. Может, твоя мать здесь находится. 145 людей. И без разницы, даже если это не твоя мать, это мать других, моя мать, другого чеченца, другого там национальности, без разницы. Вот ты, Маршу, ты мне объяснишь это. Да, ублюдок зашел и сюда материшься, и еще Джахара Дудаева туда. Вот так эти ублюдки оскверняют память и героев, понимаете? И потом на них ссылают свои шарикаты, какую-то эту хрень, которую сами не знают. Маршу, это место клоунада, да, мы с ними знакомы. Это не такое, что оно может повлиять на мое мнение, там, допустим, о какой-то народности, там, о чеченцах и так далее. Это местная клоунада, я знаю этих долбоебов, неважно. По поводу конкретно все, что касательно ислама, да, что в конце концов происходит, что я начинаю понимать, что если человек и вправду религиозный, то он просто лицемерит, когда он ко мне хорошо относится. Я в конце, к чему я пришел, что я начинаю это понимать. И я думаю, что... Сейчас... Секундочку, да. И я надеюсь, что в конце концов, что я где-то ошибаюсь, да, ребят? Сейчас он закончит, выскажет. Я надеюсь, что в конце концов где-то я в чем-то ошибаюсь, и что я до сих пор верил в то, что я верил, что так оно и происходит, что мусульмане могут дружить с евреями. Я надеюсь на это. Но я вижу, что в конце концов это приходит к тому, что я где-то поменяю свое мнение. И, кстати, в этом постарались те люди, с кем я вроде нормально общался. Додж можешь высказать. Contigo esto, ¿no? Contigo es moyo. Uso una parmat. Adlanik deit kast chishtian hawshunsa.
How you قوم أخي اشتغل Sabadets ebe. Hai busal boşvat. İnzeri duk busal na odeş. İnzeri duk busal na viş. İnze ölçü te busal na loş. İnzeri ço cinş duk na ançır erde duk busal işte odino. Hai busal boşeni keşte çişti hatta laqata. Медаль yok. Налватсон медал. Да, полностью. А по факту настал на свою религию. Именно Ахмат Хаджи это медали. سؤال دقیقی نتون Tačujenigam busol vācā doliš, busol boši, busol din biahdocā. Вот парадокс. Ветеран, микрофон дайте ему. Daima тидам бинтам, я всегда замечаю одно и то же, почему религиозные люди такие агрессивные. Должно быть все наоборот быть. Они должны быть выше моральной. Вот у меня, кстати, был вопрос к тому пацану, то, что ты сидел. Секунду. Ислам din bebēdē šo boizam so hadītsnek sunnamadu. Подожди, вот Это сарказмом сказал. Стоп, сюда зашел сейчас гость, который проклинает. В чем у тебя проблема? Вот, Хухиллам. Да, نعم تعرفش مصانا صندوق مقدح كيسان يد هو проблема, что вы строили, Хухилла, Путин, Бехвеле. Sauber mit Gedaris. Цадойди бог, цакамел хулцон, хуя, эцрас шхетта цаят полностью кам церадах нервы. Это. Цаца эчи мейл хули, хер хули нет. Хетта цаят полностью кам церадах. Да ладно, дуй. عبورشا لتر مير ملو وات أخي أستوديش دات يدي حقيقة بو حقيقة عبورشا أخي لتر ورقت أخ بيسنرسان ده أتوير دو أس بين بولدو أم أس بين شو بين بلرا إيه العيال عمات ينشيش يخو أحكي هدو تشردو صبر ده ветеран حاجة تخس Путин стаги вообще стагум хиетом Путин كيوم تخلشي إبراهيم كيوم تخلشي خواتي التوش что я да 3 раза Рош просто по-русски личинок чёшь, да? Нет, то, что я первую войну с 94 по 95 даже хватит того, что я в Грозном воевал, в 96-м обратно брал, потом в 99-м, 2000-м брал, что же я в горах ходил, бегал, я это не говорю. Это, а дицу мадуй, саца волчение дицена, сарум шдуй. Hasan legal целял лесу. Мосто уйцун legal целялсу, цер зарплат хаюч. Ибрем, а по-русски, один диктахиет, ну, что по-русски батюш, это ихваны не помнишь родства. И что дик определение ищен снаха. Иваны не помнишь родства, что это хайн, хед нах бугош. Но этот именно из этого лагеря, там целый, сурсад для этого подготовлен, и все в этом сурсаде там пытаются каждый сюда что-то гадости написать, потом что-то высказать. Если вот наши гости тоже не понимают, что такое сурсад, это там организация для там очистки там дорог, улиц там и так далее, вот эту вот систему, как бы это официальная, скажем так, в республике там сейчас, там, ну ЖКХ, да, что-то вроде этого. Да, ЖКХ, да, я понял. Отвечают уборки там вот этого дорог, там мусора, там туда-сюда, и там что происходит? Вот кто-то в интернете где-то не так лайкнул, да? Как бы
Стукачи. Да, какую-то запрещенную тему, там где-то что-то прокомментировал, их туда приводят, они отчитывают и сажают потом в интернет, и они Ибрахим, хотел бы негативно сказать, вот когда я приехал в конце 2008 года, ну, мне сказали, приезжай, ты там беспределом не занимался, ничего. А до этого я на неделю приехал. Сказали, приезжай, ничего. А я до этого там на ферме у себя там занимался, и сказали, можешь приехать. На неделю домой приехал, и сразу они побежали на меня, оказывается, настучали. Потом говорят, типа, сказали, что приехал эмир, известный туда же. Сразу уже люди побежали на меня, настучали. А я-то договорился, что я там приеду туда-сюда. Эти люди не знали, что я договорился, они сразу побежали на меня, настучали. А эти говорят, мы знаем, что он приехал. И после этого я продал свое хозяйство и в 2008-2009 приехал. Вот эти люди бегали, стучали на всех. И вот так и на меня настучали они. Вот из-за этого денежки получают. Ну вот Хадиф тоже место стукачок такой, да. Хадиф бегает место стукачок, как бы рассказывает, что он мусульманин и пытается там найти себе друзей при этом. Я знаю таких стукачей, которые потом оказываются кадыровскими тварями. Так что, дорогие мои, все те, которые здесь сидят и внизу злопыхатели, уймитесь. Тут самое интересное в том, что вот, когда люди заходят и начинают материться, проявлять агрессию, они таким образом подтверждают нашу правоту. Вот они это сами не понимают, подтверждают каждое наше слово. Вот в чем, да, опять же, вот, интересного такое течение обстоятельств. Иногда становится с ними скучно дискуссировать, потому что каждое их слово – это подтверждение тому, что ты думаешь. Да, интересно, откуда они берутся. Да, Маша. У нас выучено уже, да, вот все их нарративы, все то, что они хотят сказать, мы уже знаем заранее, все то, что будет произнесено вслух, и то, что мы можем им ответить. Здесь есть один человек, который меня спрашивает много вопросов. Муса, если у тебя есть вопросы, пожалуйста, пока я еще здесь, и Лазик тут, пожалуйста, ты можешь подняться, спросить вопрос о Израиле. Тебя это так очень интересует, в кого мы верим, являемся мы единым народом или мы расщеплены. И вот, пожалуйста, пока у тебя есть возможность, я могу это просто озвучить. Я прошу, пожалуйста, секундочку, курдов, пожалуйста, в моем присутствии не унижать, не называть их курды цыгане. И еще раз повторюсь, все те, которые сидят в тюрьмах, да, их туда никто не засылал. Их туда никто не направлял. Их в специальных лагерях в Турции никто туда их не запихивал силой. В Турцию они уходили сами. Они там жили в протяжении 15 лет, да, и потом ринулись, убивая алавитов, друзов и курдов сейчас в Сирии. А все, что было в 2014, 2015, 2017 году, все вот эти с черными флагами, которые бегали по Ираку и Сирии, убивая мирных людей, вас туда не звали. Вы не арабы. Вы туда приперлись убивать людей. Вы туда приперлись резать людей. Вы убийцы и террористы. И ваше место под землей. И чтобы стекловата была вашим гробом. А, Муса, если у тебя есть еще вопросы ко мне, пожалуйста, можешь подняться. Мне понравилось, как один из них ответил недавно, как бы. Я ему задал вопрос, я говорю, послушай, говорю, вот человек рациональный, как бы, да, но при этом он все атеист. Ты теперь что, он, ну, получается, по Корану, по Торе, по Библии, ну, по Слову Божьему, да, то, ну, как все должно происходить, по законам Божьим и так далее. Он ведет всю свою жизнь именно чисто по законам Божьим. Но при этом он не признает Всевышнего, да, он атеист.
А тут теперь Чикатило решил принять. Оборвалась связь, не слышно, после Чикатило. Видимо, позвонил кто-то. Да, наверное. Так, пока он как бы отошел, хочу всем озвучить, да, вот правила, я не знаю, вообще правила поведения, не обязательно здесь на канале этом. Просто кто хочет какую-то позицию высказать, свои какие-то видения, там, свое мнение высказать, пожалуйста, сюда заходите. И нормально, человеческим языком выскажите мнение. Не без разницы, на чеченском языке, на русском. Хотел бы сказать еще несколько слов, Ибрахим. Когда чеченцы, и не только чеченцы, на Кавказе носили кинжалы, люди следили за языком. А этот похабный язык, этот матершин, это язык холопов. Вот мы знаем, когда историю России учили, дворяне таким языком не разговаривали. В Европе не разговаривали. За оскорбление на шпагах, на дуэль приходилось уходить. А этот язык холопов был. Вот это чисто холопский язык, потому что у них ни чести, ни совести не было. У них понятия не было чести, совести, холопу. Это холопский язык. Вот я не знаю, откуда среди чеченцев, откуда они появились. И они появились разом, вот эти последние 30 лет, они как-то раз появились. Я все. Я извиняюсь, у меня просто телефон вырубило. По поводу Чикатило, да, я слышу тоже. Я на Чикатиле остановился, я тебе задаю вопрос. Я говорю, а тут теперь Чикатило принимает ислам. После всех его зверств, после того, что людей кушал, там детей носил и так далее. Кто для тебя ближе, тот или этот? Он говорит, этот Чикатило будет ближе для меня, говорит. Теперь это о чем говорит? Это говорит о тупости, да, того человека, как бы. Опять же, дело не в религии. Я вот честно, ребят, кто меня переубеждает, как бы что ни было, то дело даже не в религии. Тут дело в том человеке, который принимает эту религию, как он ее принимает и как он начинает трактовать. Это дело в тупости того идиота, который принимает эту религию. Если он человек умный, опять же, религия, что бы ни было, религия может помочь человеку, знаешь, в чем? Вот смотри, Маршал, это вот человек вот ищет где-то что-то, какую-то опору там, я не знаю, я, допустим, у меня семья моя опора, мой ребенок моя опора. Человек одинокий и так далее. Он может найти опору в религии, да. Но опять же, он при всем при этом он должен быть еще разумным, как бы, да. Он должен понимать и трактовать это все правильно. Нет так, как ему это суют. Сказать, я верю в Всевышнего, и никакой бородатый хрен, там, не знаю, какой-то там идиот, который пришел, там, сам, может, где-то свинку там поедает, да, при этом приходит мне тут рассказывать, как я должен это делать. Он должен понимать, что он не должен его слушать. И все, это, опять же, все зависит от людей, да, Марша. Все зависит от людей. Вот этот идиот, допустим, вот этот идиот мне, допустим, так ответил. Я понял, что он идиот, как бы, да, и там разговор как продолжать нехрена, понимаешь, в чем дело? Ну, понятно. Ну, смотри, я немного не согласен с выражением, что ты как-то трактуешь религию. Ты не можешь религию трактовать. Религия – это, прежде всего, религиозная догматика. Ты должен следовать со своим религиозным догмам. Беспрекословно, без всяких... Они делают какие-то трактовки, исходя из своих субъективных желаний, каких-то обстоятельств. Понимаете? То есть не заниматься подменой и создавать для себя какую-то личную религию. Да, подмены мне принесли же подмены. Подмены, да, это понятно. Это когда ты манипулируешь этой религией, как в свое время Османская империя взяла и создала для своих имперских целей, например, исламский суфизм, турецкий суфизм. Этот суфизм у нас он просуществовал где-то лет 200. И мы до сих пор, до сегодняшнего века были всего лишь суфистами. А это явленцы, бедатчики и мушрики. То есть отошли от истинного ислама. Тут был вопрос, откуда эти люди взялись. Ветеран, я тебе скажу, когда и в какой момент они появились. Когда у нас дома стали
строит мечети. Их сегодня построили 1500 на квадратный метр. Я утрирую, конечно, но 1500 на такой маленький кусок земли, согласитесь, очень много. Вот в этот момент у нас появились вот такие чеченцы, если их можно так назвать. Ну, так пока что я говорю, да, получается, вот, как и вы сказали, да, по поводу подмены. Это все, что приходило, это как сломанный телефон приходило в конце концов, правильно? Оно, получается, изначально получили книгу, как мы верим, то, что это прошло от Моисея, допустим, да, там 613 законов, 613 правил, там, что нельзя так себя вести, так нельзя вести, надо так себя вести и так далее. И потом пришла Библия, потом пришел Коран. А оттуда уже пошел сломанный телефон трактовки. Так же это все происходило? Может, я что-то не понимаю? Не, просто мы, наверное, по-разному понимаем слово «трактовать». Я это как-то воспринимаю как бы субъективное дело. Каждый трактует, как он мыслит. То есть, опять же, выходит твое субъективное мнение. Нет, я простой человек, я трактую. Есть религиозная догма. И ты должен этой догме просто следовать, просто обязан. Все, я должен научиться языку. Если я читаю Тору, я должен научиться ивриту, открыть Тору и читать, и оттуда уже исходить. Вот как я это понимаю. А нет как тот, который мне это рассказывает, допустим. Но если раввины, конечно, я прихожу к раввину, я хожу в синагогу. Да, ты приходишь к раввину, мусульман приходит к мулле, он тебе вот уже в свою очередь трактует его. Но ты сам не можешь трактовать. Но если мне раввин скажет, послушай, ты имеешь право отрубить голову к чертовой матери, то я к этому раввину больше ходить не буду, понимаете? Но если в этой идеологии есть вот такой абзац «отрубить голову», ты должен отрубить голову. Если ты этому не следуешь, ты выходишь из этой религии. Все. Ну, так в идеологии нету этого, но я могу открыть эту Тору и прочитать. Мусульманское оно есть. Вот в чем проблема. Хорошо, я понял. В исламе это есть. Мы не говорим о Торе или о ком-то другом. Я беру в общем, как по поводу религии я беру, как бы. Опять же, я не хочу никого просто задеть. Как можно общем говорить о религиях? Религии, они разные. В каждой религии своя догматика. Мы не можем в общем говорить. Нет общей религии. Все они разные. Да, ноги. Ассаламу алейкум, шалом алейхим. Что-то эфир, тема эфира. Махо, приходи свободно. Шалом, Александр. Тема эфира какова у вас сейчас? Про религию что-то говорите? Тут конкретно одной темы у нас нету, как бы мы уже проявляем с темы на тему. Но вы можете там какую-то тему задать, если хотите. Про религию вы знаете что-нибудь? Про религию? Про религию, ислам. Да, и в мире есть единственная монотеистическая религия, это ислам. Окей, суру 4, аят 24 вы читали? Подожди, не переходи туда, на суру. Что значит единственная монотеистическая религия – это ислам? Не понял. Иудаизм. 1000 лет до ислама существует. Самая единобожеская религия. Что за общий бред? Конкретные многобожники, они себя считают... Покажи мне, пожалуйста, второго бога помимо... Алло. Помимо Яхве, покажи там Бога. Да, в Туре написано, что... Стих можно сразу на месте? Стих можно? Номер стиха. В Торе написано, что... Номер стиха, номер. Ага. Моисей Где сказано... В Торе сказано, что Моисей первенец Бога, и все евреи, они частицы Бога, они так себя считают. Это можно стих узнать? Алло, 29 стих Торы. Стих, скажи номер. Ну, я про это у Ахмада Дидата узнал, когда он... Когда он конкретно... Вот пример, вот краткий пример о чем я говорил до этого. Вот пример.
Так, это у кого? Вот он в конце концов, он получается, он не умрет своей смертью, да, если он где-то в конце опомнится, то он, может, еще выживет. А он такой, человек, который поддается, допустим, бородатому какому-то дебилу, который может свинку покушать, а ему рассказать вот такие глупости. Лазик. Это выключи микрофон. кефирская музыка. Пожалуйста. Кефирская музыка у кого? Ты музыку слушаешь, Искандер? Алло. Искандер. Искандир, извиняюсь. Ты музыку слушаешь? Не понял. Ты кефирскую музыку слушаешь? Струнные инструменты. Кефирская музыка. Это насчет наших братьев-чеченцев. Не, кефиры, вот, на струнных С инструментах. этим насчитом они воевали против российских. Ты же казах, не? Александр, ты казах? Да, я казах. Ты казах. А у тебя своей идентичности нету? У тебя нету ничего Вы такого, что... предатель своей национальности, я говорю. Нет. У меня к тебе вопрос. Нормально разговариваем, успокойся. У тебя есть своя история, идентическая какая-то, какая-то приверженность к своему народу есть или ты нету? Или ты все перечеркнул, тебе на все наплевать? 5 века до нашей эры начинается наша история. Хорошо, расскажи. Раньше были скифы, массагеты. Скифы, массагеты. Сейчас заходишь сюда, ты включаешь чеченскую песню, правильно? Нахскую песню. Включаешь нахскую песню, ты почему? Для того, чтобы познакомиться с чеченцами или как? Да, включаю, это по кайфу включаю, а что тебе? Мне нравится, чтобы в отличие от тебя, я чеченскую, я танцую по чеченскую песню. Я под лезгику танцую. Я и горский еврей. Я родом оттуда. А, ты горский еврей. Да, я горский еврей, да. К тебе это вообще никак не относится. И что? И все. А теперь для тебя что важнее? Твой религиозный принцип или твоя идентичность к твоему народу? Казахское ханство основалось в 15 веке, когда уже казахи все уже приняли ислам. Это 100% мусульманская страна была. Понимаете? Короче, для начала ты мусульманин. Ты сейчас можешь пойти, допустим... Так, погоди, тут противоречие. Так это казахское государство или исламское государство было? Погоди, давай определимся. Нет, смотрите. Что нет? Казахская государственность образовалась в 15 веке. Да. Все племена объединились и создали казахское ханство. Да? Когда уже ислам в казахский степь пришло в 9 веке. При Караханистском царстве, где в Таласской долине сражались каракитайцы и арабы. Нет, это понятно. Они что, на самом деле так создали казахское государство, где была казахская культура, казахские традиции. Эмиром был Владимир Ильич Ленин, да? Ленин был эмиром. Да. Или там были все-таки мусульмане-казахи у вас? Я же не понимаю. Мы с тобой в параллельных мирах жили? Или учили разную историю? В каком годе живем? Причем ты в каком годе мы живем? В 19-20 веке, да, коммунизм? Вот это, да, строят? Я про 15 век говорю. Так. Так это казахское государство? В 15 веке у вас какой-то хан принял ислам, но народ у тебя не был мусульманами. Что ты несешь? Это ты что ты несешь? Мы писали на арабском языке. У нас... создали казахское государство. Да. Потому что у вас не было собственной письменности, поэтому. У нас собственные письменности были до нашей эры. В 3 веке это называется... Как это, если у вас была собственная письменность, то вы приняли арабскую? Смотри, ты можешь просто... Алло, 29-й, если у твоего народа была бы собственная письменность, как это так вы наплевали на свою и приняли, и забыли свою письменность и приняли арабскую? Это как? Хвала Аллаху, Господи. Ты гордишься этим?
Я горжусь тем, что мой народ выбрал истинный путь ислам. Ты обнулил свою историю просто, получается. Ты обнулил свою историю. Истинный путь. Ты обнулил свою историю. Это какой путь? Истинный путь это какой? Ты Коран читал, братан? Да, читал. И что там истинного? Походу, ты не читал, да? 4.2.4 это истина? Ахмад, истина, когда Мухаммед на Аль-Бураке полетел на 7-е небо. Вот это Все пророки приходили к человечеству. У тебя в Коране Аллах говорит, что он звездами метает джинов, которые поднимаются на первое небо, чтобы послушать. Да, это истина. Ты веришь, что звездами метают? Мы верим в это истину. Так это не звезды, алло. Алло, 29-й. 29-й. Алло, 29-й. Американцы были на Луне. Алло, 29-й. Алло, 29-й. Так звезды это вообще... Вот я истину вам скажу. Никуда не... Веришь, что Да валан, да лукана, квасагам, я шаюк, матуа, важно, ой. Выстывал, цоба не выстывал. Истину. Алло, 29-й. Ответьте мне, почему вы убегаете? Так вы по одному можете разговаривать, алло. Я вам говорю. Давай, алло, 29-й. Скажу вам истину. Давай я Они верят, подожди, Искандер, тут умнее тебя есть человек, дай истину сказать ему. Слушаем истину, только без арабского вот этого шепелявения. Сразу переводи. Это Брахим любит Абу Зайдулла, брат, давай я с ними арабский. закончу сейчас. Да замолкни ты, Искандер, На замолкни. мой вопрос не хотят ответить они. Боятся. Хорошо, извините. Черти. Хорошо, теперь... Искандер. Слышь ты, говноед нахуй. Давай без оскорблений, нормально разговаривать. Подожди, Лазик, подожди, Лазик, подожди. Лазик. Давай. Искандер. Искандер музыку слушал, он вообще не чисто. Так у тебя там сказано, что звезды метают. Звезды это вообще никуда не метаются, это кометы пролетают. Причем тут звезды? Ты откуда знаешь это? Ты в космосе летал? Что значит откуда знаешь? Оттуда, откуда ты сейчас по интернету взял телефон из другого конца мира. Я мысль не закончил. Зачем вы все говорите, я мысль еще не закончил? Алло, я мысль даже не закончил. Алло, 29-е. Мысль можно по одному будем разговаривать или как? Просто все хором? Нет, я вам задал вопрос. Ты веришь, что... Мне задал вопрос Абу Зайдуллах. Ты мне никакой вопрос не задавал. Ты просто умолк. Я тебе задал вопрос. Ты веришь, что американцы... Какой вопрос? Ты веришь, что... Что значит веришь? Ты веришь? Что значит веришь? Я это знаю. Абу Зайдулла, ты был когда-нибудь на краю? Я не верю, я знаю. И смотрел ли там под низом рыбу Нун видел под землей? На Луне ветер есть или нет? Чувак, ты мне рассказываешь про... Я отвечаю, захлопни свою пасть. Вопрос задал, захлопнись и слушай ответ. Насчет того, что Луны. Ты чувак, который верит, что на летающем каком-то несуществующем осле один бедуин в 7 веке, кстати, никто захроп... Да я не поет больше микрофон, Ибрахим. Если не умеешь разговаривать, сейчас тебя выкинем отсюда пинком под зад. Ты задал вопрос, захлопни свою пасть и слушай ответ. Да пошел. Да пу-пу-пу-пу-пу. Ты человек, который верит, что в 7 веке какой-то бедуин, притом никакого свидетеля нету, и нету ни одного... И нету ни одного... И никакого доказательства нету. Ничего он оттуда не принес. Никаких доказательств. И нету ни одного свидетеля. У тебя, напоминаю, по религии должны быть 4 свидетеля. Ни одному вахью, ни одному свидетельству Мухаммеда нету ни одного свидетеля. Ни одного. Всем его действиям. Ни одного. Ты в это веришь, что он летал на 7-е там небо к Аллаху, там встречался с пророками и бла-бла-бла.
А меня спрашиваешь, веришь ли ты, что американцы были на Луне? Посмотрел вон художественный фильм Стэнли Кубрика «Одиссея», где у них там ветер и все остальное. И посмотрел эти дешевые тиктоки, короче. Вот ветра нету на Луне, а вот флаг двигается, посмотрите. Это 100% снято где-то в Голливуде. Чернь. Вы просто чернь. У меня есть доказательства человека, что человек побывал на Луне. У меня есть порода Луны. Давай, у меня есть еще огромное количество сотни... Капля, тебе Аллах дал зубы, и ты начинаешь говорить, капля в воде. Да юка, и пейдбоч, багца пейден, ума дол швайцара все равно. За так мысль, за хаттер, эжделя, жоп, делвало, цобарда, еще надо, да. И помимо породы еще там сотни и сотни доказательств, что человек был на Луне. У тебя нет ни одного доказательства, ни одного, помимо того, что арабы нагнули твоих предков, заставили уверовать. Все. Единственная твоя причина верить, что на 7-е небо летал. И ты мне будешь задавать твои такие вопросы? Я ответил, все. Так, теперь у нас в гостях ученый, исламский ученый Абу Зайдуллин. Он сейчас будет читать рукаят. Вот вопрос. Абу Зайд, халырча балайнца. Кем вы были до Будет изгонять джиннов. Если кто боится как бы вот этих заклинаний, уши закрывайте, короче, чтобы джинны не выскочили. Если у него получится, то я и, получается, Маю сразу исчезнем, потому что мы яуды. Можешь ответить, нету ответа. Запросто может испарить, да? Если испарить нас, испарить просто. Если вот такое, да, прям чудо, то сделает так. Да капля, кем вы были? Ответит кто-то. До чего? До капля. Кем я был до капли, я не помню, извини, браток, у меня скрылся. Вот у Абу Зайдуллина есть ответ. Где он Абу Зайд, вы что здесь хамылгылла? А ты давай в КГБ, мои известия. Кем вы были до капли, Бог долго. Так, ты уже будешь читать заклинание или нет? Что, помочь ему, наверное, до потопа, наверное, имел в виду, да? Ай, пардон, ты сказал, что моя дача, аж до тебя, еду. А я какая? Ладно, запалил его. А ну, признавайтесь, кто кем был до капли. Мне интересно стало. Так, вот Искандер опять просит. Блять, вопрос, который про аккуратно, как сапожник. Один момент, как сапожник здесь не разговаривает. А ты веришь? Просьба. А ты веришь, что пророк Мухаммед протянул руку имаму Шамилу? Когда он неправильные толкования говорит людям, лжет. Я ему конкретно показал толкование правильное, да? Когда у человека зуб болит, он идет к стоматологу. Если ты не стоматолог, почему ты лезешь? Почему ты хочешь мой зуб вылечить? Я вам говорю. Ты не стоматолог. Ты лор. Лезешь куда не надо. Ты не ученый. Ты не знаешь арабский язык. В арабском языке одно слово может иметь 17 значений. Вот такие у вас... Один момент. Это что за будильник вообще? Искандер, это одно слово говорит... Подождите, Искандер говорит, что одно слово имеет 17 значений. Можешь такое слово, один пример привести? Один пример приведи слово. Например, вот в этом слове... Аллах, Искандер, подожди со своими Искандерами. Сейчас здесь вот Сайфулла будет говорить. Машуал, Сайфулла. Пожалуйста, тебе микрофон.
سنتي عبوش بول أستاذ اختيش حبوزو بتقولع حاجة اختي حاج أستاذ خمتيش صف ده سابردين حاج أستاذ اختيش عديان أخبيه من خونزة تيش عديل دي حين أول Suna let kuchwabol jukte bu kuchwabol tsar shadda talgdina shad hadish الله عالم الله دال Sundel حجوي صابر سيخ مالله حجوي تروح الدول حد يسبق قبل صدق السنت شو ده سام достоверно дуис вы ж когда дальше талгдина Радио Марша, да, ведущий. Это вы атеисты, да, получается? Тут? Не, я 73% мусульман. Ну, кто из вас, вот, которые атеисты? Я не знаю, есть здесь атеисты кто-нибудь? Я 100% иудей. Атеисты же вы. Ваше атеистское общество... Подожди. Ты веришь, что... Подожди секунду. Да, я вопрос тебе задам. Подожди секунду. Вопроса задам мне. Один вопрос можно Честное тебе? слово, как базарная баба тебе. Как базарная баба ты, Искандер. Ничего мужского в тебе нету. Да, про мужское ты вообще не говори, пожалуйста. Я тебе прошу. Ты каркаешь и болтаешь, как базарная бабка. Просто накидываешь дерьмо на вентилятор. Ты же не стоматолог. Зачем ты хочешь мне вот уши вылечить, я не понял. У тебя квалификации нету. Стоматолог. Смотри, просто тебе... Давай я тебе объясню просто, как это работает. Только не спеши. Вот смотри, стоматолог. Ты к стоматологу, когда идешь лечить зубы, вот этот стоматолог, он имеет опыт. Один момент. Вот этот стоматолог, он как бы, у него есть практика, у него есть опыт. И ты видишь людей, которым он как бы вылечил зубы, там, выдернул, кому-то коронки поставил. И ты идешь к нему так, сейчас чуть-чуть выйдет на паузу. И ты, когда к нему идешь, ты как бы идешь к эксперту, ну, имеется в виду профессионалу, да? Человеку, который знает свое дело. А когда ты идешь к каким-то балаболам, которых ты не можешь проверить то, о чем они говорят, один балабол сидит, одно балаболит, другой балабол сидит, вообще противоположное что-то балаболит там. И к вот этим людям идти и что-то как бы у них спрашивать или исследовать их каким-то балабольством, вот это уже как бы к науке, как стоматология, там, я не знаю, медицины, к вот таким вот этим вещам, с ними, скажем так, проводить параллель, это вообще, ну, неуместный, скажем так, неуместный пример. Попробую вот что-нибудь другое придумать, там, я не знаю. Ты когда идешь к гадалке... Вы меня будете задавать. Задавайте мне вопросы. Смотри, ты когда к гадалке идешь, ты идешь к гадалке, Я рядовой мусульманин. которая на картах гадает или которая там на узлы Ты дует? идешь к гадалке, да? Я не иду. Абу Араб пошел там Google читать где-то какие-то вот коронные вопросы. Искандер. Так, у меня вопрос к тем людям, которые понимают в исламе. Человек, который не живет при шариате, кто он? Он суфит или... Ну, как это вообще обозначается? Если он не живет при шариате, если он не живет при шариатской власти и так далее. Да, вот ты ему в первую очередь делаешь наставление. Нет. Не смотри, В Казахстане шариат уже установил ты? В Казахстане установил уже шариат? Когда Создатель создал человека, ايش الكلمة يعني تعطيك حيدة تعود عنا ثم قيال هم Я не понимаю, честно, я не слышу, что ко мне обращаются. Так, Искандер вышел, небольшую паузу. Нет, мне просто интересно, Сейчас когда у будет. него есть опция как бы, жить при шариате, и при этом он не живет при шариате. А у него есть такая опция. Кто он после этого? Так, вот своего двойника я сейчас тоже приму. двойника سخر وقت ما ترى بيش أقول Сайфулла,
Есть же у него опция, правильно, жить при шариате? Так получается? Ну, есть же шариатские страны, да есть Афганистан, допустим. У меня вообще другой вопрос. Извини меня, брат, я не отношусь к твоему вопросу. У меня просто был свой вопрос. И хотел просто убедиться в своих вопросах. Здесь 150 человек смотрят нас, и хотел бы просто уточнить. Не знаю, я просто случайно наткнулся на это видео и услышал такие слова: «Я верю в Устаза, не верю в Аллаха и не верю в пророка, посланника Мухаммада». Это как можно такое? Хотел бы на это ответ услышать. И чтобы эти остальные услышали. حاتيش اشتحاجي اختيش شوية حاج أستاذ حاجة اختيش شو حاج أستاذ حاج أستاذك قول داق نت بالله خيرون دايل شيء قول داق شيء شنو الأسباب ده قاعد يشتغل ورجع ديون ديش واتش ديونه نو حاجة ديش تاجين بيت نو تصدق تاجين بيت نو ته знаешь حيوف والله تأخور نه حاجة سعودي مردو أوتر عودي وين جو سعودي مردو عودة غلطة أصديتر دون بسم بال أستاذ شخص سنة شيء أستاذ شغلات سير تحمل خور دوي شو جو قبول يشوك إسلام وعين هو بخايون إسلام وعين هو بخايون تابردلش أش ديونا تصدق حاله تي ديون إكيرشا ديش يعود أشوف شو عزمت الدنيا شو ما سيتقوى إتوا شو بس تعمل شو سنة نه إسلام عودي مردوبا صبردلا شيخ ملوان تعمل تا عودي مردوبا صحجي مردودا بقوة ولا ويش الناس إسلام دينه هو بخايون إسلام دينه ويك ديونا دين لردي وق просто أستاذ учитель وي أستاذ учитель صبر هر روزا وخا بيسكي هم شو يشود ладно سو وخا بيسكي تاع دون حدا مو أستاذ حدا صحون دون قال أستاذ учитель هاي وخا بيسكي عملوا أستاذ ديلو أستاذ просто ذكر ده شوية إيش ذكر دي دو اسم دون هذا دول ديل هذا هو ده سابر دي يلا بقى حنجوبله باش حنجوبله شو سوين ويش النخا ويش مشرك وباخ ويش وبشي يلسمن يخيور واتباخ دات جوش خطير прямой نقبل أستاذ قبل واشوجي да إسلام إباخ ومو باخ Маршо, я хочу выйти, я извиняюсь, что вас перебиваю, ребят. Я вас... Один момент. Лазик, спасибо за... Спасибо вам за гостеприимство, спасибо здесь людям за правду, за ту правду. Опять же, я за мою правду, которая мне удобна, за правду, которая правда, да. И спасибо за гостеприимство, было очень приятно пообщаться, и спасибо за то, что дали поговорить тоже. Спасибо. Спасибо, что участвовал. Капля, слышишь меня, лези. Момент. Что целое, Сайфула, хажанца, не сложно. Хорошо, Лазик, Капля из Перми, остановись. Где ты был? Я тоже один момент. Без зубов, когда был, молоко кушал. Один момент, подождите сейчас. С Маюшей попрощаемся. Маюш, спасибо тоже, что присутствовали с нами. Как бы не пропадайте. Не пропадайте, всего вам хорошего. Нет, ни в коем случае не пропадайте. Они многое плохое. Слушайте, да почему говорить в лицо? Ну почему ж быть таким... Ну, можно, пожалуйста? На чеченском... Я поменяю обязательно батарейку. Я поменяю батарейку, и я не могу никак разобрать этот... как его, то, что у меня пипикает. И, во-первых, огромное спасибо вам за ваше гостеприимство. Я ни в коем случае не переходила на личности.
и никого старалась не обидеть. И в моем присутствии я не буду позволять, чтобы обижали какие-то народы, и просто так необоснованно, и вообще народы нельзя обижать. И я хочу пожелать вам всего хорошего, спокойной ночи, и спасибо вам за вашу правду. Вам тоже всего хорошего. Это очень хорошая позиция, да, я полностью поддерживаю. Там на целые народы как бы оскорблять такое дело полностью осуждаю. Всего хорошего, счастливого. Всего хорошего, спасибо вам. Вот хитрый такой разговор ни к чему. Так, давай теперь дальше разъясняем. Никто не отвечает, никто не отвечает. Кем ты был, Ибрахим, до капли? Ответь. Ты... Кем ты был до капли? 40 тысяч лет до создания мира. Нет, я тебе задаю вопрос. Поэтому у вас духовисты были, которые хотели мне вопрос. Ну, я тебе разъясняю, что 40 тысяч лет до создания мира. Нет, это довод нету на это. Там были души созданы, они лежали рядом. Почему твои ты близкие, не разговаривал, твои когда близкие был малышом души в лежали памперсе? рядом. Да, Без вот зубов, твои ты братья, был. сестры, родители, они их души с твоими рядом находились. Давай следующий вопрос. Почему Это ты не называется, да, разговаривал? махшар. Да, понял. Почему Махшар ты Аллах не говорит, мог разговаривать, когда у тебя где не были было все рухи, зубы? да, все души людей, всех. Без зубов. в одном месте. Почему ты не разговаривал? Плакал, орал там, какал без зубов, когда ты был. Почему тогда, как сейчас, не разговаривал против религии Аллаха? Отвечай, Искандер. Тебе задаю я Нет, вопрос. я не задал вопрос никакой. Я ему задаю вопрос. Сейчас что? это паримот, они гордо сидят, такой голос. Вот, когда они без зубов были, вот так какали, Абу плакали. Зайдулла, они умные дураки. Караван, Нет, дай ему вопрос. собака, Подожди. Такие Почему люди не разговаривали? нашего пророка Мухаммада. Почему тогда не разговаривали? Искандер, подожди. Когда тогда, я не понимаю, ребенком когда я был, да? Да, когда ты был без зубов. Почему не мог Тогда говорить? я не мог говорить, я вообще не знал говорить, Да, вот. как бы только мог плакать, наверное, да? Или там Вот. смеяться. Что ты Или можешь какие-то сделать, звуки там издавать. когда наступит тебе смерть? Что ты хочешь сделать с этим смертью? Что хочу сделать? Я как и Противиться, любой что-то есть человек. желание, не умирать. Хочешь? Да, как и любой человек, для меня это такое В силах есть неведомое. что-то сделать? Сила есть Неведомое у тебя? что-то. Нет, Абу Зайдулла, да, я вот с ним поговорю. Радио Давай. Марша, смотри. Радио Марша. Мы, мусульмане, да, не пьем, не курим, Да. не насилуем, не воруем. Не Не насилуем. воруем, Это не подожди. убиваем, да? Соболь. Смотри, если мы умрем, Один момент. Не насилуем. Не насилуем, это ты сейчас как бы переборщил. Сейчас я тебе должен прочитать суру 4 из аята, аят 24 из суры 4. Так, сейчас я тебе буду читать. Сура 4, 24 аят. Читаю. И замужние женщины запретны для вас, если только ими не овладели ваши десницы, если только они не стали вашими невольницами. Таково предписание Аллаха для вас. Сразу я тебе к тафсиру ухожу, потому что там достоверный хадис приводится от Ахмада, я Муслима. же говорю, радио Марша, смотри. Я понял, Смотри, слово Аллаха и замужних женщин, если ими не овладели ваши десницы, то есть для вас запретны чужие жены, кроме тех, которыми овладели ваши десницы, то есть невольниц. С ними вы можете совокупляться, если убедитесь, что они не беременны. Имам Ахмад передает, что Абу Саид Аль-Худри сказал: мы захватили несколько женщин в плен.
в бою при местечке Аутос. У этих женщин были мужья. У них были Да, это мужья. во время И войны. мы, один момент, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. То есть арабы, как бы им, ну, они усомнились, и им, они не позволили себе совокупляться. Потому Ну, что я же они тебе поймали... говорю, Маша, Один момент, ты этот не аят перебивай пришел во меня, времена мне придется тебя войны. выключить. Ты не перебивай меня. Это, То есть ты арабы, посмотри, язычники, один момент, это вообще не про это. один момент, Подожди. один момент. Я сейчас договорю. Арабы, язычники тех времен, как бы у них вот-вот только ислам не спосылается им. И они, вот имам Ахмад передает, что Абу Саид Аль-Худри сказал, мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутос. У этих женщин были мужья, и мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. Мы спросили об этом пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и тогда был ниспослан аят. И замужние из женщин, если ими не овладели ваши десницы. Этим аятом мы позволили себе совокупляться с ними. Да, можно Этот мне хадис, ответить теперь? этот хадис рассказал Тирмизи, Насаи, Ибн Джарир, Муслим в своем Сахихе. Можно мне ответить на этот вопрос? То есть вот язычники, арабы, они хоть и насиловали я женщин, понял твою мысль. Можно мне ответить на твой вопрос? один момент. Они хоть и насильниками были, но замужних они не насиловали. А вот тут ниспослан был аят, что можно и замужних, если вы ее захватили. Понял ты, да? Нет, неправда, это неправда. Смотри, радио Маша. В Коране есть аяты, которые свою силу потеряли. Вначале спиртное было же дозволено, да? Спиртное было дозволено, но после третьего раза спиртное все не дозволено там. Вот аяты, которые дозволяли, это все потеряли свою силу. Точно так же в Коране есть аяты, которые пришли в какой-то период, в период войны, в период чего-то. То есть ты хочешь сказать, что этот аят отмененный? Да? Когда его сила имеет только Ты хочешь сказать, что данный аят отменен? Если не война, если ты мирно живешь в своей стране, нету войны повсюду, да? Этот аят вообще не действует. Ты не можешь там неверующим человеком... Не, вот смотри, у нас была война. Вот, смотри, у нас была активная там, фаза военных действий там, с 99-го, скажем так, по 2005-2007. Уже в партизанскую эту Сехмалот, Абу Зайдулин, свободный. И потом ядрённый, свободный, что один момент. И у нас во время войны, вот в 2000-м там, был такой джихадист Буданов со стороны русской армии, российской. И этот Буданов во время войны изнасиловал чеченскую девочку. Да. И вот этот Абу Будан, вот брат вот этого Абу Зайдулла, он вот так поступил. Да, он вот так поступил с этой девушкой. И наш чеченский потом герой, да, Тимирханов такой есть, Юсуп. Он пошел и замочил искажает аяты просто из контекста. Да, за то, что он как бы вот это насилие во время войны, как 4.24 сказано, из-за того, что он вот это свое как бы насилие провел над ней. Все, закончил на радио Марш. Да, можешь говорить. Нет, просто ты когда сказал, у нас в исламе нет насилия, туда-сюда, я тебе объяснить попытался. Но если ты захватил невольницу во время войны, тебе это дозволено. Да, Буданов если тоже захватил во время. Невольницу захватил, если ты мусульманин. Просто чат GPT. Да. Спросите
очень хорошо вам объяснит. Всем Да, спасибо. они не хотят чат спрашивать. У них у себя в голове какой-то чат сидит. Они выбрали проклятие и ад. Что с ними Да, у них делать? внутри Они выбрали, сами Искандер, выбрали. ты Устазов Без принимаешь? вынуждения, без Шайтан силы, сидит сами внутри у выбрали. них. Понимаешь? Абу Зайдулла. Ты Устазов Да, принимаешь, да. Искандер? У них Ты вот внутри шайтан чеченские сидит. зикры видел ты У чеченские? них родители спрятались от них. Они не хотят даже, Вот чтобы этот Абу просто Зайдулин, знали это люди, что они ваххабист, их не Искандер. дети. Искандер, вот Они этот вот, Абу Зайдулин, они это чистой воды ваххабит. Он не принимает чеченских устазов и зикры чеченские. Ты принимаешь? будь ты проклят, если говоришь ложь. Ну, Я смотри, с малых есть такой лет момент в исламе, очень вердавонцев. если не запрещено исламом, можно принимать, да, некоторые формы поклонения, если это не запрещено исламом. Искандер, вы наедине общаетесь, мы выйдем отсюда. Если мы вместе общаемся, то не надо... Не, мне задают вопрос, я это отвечаю на это. Ну ты подожди, пока... Все, теперь микрофон передаем Сайфулла. Да, первый вопрос у меня радио Маршу. Расскажи о себе, ты кто? Ты мусульманин? Будем говорить на русском, здесь 113 человек. Все, я тебе отвечаю. Я мусульманин 73%. Не-не-не. 73%? А почему не 99%? Ты тоже не 99%. Я 99%. Неправда. Сейчас проверим. Я устаз одобряю, пророка одобряю, Аллаха единобожие признаю. Я тоже. Ну в чем у нас тогда разница и почему у тебя на эфире есть такие люди и ты одобряешь их, которые противоречат Мухаммаду? Вон там наверху прочитай с левой стороны. Радио Маршу. Радио Свобода означает. Нет. Ты вчера поддерживал таких людей, КГБ и шляпа, был такой один человек со шляпом КГБ. Кирилл, который, что ли? Кирилл? Не знаю, был очень противоречен и очень грязные слова говорил про пророка, который я просто не могу уже 2 дня спать и специально зашел к тебе в эфир, чтобы об этом обсудить. Почему? В чем проблема? Понимаешь? Нет, проблема в чем? Я хотел Смотри, ты принимаешь, ты сейчас например? Дослушай меня. Окей. Абу Зайдулла, как бы тоже чеченец одобряет. Ваххабист. А с чего ты взял, что он ваххабист? Из-за того, что он принял кого-то в устаза, да? Он вообще не принимает. Он специально просто говорит. Сайфулла, обратно, смотри. Радио Маршу, Искандер, КГБ, вот это все люди, да? Один черная собака, другой красный собака, третий желтая собака. Это чуть суть не меняет. Искандер, подожди, ты не слушай, короче. Ты вообще не относишься к нашим адатам. Ты просто слушай, когда мы разговариваем. Вот этот Абу Зайдулла такой же ваххабист. В смысле ваххабист? Ищдицу постоянно он так. Свободно, этот облдашу. Я тебе глаза открываю, какой он человек лицемерный. Я тебе Мудир. Он тебе наивно обманывает. حولوه حاجي مود والله تعود وشي تصوره حولوه استقبل حول الشوطة وحول حاجي مردك تجمع حينقبيش تصوره وما يروح Абу Зайдулла. Проблема. Дердеронтик дед язык дер. Законно уруешь, далеет шит. Ой, حاجي مرج بيش. Абу Зайдулла. Да, поддержки отскочь. واحد سيان خلوا إفير يعني. وقاعدين دول قام يالسو просто إن زري حير واديرو.
حبيبي ابو ارام Sabodela. Saifullah suelir baras. Suelir bar. Nista يا خار غلادي سديس هما ديتش بوتسي عد اش خار غلادي غير ندخ صح مي ور ويلون Адвия на личности. Багер шицер Стоп. Свободно, что Сайфулла выстрелит. Сайфулла перебивает. Сайфулла и хотят, а вахабисты цейл, что он махи хуй я Сайфулла. Это нормально. وهابيستي سيف الله ماتش الله هدان سيف الله И хуй это вай Сайфулла зайпул. Это вахабис. زيف Нет, الله вахабисты не тягун тульшо. ابو تعبوس زيف الله دو يا وش زيف الله Зайпал ду вай век свободно хажу стас قابلوش تبارا. وديروي Вай зайпал волш махала хаж сатуна зайпал. انه يبقى ابو ما تعتغل اربع عندوش ياز ضايعتا وای تو عربوش هو بالبو تو عربوش تقيت تو تير يختار والله شو عتيات عرب بويتيات ابراهيم ساتل ابراهيم اشتايو ابراهيم ابراهام ابراهيم حناني وحكيرة حوارد ستيش ديلي ديوش حين هم صابر دي بياخد بقى ترتحنو هم Ситуации так да, постоянно قد يخشي تقالك يقول قد ايات هرجوان ابو زيد الله سيف الله وخبيست تشمتيك قيادة اخر اي خروج هوندي وهابيس تسيو انا هوندك دي انا هر كذا يخضع يرقو شوشو نسبيح كون بالله شد وشالتا Saifullah. ابراهيم ايجور حالق توحيد ايجور حالق دين دا وقت يدين بوجدك خلوي دوش خي جواب خيتش ما تخيط بروست تجمع يلي خان يلي ما يول تجمع حاول يرجع وي بلا انت حاول يرجع وي بلا عاد بيتا بول عاد بيتا بول تنجز خريطاس Saifullah استا ايلر باقا سويلر هذا هو ورسان تاع افيري عدون تاع دوشنا تاع خوي شوقاش يعني عيدان خوي شوقاش در ايش شوقاش در سايو حيلا انت صبح خايون بيغمر وي الله دال وايتن والبيغمر وي مصدقو سو يخشى قاش بير دالين خدو شيء بقدات با سوتيش وسمنا اتيش وسمنا ديرت تيشي ايش سو شيء على سو شيء приемный контакт سنجر شيء شيء ددنوي إيشين زودي ناتشنو شنو اختيشيو ديوشي عيالو مكشتاس نينوشي بوسوب دني عيالو مكشتو نوخشي يوم دويتوشيم نوخشي يوم شدوي دويتك نوخشي نوع عمودو يوم نه إذا وعادش دو الدين صبر ده عيلا نوخشي شو شيء لقطام يتم غير ده نوخشي نه ما قورداس در عوديش تك بورشايات دري نه بورشايات دو سونا بروستا ديون يرتاعوا تروات يرتاعوا وردو ديون تا ويكيرتا اخف شو حلو يبقى قصة ويش تانيش تاترشي بيهم يبقوا بإسلام دينو وش هون تعترشي بيهم صبردل Ayet diyor şarduve. Şoloh sure çur 170 ayet. Хочу сяла но это ишер. Allah рейс хуйлцун. Her ayete номер хаиларцу. Когда им говорят, следуйте тому, что не спаслал Аллах, они отвечают, нет. Мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов. Так, а если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем? И? Это вопрос в конце.
Вопрос. Сабрдан, она, по моим понятиям, тендер ответ аживонса. Вроде бы, короче, она один гал дехн, что даст бог, дехн бог, дух атут, деш ток амятини. Свобода юга абдик хиетит хица усех дюшу. 170 сура, 2 дегдуй Бакара, Цучурдон. Когда им говорят, следуйте тому, что не спаслал Аллах, они отвечают, нет, мы будем следовать тому, на чем застали наших отцов. А если их отцы ничего не разумели и не следовали прямым путем? Вопрос. إيش دوخي إنتيز أسبق قالك دوخي إنت أحاديث رحا دا بوغ عدا ديتن شداس بوغ إن وي عادة شولق وي داس ألش هم نخ إعادة تدي خوي بوغ عيدل أستبو أتأيتا الله بوغ نه هنت حكور توا إدوك إدوي Ой, сразу и так дается, что уже имам... все, просто, чтобы все остальные поняли, чечен говорящие люди. Хакуэр чуденек иду, дал Бог адады тан шиник эдекна Бог, дук ахту эллек. Дуде, хун дал ханал дина, дал ханал дина, цаун квейму ридвол дагайтин, изар угур диквагу, هالأوجر ديكول شون قال دعجت نحو مودا ديس وغان ها سداي كروتشي تسلي لنا هرشموش مردك يخي تسول ها هو سحر نيسقي تو سوخ نيسقي تعبوق دالبوق عدادتن شداس بوق تديكتن بوق دو شدايش بوق ويا اديش بخك عدد ده سو кстати соун сучавичек в смысле сучавичек вроде бы هو سيف الله وين دكتور دويشتك عدل دوي نوخشي عدل عدات في شيء على نوخشي عادت دو ونوخشي عدل не حضرتك объясни до هون объясни до свобода всех мало объясни до عادت бога арбоши два что إذا دعوت عفت صب سيخ مالو إذا تعفت فتح وإن خنوي تخين نعرس برسترني عدد دولين إذ نوخشي عادة شدوي بوشا نوخشي عيدل دو صبردين تسيخة تسوش زي دولا عيدل بوغا ويماتا عي дал жить, умирать. То есть عي дал. То есть это мы и живем вот так, и умираем вот так. Из-за вейхум до тебя, до так. Вот этим закон. تسويق أتوت دلتا سصعب يستلتان سابردي سوينت أعبو شو قيادة هنت عينو بريود قيادة أحتعون عدن تندشت الحالات بريودنا هر كاك جيوم كاك أمرهم علينا وي نوخش ما عادة بوق وورا ديش ليلين دلهم دو بس يونش دين وكيرح وي أبوش ناقن تعور دوش ومقدو that's why نوخش عيد لا خلاش يدلهم ليوش نوخش عيد لهم ليوش وقت أسرعتون دابو إيوه نوخش دقعدو إيوه نوخش نشوعدو Ну, и дух из айдали, то есть это наш устав, жизненная установка, и жить, и умирать, то так. عادة دوا ديوتك عادة نوخشي عادة تدوت إذا عربو دوش ودوغي يعربو دوش طلع حين دلع ونوخش ليل واش دوي عادة إيلات جملة دوات نبوجنك عقع دوش سنايا تدوش شوية عربو دوش تخلشي ويش دوش لا دوخ بوش نخشن دقع عادة شنوخشي عادة إذا в начале 90-х свободен, что это бабко сане кадуешь постоянно. Проблемы мы чует. Халя айдал дуайдош. Айдат из арбоши. Айдат боша. Тергер, короче, как бы терли ложь, то есть. И на их языке это ни хрена не понятно, что означает. Вай матага айдал. То есть ае дал и жить, и умирать. Хорошо, да, хинд ответ дал меги اسم والله уже قلما واقن توصل
И цути циклица дырка وان هم просто объясним والله что تدرك وين عيوب ايدل نعم أسبوع عموما هاي سوي وتيجاوش هاي سوي صورة 270 صورة 270 هو راديو كنال لي وراديو براديو مارشو اللي على هو نيكي غلوا هر حاجة هر وون صح هر ويو صورته كر أبو راديو قام شو ها ميكسو هر سفنات هون سو вообще интересно да عملوا نص просто سيان هو انت هو именно حكنا شوعة هذا البيمر درس لما شغلتن دال وايتن والإلشنا تحش لوش ديون تعمل درو شوعة ديش اتقميلا عجل شايف والله صبرنا إلشن لوش والبخير إني مسلم من تان شو حجوه وما سير أبو راب سوي لما شوردون على ديوش سهل سؤال غايون تانا دال يغوبا دال وايتن تقوي بكبر حبرزت سو إيش قاش بيردالين سنت بيجي لا دات باس ده اشتغلت على حاجة عني تو إيش قاش بيردالين سنت بيجنا ال تعادك ذاتست وخلية تنا متعجنيون وهو قعر باش بصو تشوح بوخ صحيح بخاري او تشوح يازن يقز ذات دو تشوح تنت بيجنا ال يازن دو تو دول يا قيشو دوك شي توندا وتشوح بريما بيجنا ال يازن دوك وبريم ايش بيجنا ال يازن دو Да, соно عيغ مويد تشات جي بي تي خات دو ابو رابو منوا ايش تقدر خلويتوي مثلا ديوان ابو زيد وتاع سويسيني بغداد سون سويس تعاومات واسنو لادنا طاقه ايويتوي مثلا ديوان هو على تبوزو الدنيا تعم ادرك سيان اتشوح ديوان اتفيريا يتحط دين واش زوجين خل شو تاع ايوا ماري يغيت الا دال تدلن قران عايزين دوال تدلن بوكودو نو ماجين دوال يتن ايش قاش خليتن بريتش قاش خليتن قويتش قاش جي بي تي يا زي حييش لا وقتك سيف الله وقتك بيلعب مديتك وقتك سيف الله وقتك هاي شو ايش تقول كلها ايش قاش بيرجنيون بيلعب بدك بيسا ها ادوس داس مثلا جنيون مديساي تاع وقتك مديساي والله صح مثلا دون صح شيشانا شيشخاش ماري قوتش قوتشنا شيشخاش ماري نوتن دير مودر هاون اي بريجوخاش سندر صبر هرزابيسيون يوتشو حشيشن اتون خزر دون во-первых из дон шолодек хоек цахаттер ду Hangi ana imari mas shoder imari ana get imari ana gui shunu tsui tun mas shodu Sayfullah roplon shuna üç mas shodu ayla asra yuwa daqa bo tun razin tiyat tun mas shoder ne sab شيء شوكيتشو لا ما شوكيتشو ماريانا بقى شيء أصبح بو يوقع تن رازن سيات إيش رازن لا просто ما شدو جاوا فكرة بقى جت ما ياش ديان جت عنو من جواب دلاش دلاش جواب بلاش ديان تندل رازن تسو نيز هون ياتا سون نه داخ ديان صح هون جواب مش ما صح يقدر جواب ديو شو حضر أنا ده حق ما ده ماليزي ويت كاك بجوات وين بيسا 3 دريتن اللي شيسا 3 تنستوخل شيء يا طريقة تنستوخل شيء يا طريقة دين وما قوش طلع إنها خريسة بلعوشية تنستوخل نوخش عادة الهندو يتخو شو عند وده حسون ده هو نوخش عادة كأحد عن نايت ده عن خانيو شمايات تندل أخوچوا نوخچه هم هدا دویت أخوچوا استوی دل شغت یوگو تریر باشه جا نه أصحتون ده با إنه خوش ريز بلح تنستوش دلع یوگو تریر إنه خوش ريز بلح
اوتين ابسوجدات ديش تدعونا إنخ هو شريز مو خل إيش شو قيش تو بيرن شا وبشي هو ميش يد أبو زيد إذا دير دو نمشي دو تساوقا مو قيتو يسحق أزوغا دقا بوشوغ إن سؤال وقروة سيف الله حصونه ما تشوفينير حط عيال قاني البيدافيل يقعد عادي استغفر الله Свободно хинц хайя хинц не ар, например, 53 шокач, кампиат сан кант шу не аргуяч, хай ис шокач я этурела ере. يغيت يشتن شي خان ما يمدو ويدوتك سن شي خان يو دمال إتغن لور خان تخيل هتا خلرك تو تيسيتشي 600 лет тому назад ты адмшхиле таган 20 лет долч любой чем дахата 4 хил долхум сайфула тадис ати хатам шико хил يشوم датсон تردوچن هما حيوك ما قيسمو هر شيء راديو ما شحرو تقاتل وجدان ارق وسي وقتل لارولي وقتل مثلا دعونا اتويلشود 1447 قدوين بوصل الدنيا اتل خان نزعت وياقجا اتخينا بوصل ناخ تغلا وين تغن سن تندل بوش خلا ايش دقعو لع بوصل شناخيه ايش كيجي بلع ايش بقي بلع بوش خلا ايش تخاني ايش بوصل شناخي بوش خلا ايش أبو هريرة ميسك طبعا بروستا بوصل صابرده أتاح ميسك أبو هريرة تولقش قياش بروك إنه خليل شول تون إيروش تولقش تيداش ليل شول أتول ليرن تونو خليلوش وت أبو هريرة شيء زودة تروي ياتر شهودة ديز شبيخ كمهتك دخيدن دايق شيء يهودي شاج دخيدن دايق هون غولم دو وقت يهودته حالي Пророку Абу Хурейрик. Пророку, муж пророку Аллах. Мухаммад поймал. Да, и пророку Аллах, Мухаммад поймал, это я кваблюк даже. И поймал, признать того. И деталь цутя, цеплять цадешь просто. Не, просто... Просто свободно просто выговорить, да, коротко, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ему сказал. Во, сейчас я тебя понимаю. И вот дюна, и дахад, даяк, шгули дюна, сун, هوصي دز شرح سون خزوم دات دюна, он меча خزай. И دوقي هون خزمة خز, وقال ودق وشور سرازو أبو زيد الله. وهنتي حديث حكروا رمضان. نه الانترنت شو عم هون شو وقت مكرور ما دو أحون ميشا كروشتوش سون كروش ده سون بروست ديانا أصلا دوش بالناخ إيش تعشين حلقة قرآن وات ملو حين لدوء ملو سيوغا بدوائري كم دوائر سيلا لوبانسكي چون لدوء ملا سيلا لوبانسكي إميلو ويتير مفتي مفتي ولا حتى بتشاق عاش ولا حتى بوق ديش عم يلو دال جرجا يتون ده كويت شو سو تو بودش باش تو بتشاق عوات صدق كيش بتشاق عو اسقو بتشاق دق لدو ديك تو حينك ملو فوليج خالد فوليج دمشق تاع وريزم وريزم تاع خير وريزم قدعه قيدا حوت اخي والقصو هاي ملوخ شيرك سون لدوخ пока короче дик айлам nach собой тадик жирного как подсказать тут не тадик да жирного да по-любому да дели илчи усташ оболвешвек шавек гукон حاجه تا интересно ухсу амилу шобол цебешвек ахта гайта هم خلصت بوها просто وشل ده تمگه های اشترون да со خلصت вот со просто дюна и сел антомер да تا افيرجين حوش افيريا
это дюн так специально лиха льешь хакара лиха льешь хот эфир. Что это проблема? ما شوغل راكو افير شاويست ولا شوغل تا ديستويش ولا بوغم دعنا يحستا دعنا تعدالي دال يلشنا دال سلام هلسن دعنا تحجو تا بتي وريش دياش نابرو توا إناخ دعنا يو تاخذ دقوش باس ديال просто عتبر شو الوقت Özneysbach. Так, أيلم أو أستاذ قابل واي فافكا بوغ إيميلو إيو كوزاح سبوسو براتوك مشاوي وا قوش مواش كوشاو أستاذ قابل واي فافكا. Личный вопрос, Мадуис. Просто фиах. Только факт того, что Пхармат и Ахруи, вот вы с ним заодно, это уже показывает... Свободный Пхармат, хочу радио машогон, Хусан хочу чуэлетин, Хусан висталетин, хочу Пхармат. Хочу чуберкин, жукте гирон, уж маш доил, табуэл ша маш роил, вистахил иш чуберкин, иш чайва гуэл, баглия. Единственно баглия швага, хочу эрласто. А так, шайва маш ойл. Эскейтуас, просто когда я объяснял что-то от себя, Ганс, Бусулдин Садуа Хама. Устаешь, был боя, устаешь. Личный вопрос, это здесь к нашей тематике не относится, просто о снях. Но человек, то, что относится к нашим народам, скажем так, нашему одному народу, и Бусулдин Дуацже, это не удержится в наше время. Даже если вот вы, как националисты, хотите это услышать, мое мнение, Бусулдин Дуацже, на чем зиждется наш национальный, он не удержится. Но твое мнение ошибочно, потому что, к сожалению, если бы мы могли бы вернуться во времена, когда мы не имели никакую информацию, доступа к ней, и у нас были бы какие-то там раввины, образно говоря, или какие-то молныши, которые держали бы наш народ такой на приемлемой чеченцам, ну, ингушам, пускай, в таком русле, да, приемлемом для нашего народа, вот как мы это до 90-х годов как бы могли. Так, просто в такую же ситуацию, если вернуться, так из-за реально. Но сегодня, когда тебе полностью доступ информационно открылся, и ты узнал, что оказывается, войда шли на дождь, мушрик, шалла, уж дейл снег, послот, шалла. Короче, полностью многобожие, шайол, как бы момент проявлять те, шалла. Так, с этих позиций уже туда-назад откатиться не получится. Придется полностью либо дальше в логику играть до конца, ну, играть в кавычках, да, то есть исследовать логики, либо вот отключить полностью логику и следовать как... Выстрелом. И личный вопрос. Ardui? Хашву акар? Личный. Да, каждый велвол тага докурдаш, давул шу нормально. Цен бусул диндуйца лилашты. Бусул диндуйца лилашты. Sen madar dixil diyeş dol busul den doktor zokur diyeş khazmal diyeş tak davul qoydu. Деруле да мола. Оя олон ишта. Твоя тема это тоже, это не относится к... Иш нагасан, если вы согласны этого, что... А что, нред уя кавка, засмочим, нормально, бусул den цен бусул den дуи лелашты, я хаттараса, так что он? Зикрдыш молтиш бол, войнах, наби, много фалцох. Вот сумно, истинно хэцунш.
Я вас не считаю, то, что вы из моего народа. Вы как будто вы пришельцы. Вообще ночи кам, а бусул кам ду, Это часть нашего народа. Ханзвалидыш зикр, это часть нашего народа. Ханзвалидыш фазика. Цен бусул бинбица лелашник, бусул бин, цен бусул бинбица. Цен бусул бинду. Ну, все так, все, зухсон. Все, гара, уавир дуашон, Сайфулла. Соцудиру. А кто против нас? Ой, итаам ниса дуэр. Кто против нас? Вот это мне интересно было. Гар, вахабиш, вук шайтнаш, да? Вахабиш. Вот именно, кто эти вахабисты? Тан, хошуха, масала селан дуан. Ас юга така повторить, то дуан, его просто дуан. Алло, алам дуан. Бакса да, лосу ги дуаш дуан. Да, хохума дучават, он битафили, я правда пешвол. Хохума дучават, он атила. Хаотстир цею, Сайфулла, нюх ахишт. Короче, жимю майриягат проблемы от бошел. Уже вахабисты полностью хож кайхтуй хайм. Хохума дуч холдават он. Ас юга така сайник подтвердит, да? Эстиасо бакхалар. شيشة متك شخلر متك لرب بيش تغان دعانا شيخين دعاني هم داديش متك خلر دوي تع مادر أحس ديشو لياس دعانا عشوع دعانا ستو بيتناس تقو دعانا ستو بيتناس تقان على دعانا تيه خلق تعبو اتوع بورش خلق تعبو اتوع تيه بورشا يوسناخا خدو اتوع نو بروست دعانا قيت خوي تعبورش نعدان متك شبوتي قاع بيش لرب بيش بيش. Иногда лучше рано отдать замуж, чем потом жалеть об этом и не дай бог. Шайчур юа шавеши юа или ишта из шокачек 53 шудол чунгягат иш нормально дух шудуй. Интун 53 шудор и ху в чем в этом разница? 53 шудор и ху قانولو не اسقي هما صباح حون ش نورمال دوشون الدنيا مكش دات ادون بيسا تريشو دوال ل وقت تجي يا مكش دات ل يوق زوديالو مكش دات اس هما صباح هو كويس شو اس حون ش نورمال نخليته فون ان نورمال ندو еще долбер خشوا دوچنگ 53 دوچنگ یار نرمال ندخون دوی هو الان ويا هنتا إيشو دق ألا وزادوت إخدون وعدخنا إيشو دق تحن دوليال ديال شو تاع تشوعيو اليوميت كموج بريتشو خاتش خلطان بو أشو خاتش ديل دام أتير أول أخوي سيس أصبح نه وديوتك وديني عمجينا كده وديني لا في هذا شو أرويش شو ما بتلش أرتك دات البيدافيليشن دات نه إذا قرا عندي عدك ده يقول عندي عدك مثلا شو ده أنا أتريد يشتغل شو يشوفهم شو يدوتشك يهم صابرنيت بيدافيل وهم ده دردوي تان ده أنا أتوما دول حشوان حشوان ده أنا شوان جاتلو ما شوان ده استتياتين شوكا شوها أبورشكوا تون ده هو ده إزدوي ويش نشان دوش просто этики проджука ча عمال بيد بوسو ميلا شنو حلقة توريس أني أشوقها ده تودون وعواقع بروست استاتياتين عطلو ما تشقاتشي داجب نو سامي بلايستيشن بريمير يوق الدنيا انشوا ديلا كوك قيادات حطر ما تشو ده هر خبر دخل زعتار حبش كونكم ويتروح أمال زوج دوي ديلا تشوقو تشقوا لانس تشوق كرول سن تشقوا لانس سنده با هاشتلا ديلا كتر دو تشقى تتو خلقه تشوا داس просто سوندو الغان تاع حسن بولي قمي ديش بو كان دوع دو جوب خلصه не حاجه свободно та ой да представь рест бичиш бой це нука кача це ist полностью зуда свобода це даже бьяхтел гайс кыю та гыллак уллак таахым ايش بتاع це и то зачмаритин нахуечегет и болбинак Изаб, короче, пророк кое, и что каче, я лимбо. Ой, лёя. Аряк, петух охтюр, аряк охтюр, да. Хажи аллах, чуа. Соборный.
بيتو باش خبر دي چونگا Sih malo. إديل بيمران دحل سو دينش لتون دينن دحل تعوما دريتي أرقوا ساعة كذا تون درس إجواب ديون سيلان ديون دا والله واتو نابقي سوي قمنا ديش خيش ديون دا إريزوش ديل بيمران ديل سلام هرتسون ديون تان همان ديش قمنا دويت سوي ديش تك استو ديناس تغن إدعا خزيتين تعول سين أبدي تأده شو الورك سوليرن تغن حاجة إشت عودة ويردان بشبات تان خاي إشت إيش شوقيتش جالي شيء هما دات إشت بيساتري شوقيتش أهودو هو проблема. طبعا أشتغل سا بريمو وبروس دلر باندوش بريمو أتوت دلس طبعا مثلا ديون السيوع يوتريات إيش شوقيتش السوق يوتريات هون سيوع شو هون سيوع شو نه السيوتريات جيميوال نو أجوا هنز برو كلا شو بيلوها يخيل أجوا قدر دون وبروس 1447 لت نزات بسوب دين ما تويمس درزوچينا بسوب نخ كزخله مش كزخله باندوش اسخنا بسوب نخ تعوش يدونا ملا حلق زالونج داش خلخل تامبو يعني утверждаю ну اسعجوا تقام قالره اسخنا انه بسوب نخ كزخله باندوش يجرجلونش چوخچول دياشخله يش ديبش يعيال ولا شيء وي مدي Zeit زود شيخلش شيالن Zeit زود خلش أبو هريرس شيء تازو ده إيتو بات شهر بيحكي متك دخل ديش ولن دون الوقت ديل دعدون إيال متسغة سون دون إيال متسغين سون صابور ديل ويشم شلوح пропустить что син специально ها تقوش مع الإنترنت شو بيوات داشة تعدوش تزعم تقوش هونسون نو بروست إتخن проблема проверить его. يوغا تاقا بروست يوغا تاقا بوغا تغينا بوسوب ناخ كزخلا صوت يا بوسوب ناخ تعمل يارك مليارد برجنا الدنيا تاع انزل دقدوين يتعمل يارك مليارد يوقع وينوخشي نسبة وجه تسيشلات بكاليني شي نوخشي وعبوش شي نوخشي لا دوش شي نوخشي بوش تير شي عادتش دوش عادتش دون شي نوخشي عادتش دوش بريمان وعباكن بول نوخشي عادتش تغلا وي عيدل هلا جيمس تاجما واتها تغا عيدل هلا وي عيدل عادتش تغلا وي ونو سوقيت ما تاع عادة دوق خدايش لينك استقد على يلدا عادة دوق سوقيت متاع عادة بوك سونا بكاليني بوك دوق تاع حوالي دايش دين حوا قوما ملوا ومونا نوخشي هو ملو بوك ده نوخشي ما بيچواسه ويستغلتا تا ونوخشيش اولش ما داتر ايدون عيدل عادة بوخشمو عيدل يسودنش دين دو عيدل تلان دول عيدل عيدل دو عادة يورا ديش كردين وعدي نقدو دات حدوق واق دعوالا مثلا خا جيمولچنا صبردين جيمولچنا خي اكسون ترى كلاس اولچنا هونديتا ايش ديل دا تا خطرن دوچو специально دوچو نه وقت سو просто دونا استعدال بومن دعل بولناهن دعل ارول وقصو مثلا دون تنلوش بولناهن تن دعل لي ارول وقصو سيان تعتصم خزا وشو دون просто عتو سيان سنابتين просто دولي كان دعل ويها وشا زيلو وبردين ذكر ده كان دعل ويها ذكر ديش بولناهن ديرواتي سوي وقصو ذكر ديش تعندو على خلوية شواري عربلو بوتا دول عربلوش مدية بور ديتات ديتر سي باركشن جاي ناسوني سي ليركشن خشتولش نوخشي صوت يبتر مدية ذكر سعودي عربية هوندو وي مكيحت عندو عن ذكر ديش نوخشي اليوم ماليل بدعة دوباره أي تشا على داري بدعة دوبار تاري نويش استويو أشيشك مليل دي هروم
تير بتشحق عخلخل تعبق اتكيبر نو سونا لسوسة إعوانا لسون حال لشانا ذكر ديوان سعدال عمر يردق أستاذ قبول بيش لامز ديش تخلشي حاجة تبغى مجي خايون هون سميك شتات هلا أمز ديش وابي شو عجيزة مثلا ديوان عجيزة ديوان كسنا ديوان شو إذا تخيل جنابس دابح بولت غيشين شراب بولت أقبط بوغا بينو حبل بول سندي عبور شو صار ما نه بريمين حلوة تروى ديوان تان مثلا تان جديد عنوشي شو عبدان بشتي ديوان بيتزا تسيشي توريست خلق وشرع إيش هو ألبانا نوشي شو كيست ناخ بوديش سونتا ديوان كريستيانش ديوان und Edeland du bosch arblo شاشة شو أخش دوش دوحوج حوجا سوجا قيتشنجا إدوتس هوندو صار أخش دوش بوسوب نحتونا شيء دينن بيوتيجي كيسنا هكا توريزم بغربوختيجي إجباي شو ياتل ديونا سونتايت إجباي شاتل نو بوصل ناغا أخش عجل لدوغل بوصل ستاغوي لا مزدش ملدو لما دولش бесплатно цавай цар лалтигер حاجة نه حو عجلها مثلا 1400 ليت نزات إتغن يحاجة مو وقدد ديش دارا تغن مو وقدد ديش دو إتينا دينا ميرتوا إما داس ديانا صلات بغر ديان أخش ديان ديش دي حلق ديش تير أخش نش حق دي خاتونا دين ما داتي دا نيس بوبا دون شيت نش درج نتيجا حلق صوغان چنا تطلق بيباتر هنزا قطلق بوتيجا يوغا أخا بريمان حرق دالا مبوه ديانا أغري حالها مثلا ديان حيدوغ تنديه سلطي ديانا دال حونشا دال ومات سبوه سوك دال ويستخل شوات سوك دال ويستخل شوات هدوقوغ صبر حديث تادي شتل حديث لا فيه تقوى الواسع دال ويستخلش صحيح بخاري 1740 So deel تيشو تيشاو سونت امقيز حبو يناخ عيوش بيتشبو تشوخي اش صحيح شوي قوچوا هم خش وردن زاون قد غوتا ها اخون ما دو صو اخساتر ليوش ما ولا هون سبيциально حديث بخاري 1745 Сахих, он же 5076. Сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды я сказал пророку, да благословит Аллах и приветствует, о посланник Аллаха, поистине я молод, и я боюсь, что могу совершить прелюбодеяние, а жениться не в состоянии. Но он ничего не ответил мне. Потом я сказал ему то же самое еще раз. Он опять промолчал. Потом я сказал ему то же самое еще раз. И он опять промолчал. Потом я сказал ему то же самое еще раз. И на этот раз, на четвертый хулкс, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Абу Хурейра, высохло перо, записавшее это. С чем тебе предстоит столкнуться. Поэтому ты можешь как оскопить себя, так и отказаться от этого». И оскопить Бога, и бехкеметик, да хэдди Бог, ну, просто ключевать. Зудре багат меттик боч сега цахиллаун. Абу Хурейра утик уяллилш, юдел это боч. Нусу молодой парень. Инс примерно причокач, вал иза эц айшат, шит бойчокач, тюнгерачи.
Нормально, حدويل شيء از ووق دير دو اشم اقوز عوو مليل هرمدي احاي هسمنان ما قوستروها احاي تين داس ووق دير دو الا اشتغل шел какой там وين حدويش тага короче полностью во все тяжкие, да, 53 шукач. Видите ли, обучать он хотел бог шиит, магистр разных из пальца вытесывать дашь, натурнешь. Обучать ишта маялось. Это оно сит станчи интеха хватен из-за лилей шерсть. Ой, Рилкштане должны заедол цевыгоцен. Цефула. زي полкуз ауя. Его же мечона так постоянно. Заклинание шьешь так. Абу Зайнуддин Нафари, Зайдулин Варис. صبر هسه ميكروفون دون عم دعيق لما شورس دون سويك حلط وشغلات يو غلط اهو بقى كيف هما داتهم حدا يستعدي يشر دستويرنا صحيح بخير. Рилкштане должны бараса. تعم خش داتك صنوع Давай йод адиш, шо кажется проблема. Нахи, ламади, Аллах иду адуясу, аш кафир, шбонаш, иншаллах, иду канца изнал. Вой шик бен ваца, вой швамбал бен бамбал, те он жамаати он. Ару алло чуру, Аллах царц дуянас. Вамадияхох муртайчик. دلع سنة تاني مرتا دون صوت Цефула, дуевая Рилкштане должны, алла. يو دي تاع يو على تاع عاجل وقت الحجر ورثة دون شو ديل ديل مستشم دع الأروى تبوخصا Allah resilon so ono Afganistan on Kabul. Hokargas khubo شاش так Варшава Kabul Afganistan take العول بوخ отлично. Это сохоза цана ого чвац паспорт мадазет Афганистан цана хокш. Ну коз хавори и галок тябол ши дацавона сентелоцела отайкела ши чала ях курюксун. Отайкела авен самуджа дауе чвац. Отайкела хадуле. Отайкела ши иншалла рама отайкела душно дуния да угорчо шариат. حدولو تاجر عدولو شو يعدو على دي قميل يوروبي خوشن اتم دو كيفيرسكي خرچي شوش بلا بوسوب دين هنيا دين دي بايمر بيدا في الخليبة هو تاجر عول ياليش توك بلا تعم بايمر بيدا في الغلا تعم قال مرتي مري اخوات باي تيكاش ازوات يوش يوروبي عبوش وارت لبوشن يوروبيا تعال يغرنا يا تر يوروبيا يولي بلبو شوق خاتشي اللي بوسو دوشياش بوش تعال يغرنا يا يوروبيا هوق صوت افغانستان يا دو شرق بيوروبيا يش الله اخو четвертый 144 يا бог они не имеют к Аллаху никакого отношения я дам им лютую кару они неправдивы в своей вере они уподобляются лицемерам бог Adik amoja, du jesvoš, ovdje kverten dika uj sobrde, dadele da, adik ješu. Busal buja, čujen, vat sejfula. Na ovo vjerujem. Короче, قبل صدق خير يا حديث هر بعدك ديش уже ويغلق что الجواب цеда лекцию. Не, представь, что это что войзер мауиз на что. От هنا أول سيقر بيدافيلية شاشات تشتات تاع كارثة فنات حقيقة شهر
Что твист захудер, хочу ула, им вистхла. Та эзан дей таум, короче, та жин шталух кшек халлете. Ишт кучва. Абу радио маш кучва держаться, динца жим. Это кухалла. Вот радио маршруты и слушать вот это варианты отца, потому что это общественный канал мадвир. А так кучва цанцы общаться, да еще там хаеши чубех, если что гордушин сосурт, лагает кучва постоянно хыллар Аллах рейсхуй. Аллах хавел лакоб. Ура, бесплатная рекламная агентство. Да, ладик поддержки, просто чувак эльчанер, кест. Vinde fra det nu inte boş. Yüder değil mo ya so. Değil yüder şu Allah hikne natsa dojdo. Şu geluri votmuş. Şu saatek gela din hir mayatırsa. Şu pidara şu saatek tseliksa satsu. Bade şu Allah hikte saslu şu aş hoyiryu votmuş. Ах, уже питошатне, еще аккаунт чат, что. Еще чанча бой. Мой больш дедет. Германия, ухи. Германия, та больш валат бож. И призывший, что питошатне, кошела, и соцаруйся, ват де. Де соцаруват. Заголовка обелиш там ялбу, что пидораш, я нахмаяться за то. Так заёлк, что та. Инс представь, игил лет, وين نوقع игил сатичан. Вообще ضيع лука кудуна антир вообще та пух я цапцунг. Представь, что того, ощущаю дерьмо, что они зациклен. Хлордет, та вообще пайда не цакиса, хум я та чуть-чуть. Да, возможно, Ибраим, аз тужил докон. Сото дени цавала дерьмо последний день ваш, да, доживать я шухонар дерьмо. Харта нарлел доллар проститут кшду, а ночью камерс дали твоячи зрас кшанди загдуч. Ночью иш радикально ублюдок террорист чумотыч. И призывший шарлелю ночью кир моштуш демократический почалка беш бол ночью шей хал дица еще кир мо дюзел церчан. Масу кепа угру харлелю хорш قانر هرمار خدير دولش دو خر هرميلو هرليلو شاشوي اتخا اتياش Да, вой нарюкир просто вой нахват. Хочу вообще та не по теме, та ще нормально, та просто я мазмархли лош бол та нахи. Вообще вой хочу артем юлер вой инсли отунах цакиет, та шей замкнутен, но та шей личный, короче, это чувствующий, что и сама, он один бог, хочу что дебилизировано, хочу лелаш. Они просто даже не осознают свои как бы логии, худирмо сатирает, что его не падает. Там наоборот, вошел хил, на пост хил, короче, улх туда диештол, отцул аудал бендет. Что как бы наоборот способствует бич дальше, что бажбать. Неблагодарно, что бол бухар на ойлич. Да, благодарность, социальная благодарность, социальная авадик контроле, чё контроле, да, он титул рерите ночсон, он ахуал, изи. Я та dünya rizqan da emt ohol da oldu. Dünya rizqan so ta ya le sual dik ashi sual
ايش عاشق انت وريتي الهرور دنيا نزان صعبال هلا بات особо просто. Его благодарность юшлил штат свой قامدات قاربيرد خطيست دعواتن دا تشوحير ازرشكاك انت خلق كل غوشة يو اقام وموستخل حي ملو نير ملو تو سوي чужой تقاسلو شجاع قربات وقع خلبل هربال هو ابرا تعوال ما بيزو قوم هاي ومشدو هر خدو هو تشخ خلص يزو Сунам це віж цанні благодарність, сун диккан ту маал, сун дал геш доля мааліш, сун Аллаху ери вообще мої цюгер, що тронте ахи ашо мудак. Що й поемар мої цюг, со дамо вал, со да ейш датте. Шугар нехренаця, віно ас шуг хубо. Со харц мечаво елбо ас шуг. Проститутк шеш мадердол. So michach so yuhwal met kbuye sam yuhwal ishu shu pedarash yat yuhalish shu wa yazin wa ilan mo jel dirmo karan камасутра пагаждене пагатливо педофило гребаного хадиши shu tane met das izish yat shu zut asouch shu sian yat zut asouch çok sian izdosh som dayal buyo khomyo digdu so what dawa ish da tsawulsh شايلا تبيع خلوش صدقا تبيع خلوش على دولة شو بيدرش شو سياني اتشا دينتي عسيانتا صوتشو شو ديني عدك حاخون تقول أنا كيك دويلا سو الله فنان وابدا سيت الله الله دخوني تعطي عدوش سو بردي او بقاش ديك شو عيوار سو موت حد بريمن براك يا شو سو بردي او ويك الله أبردين الله فوق الله الوام دو دائم إيش كروتشي هو يتعني متحدن تيعين شميوت وقوش بوصوب دني عتسمك بوش تعتقم دوي قار إيش تعطي عاد يجن يوار أنت السما يلن مارشال دوشك سابردل مارشال خلوة نوقي ويز دوش حمو هو حنوخ شو باش مو بوصل بيدرز ما نوخ ميچاي يحكي السؤال يق بوصل وي دون نوخ شو باش ايش تبون ويرتو عايش عيدين حنان سوينور عايش يقدر يعيشتهم عينان كده ايش تقدر قادري عيدين لاكنت молодец Да, дух любой чунат, барми арцет вухшишт. Это во. Сом es просто бо куду цавой масери кайни маюр вадизули куза просто каждый цашиш я волхан что дали ел шаях kan свой брал бацарунен. Цапасут герой общий как бы волкмады. Wel da boek doch strashna bol shambalar ibren suna as duzel so Germania ash wala as nemtu عشان قواش بات duzel as duzel عربو عشان قواش بات as duzel غاس عشان قواش بات до бежиха до православн разговор пехотинчи as duzel нохчи qoman qwa iqam khirda tasun nakhrin ush bات duzel as خدا عيوكش دوار قبو اس اتس قوم هما دوش دا تاسون ناخرن ادويزل تاوش سون اقاية غاتا اوش تولي سون اتس قوم تعري تقلرين دعوار ولي دوخو يعني قي بوارش دوش دا قي ويخولش دا تح هيتو سون بوسر خامتا بوقس اتس دويزلي تبوس هو دنيا ني تبوس نو اخير خليفات وسيل شخويلو наден Итюн гадол дюнал даться, зачем нам этот мир, если там не будет России барцу? Ит мудаки гадол дюнал даться, хок проститутушка. А сабохен, зачем мне нахрен этот земной шарик, если там не будет ногчиком, цахом, цуно, дышдаться, сунаца, уешкар дыни. Пусар хамца бокос, хо, дыния ница боса, дуез лица бо, цанни хумни чот, и шу Аллахи барделлин, вообще сотри даделлу. Вечне адоре зухсо одунят а ночью хум дышдата. Плевать я хотел на весь белый свет. Солнце қиқам наштан ардуне мелде дехе леқо дунят я. Сока шона сентир цуок яқитна.
شين وقت وعيش شين ده دقت يغش سون زي قوم هم دوسي لا قردني مالدير أشج قطعهم متبو أشج سو مش آخر تبوقس شو برستت حدا كان دول قوم شو خوشو تيجا خو شين لو أقليل دوتشج ديرتليل دوت شو برستت смиренно ديان خز يلا يلش خز قاج ساتش يحشي غوق شلو شمولي شو ثاني وعتير نيز مشلو تلر دت شغلر ما دوت لر دوت ايش نوع ديمقراطي لر ويزريق شو تيجا راكم خويت تردوشو شين جول واشتي عرقش دول تخشش يا كواتش خيل اونتي على كواتش لي لوروا هو كواتش مالي لو با ايش ما يعطل هو كواتش لي لو على كواتش حي يو لقت لردوا نو هات عمدو يو لقت لن كواتش هو اريا لي هو تاج يوم با هو نوخش يوم با هو بوصل بيردوا يتيا توغمان تي على چون نوخ چخ تعام عدد قورت ها اولو دبوشر بو پجلت در بوشر بو يوروبيا مو بوشر ده يلا اريال عرج بير خايت برستوت كدو دوان جو دايلن يحكي العلشل هوق جهاد هوق شريعات الله غزكون هو تويوال سو اريال عندين حب ورشه تجلع برستوت تونم هو تورد بوش او قميل دوا تو دي نا تو كوات شون دي زا ايش بدرز هو يول متى قميل دي اسليرم سوتق واتون حسيب بوسر خمسه با аккуратней дийцар чого дие хардо بيحك موبيل аккуратно هو شمار دوي هو اس اوجات دير دو ايش تخويك ديش دو قميل هو ولش ماركا ده تيجر نيز مشخ حوتسويش لعطونيز مشخصن تنوخ تشخوم نخصن حوتسويش نوخ المنافق لبوش الحب مدك ذكر ديش بيلشخ سموويش بوش لما حمو دك قالوا بوشل نركمان شل الكاغولك شل دعيل هم شو نوخ ذكر ديش بحول شويتي خين عشل حول شماك وبرات مدك لما حمودك بوصل بيا حوتك بورشة لا فرنسوش بوصل باتح تك تك ياتشو فرنسوش لا تع يا ليش ياش يول متى ايش ترك دايش قميل صوتك وات شون اشوليرم تعلم تبع هورش действительно جوكن هورش действительно شريعتها هورش действительно الله يخليهمش زادني приводنا خلش طلع مكش دوق الله يخلوهم الله نقي Низ вантея, бак вантея. Была. Конечно, любой признает. Сюда, камелда, ахер, цуацаны, уманде. Уж табуёхли. لا أسويق أولك ما سرق قال بو اسقوما ما تبو قالوك يو قريو قال دعنان حنان دعني سوريو قال حزود دعني سوريو حيوق دعي جنتون نلو دايش قميل ايش يا شيولتشا تيجر دول قامنش قال ايش خذ قابو مارشال بوش مساق خليف استما خد قميل هو اللي يوخ قال هو شوية تم Vamos, eu هو شوية يوخ قال تخيز شو era والي شو قال تبال بو Vamos, очередность двух нонцан عقلوا اللانو يا مربل بيشعبت لنا لرقش لنا تبال بنانا يا شوز لرقش لنا تعالي جايني ويش طلع خيتا غير اي شندامو يوخشوغون عجلة اتشري ودناس شو واجنا يوشن واجنا يو تردو ايش تومش دوق دونان جوا ما عندهمش دور
وين هورني تخاش تشلز هورني أوتوغان كالي تسألت نعم إتا حديث دون ديسا بيخ مبلا الصحيح البخاري بيسا ديفيد سمدست بيسا ديفيد سمست أدين دون بيسا ديفيد سمست واخل ترموني أهلوكشنا حالا خیلی اقبارس حالا خیلی عادیه شو إبو قدو شيدانا دات شي ردنا دانانين prorok حديث دون شيدانانين دين دتر دوال يديك حديث تو يو حديث لا حديث خزون ويستلا Короче, халифция Руси Путин с Кабушег. Палестинч Абу Махмуд Аббас يخيوها هنا شا مليار دولار دليل فلسطينский قوما. الله أكبر الله أكبر يشتغلوا يا زوم بوصلت شو انت الله دينا تعمل ارض وسام في فلسطين شو تاي جيش كتير دعك كويسن سن بلجين مهم ودنا شو عليه الجنگ عايش Ne, هم دات إبراهيم ورق شوين دات تعال ماستو ملوالا تعال إشياتشي ندوق أبو جتكيش ننادي في يوروبيتش دولون بوليشون إشيهم دات تعهم إشيوج قانلهم شو إياكن دات هنادي خشيت شقات يغني هنادي نجيغني يحتخيتشون Del guardel خلج بايا. Не, представь, Путин стигат с Палестиной шит стигат цар лилошо политик и цагуш да цар аудлашет от цер и шел сурсади шел подружский хочу пропагандонный царская оперировать один оджуктешен это дичь вещи короче да удол дунем цанна сагец короче тарлурбоч цай рогойчи от скипер تا تحتقير تجيم تدنا ويدنا تخلري ذات ودنيا نشوف ما هو واقش تدو هالوا خير شيء ما بشيء شو короче عودو ديرزن هو شيهم إشيوج يوف تعقير مش قشناهم ده قاعد وجدي ده представь البراق ده أخي أشيا يجواش شو البراق ده يجواش выбрать да хандин долу хандин дика высказать да ищёч да не то что это как бы осознать а вообще высказать да что ищёч да машол инсан так да ситуация إذا جوكتشن خوش دو تاركي أبو عرب إيه صورت دات جوكت هي تصور يشاشين прямой короче غاسقشك شو تبيعتي تايش вообще 7 октября эти гадул делдом дат аж промониторить я вот до этого جوكتش خلول сходи шерете от украинчен герзгорду элли короче сразу вот после этого даюля движение шунтия дат просто и момент от чувака индик короче разложить den вай лезes как бы ответ к сан дат что ответ к сан движение раз Сун четко так до конерция нейтралитет латуш. Юрес ел, короче, что герз туда, ху герз дари вот я точно подробности, что так осун. Цулута, такир далее где такир шикир может быть там что. Рес ел на день рождения Путина сразу ответки воркс. Во. А це реклам гагенион. Мотоциклшка, гранатомет, пулемет, автомат, еще 762 автомат российский герз дуцерга. Ше дги от хамаса мелхилдол герза и реклама ши ролик генасун. Иш чухах белчхан. Церт герзнеш деччул ролик генасун.
O şimdi yurtçu şoğlu yurtçular duşaş boş mıçıkılışka tihaş ve ge xişin duşay خمس هو على تونا إيش دعشول الهون سالي غورت بير هوند شين بقوة يلندر بوتينز أقدونا إسرائيل شوفولا برت بنا أساس شو بحكيش بانا هين تيغيت عن ناخرنا توخ دايكر شو غازة دايكر ألل تامداس غوندا تاع ويستخلل شي مليارد بوسو بتاقو غوندا واخين عش ويستخلل تصادا شاوح كيتا تاع يققر داتي كيتا بس بوسو كيتا داليكو كيتا ويغورش بو بوش دات تاع ايش بات تعمو واش دات قطع خلل ويست تعدا خلاص لسه مش خلي يتشوك خلي شويه خلي يتنقبه دوتش داتي الدنيا نجوع نوخش استقبان ويستخلش ونوخش موت بان بيستخلش بات انت واخيل حيش بري خوشو اسان تانا прекрасно хаон игумш وين شو الله دات دلا تحقيق الله شبوش تار اشتا هي خوشو Поддеть кому-то, развести уайтин, бла-бла-бла, там шуй сказать, дин шайцел оман бали дердол, шум что дует старки, то есть. Тундел от тем шталаца был, что чу аккуратно, что цер ягет майезер, ягет хаусар буш, айс кышна дат, ответ келлахи дала, что тундел. Каз шаш, аз гдуй қиет мақиете уж. Ахэр вай яшат вообще твоюка хулил вашу штата вообще та проклад кши таму эрдон та затыч кши та юкол шуй яхэр та на юк гайчи любой чум короче мост халкай куши налево направо дать. Не, Ибрахим, чуенак цигирон сразу ала мост милу иде нагачи дици шят сокон эдогадек дици шухокон представь вот это оле я спалаю отцул кета да цундел отву кэрга сок как бы терги озвучивать да трэшват тергер таум дахки таншен ног до дици те дала на это обратить внимание мобайлс. То есть тига хадиц, мегшту, тига худиц, мегштат, хохер гурдушуна. Имаду инзажал, тагансо Голландия у, буту Германия у, وجا أوستريا وكويك وفرنسا ومصر الدنيا دارجن ونوخش باش دو كانت دو قام بالقون نو اشتر دو كوي نوخش قام دو دارجن دو مصري ونماني تحل دحديو تحقي دحديو يوقي دحديو وقوقا دحديو هين سوقع بوق وقت بوشبو هين زيادن توخوريو هين آتمن توخوريو بوخوش опять же هو الدنيا ان شاء الله تواش بالقيرم بوين قوش بك وين باني قوش بوتي خوش وين تعبو لبقي إبو وي بوق بك وين دينا دات نانا دات كريا يوريولش سو كروا عمل كروا شاوين دعوة كروا وروسو كيتو إيش خارج هذاك ندور دق حل تعني بيقبل ويشمش دات دوي أحوالي حيبروات وعافا ديلا سنون شوق يالي حيداي ولي حيدانا صحوق أكبر السيلي حبين كزاخ وجا شابك جيادات نخشي شواح يسين تحيل شوق دوي غيتي قطعة ما دات دوي أهو شاب وهر أقرأ شي حلبوشاك حوسنس شو ديشبو الشابك ديمقراطش خليست بولش شو كالتوش دوشنا زنا دات حوس عتير هذول أجا جيمين نخشي تشوين أجا جيمين اسم هاكو شو هوري دون أخشى فخماندش ها وات تاع يالشو مالجو أتبلستي دير خايون تامي
Я, короче, не это там, я уважаю евреев, у меня есть знакомые туда из Киева. Представь, ага. Her budulak şu hoş короче. İre üye sana. Lasta üye çok kuyusu hokan şey hohilla takıç. Tam hayvana hohilla elçede tuğcuktiş. Hun karzakıyal elçe hun karzakıyal dayı takıç. Git var işte. Vay. İzhaldayan del da donahşid. İşe bol bırakın tam hakiçi Ukrayna bol. Tigi hoş mu var? Ve etkamel neçkana. İsrail bırakıyor bu. Куза وين Мел аккуратно أتي خدر خيو. Почему Украине не помогаете уже короче, халех что-то, да? Халел, вайчерга, совистхельч, да? Гон, хакер, ишь-то так, короче, уволила уже аккуратно. Почему Украине не помогаете, бошенца? Украинчит, чуть-чуть тугат, да? Сюха зюктиш, объяснить, да? Речь-то как бы казах куй, мазах куй бош. Что поэлюшун, как бы он от украинцев нет, это именно их не может говорить. Вся информация там, бэх мы была. А дальше отня. Короче, Германия, аяка чубах. Это Украинчу тугук туяха ёкнагу. И туя даушу туях. شي قدع حتى ياكلوا شي متكو إيه تاقا ترامب هو أعقلان دي اختعم حق دالي تاح يا يدعوش حق دالي تي أس قاعدة يدعون على ترامب هون ده حلو تشيرنوبل إقنش خان دك دوان شي سات هو يدي ودنا ملش قودا إقري 86 года. 86 года Иккинчхан в 2001 году даже Украина догдеч син чоп ватерк от амбуй любой амбат от гунда син чоп да ватерк просто от пелг маатла бош дуй отцул от Украина служит мауса в 2001 году. Целый носу. Целый чу. Ой. Сайдана на шай вакуасин русо йод дune давауе шворсо. Магуан прапорщик званый лон, старшина званый лон, кыдек лон бош, летча. Сайдана бягца туя, что цевол вещи еще бягца туя, что цевол, что сразу хаух, слушал званый шло, шай белхметик шло. لا سو سما انا راش تنان بقوت وارتر سوقي اخبار هم فقط قيتان جبرام تامشنم سوين تستين وجوان وناخ يو اولس يوم شي ماستو ملوا تبعشو تقوات قطع ماستو اللي فوق представляют يدوق تامشنم Не, из-за шташиен тамостал лет, шташер ресел عدونا شوق زناد Палестина وقتها باش هم شيء ترى ما تتوه Палестина وقتها رمزا ما تبيش على دايلو حتى دعوه إقامة دين يختو نقطة دعلية شيء تدخلش تا إخوة لوجو دوك كروتش يبيلش أو شو خزده تا داتا الجورة أم تلقوزا بيلش أويته يحاول وقتها ما شيء تلقي كروتش أماش حتى أنت موست خليل وشو دايلو دا وخته بحيث رحت موست خليل دي نوخشي قام منطقة شيء دلا شيء مقاس دارم دا كم درها قار دوي عارف بارك قلق قيس دوان شو يحكي الليل قلق يوروبي خوشم مدكي شاش ما يريل شرق نوخشن شرق واتو دوشاش ديزع إيش تقميال دي دنيا أنت هذا أخواتو ديش دوال شو نأخواتو دوال شاش دوتشا تك بويرشا تعيالا تيول شنوا ألا شو براك شنو действительный دوال دات شو زودري تون حانل بين بوال الله خود تغيديو صور تغيديو سور انسان شاش نكاخت بير بوال كيفير شو زودري
Жизнь литературяш униженном состоянии. Делай камялша буэрша тагелчу. Дермайолшу ель петухи гребаные. كيف хочу بيخنش بيستخل مشروع محمد گندم Соводи, аккуратно, محمد گندم нецензурно, это как бы вылетаешь. رجل ثاني وواتصل شيء موشاش. It's bagli ashi tashte humat tadüç dit tahum düş taçu wale her du oquzahir şe hotarezu çumdala ihum ditsinş bagetaliyer. Массерги ба будулак шик хайда. Не, вот Сейфулла, вообще, представь, прям, вот Сейфулла, у меня цвет свяхкан, бьёт так говорю, вот я, представь. Мхяташ, да, что? Велджул, да. Велджул, да. Мин холивез бо, мин тиеш вез бо. Разбор пшевен, халиф, ага, и разбор пшевен, представь, милу, разбор пшевен. Да, даяли положение, харсон бусолдени. Сон дойшол, дин дойшол, ходин ты хочешь. Просто мы даяли положение, ходин я. Дойшешь, далеч, он ашу петухиш. Он дальше, они прекрасно знают, что вот за это все придет день, в который нужно будет отвечать за все. بقول официально دعوة غنوان كنت عاوية انت كمنور ابو عرب официально كبيك شو تيخبتر تيخش террорист. Интервью тялош да нахудаходиш. Уре открытойлош, ну бре. Путин день рождения. Терактияш, ты Израилен, Телотичена. Скрытый день уже официально наглую, открытую, гагуш далушлух. Вообще я пуцергам бачу бог. имду. Но хин сакан цет сходу хайшун вежи. وإيش قميل دي شيء صح قميل دي شيء قزح قميل دي شيء دنيا جوا قميل كروش هكان تيس دك هدو استقبلش دعموه وول قالك دوق شو خواتنا سام كانت إيشن بوتو حوجي باس إبراهيم با короче цель смысл жизни как захоронить человека. Чеченцы. قدم بيوت وقعت حتشو تعونا دينك كراتشو والله سجت دي تعونا دينك هر هدا والدنس والله سجت ديش بيدافيلية قوبلية باحقو كراتشو بيدافيلية قوبليش نرمالنا كراتشو سيق عقولش خربوي تعشا شوي تتقيش دات اشتغلت не, шеф, по натуре, это нормально, нормально, из-за нормально, просто хотя бы были цаволш, аудул цаволш, шегул хадеш, та польза ёлш, хотя бы ше дюзул оман цахла уже, дюзул на пайдах, уже цадах дерхс, та шегул хадеш, та шельч уже та. Вот ты хоушина полностью сейчас шудю цахиет, что Само ердо та вехсаг мо, короче, отские паришташ. И тем более, қишаташ, шигар лил шумашташ, уверенно, да? И он как бы это питтеш, и он дачу дечь. Болдукун. Нис ба. Дела ба нис.
Любой человек, лело, гумдука, Бог. Любой человек. Сола, лела, тахан хути доорти, кан хути доорти, ас худерти. Ай, асайт санкирна хилин, حقواس على مست بلجين أس وود وعباخ واستجن هدي أس فيستا دين هنج تخوسا هربيس أقص يكردق ديس يا قبيس يقي مال خان يقي استغاسون صوتون تقاش لي سمال ويلنش خيسو سمال دق غلق شدو تودنان جوا شين تبو بال هنت إيز بو أدمو ده وحقيق بوس صوتون تاتول حتى بحوق لديوان عطين بلرنا خيه شارك تاني لدوش بغتا إيش تنت مسيت دهال مسيت دهال تناقوست دهال قياتش تويستول شوسو وهاش интернет шавар туда-сюда. Короче, бусу бывает всяк. Да, ух, было 73%. Ему хуй там туда-сюда. Хомелу было, что короче. Обул дир должен молодец никогда в жизни. Педофилия. Уж короче, шад да жук ты шазенду. Туда-сюда, короче. Ишь там бух, то. Ишь жук ты шазенду. Вот, оле хинж ост дехтен. Жутко шазден, але теории смысл жизни переключать. Я еще нет, на своем я держусь. Хунса дайш на понятие, حدانا اشتخلول حنانا اشتخلول حوالا دانا اشتخلول بوخ شو ده قيتو تحتنا برشهم خل ده يوخ بس ندور اشت وتبوسو بدنا ليش اشت ديك ما ده هنا كاك بتاع خل خيش كاك بتاع نو خيش تا اشت دوجانيو يوخ اشت بسني تعديش ده حاجة вообще حقوق وما бош موات я просто على مزدش مرخق وبش عنيسنو عليه سقوله вообще حشلر دا قوله حيدالش короче على مزدش اشتاليلش والله هو просто اشتا религиозный деятели اشتا وتوقع уже чуй وغيرش خلشته تيجا уже Христа тусмахуля инсхол педофилия, як шичва бах говори, инцестный брак, изнасилование женщин, там, дала. Уж обуды, ой, дыр дать туда-сюда, дать, жук-ты шука язен. Ишт, как бы, и жук тхун, и ишт хия тараха, хайцун дел ши баргда, хабай шилерда, оля хайлая маздаш. Хайдальше, короче. جوك تشازي ناي باش هذا ليتشان سو قطعات يعوي باش ما ده تسانجي ويدو يتوقع قوس 14,000 ساكسيري وقتن ارشاد القام تا شي تا شاشين تا وشير بندات просто تا شي غلق دي تا نهين سرسان جروب شو يالشي جوك تشي гвистхила украинче гвистхила любой короче американчик, англичанчик, итальянчик, любой ишта, дистахульш. Ажалтхо ишнахчи, дутхахер ишду шумуду, щихум да дозич, та нормально, ишта дружеские отношения, завязывать те, что в таком ключе, да, что полностью, короче. Шашень, ишта бали, бен, шашень, ущербный бен. Та хуне любой теме чучуоли, английский матадала, сюле матадала, пакистанский матдала чучу оли да стауни аднаги ошуе ри бусодина стауни аднаг дуи шуни аднаг короче шукафер шуи шумафер шуи бош иш и палбух вот это весь этот потенциал чеченского народа он повернут себе во вред.
Так, Таня, ты рюгар эфир. 102 кучу зрителей, wallah. Ладуга, ишт интересно. Дуй киет, делахер. Сумна, дим нагрузки оку. Чур. Ройл, чуэл, ишоч, дай, ишоч. Короче. Что нового дается ассоциин. А дальше, короче, общается дальше. Телеграм, чуэл, 24/7. Уж он ссылки, чё, пройду маршу канал, сразу кела ссылки, уж он. Чу, волш, выставили, уж он было. Просто ладуга выставила. Это Таня, сатёй, ДРС вы. Next, عندك مارش عال ماتشو. Nasıl marşı oil adik. Wo ist der?